Зигзаг истории. Между двух океанов. Евразийский континент не монолитен. Его четко делят на части природные барьеры. Западный полуостров Евразийского континента, омываемый Средиземным и Северным морями, отделен от холодной Восточной Европы невидимой, но крепкой границей, положительной изотермой января. Сухие и жаркие области Переднего Востока и Северной Африки тоже являются ландшафтной целостностью, ограниченной с юга Сахарой, а с востока пустынями Средней Азии. Особое, но вполне независимое положение занимает гористый район, тянущийся от Адриатического моря через Малую Азию до Закавказья. На стыках этих трех больших регионов постоянно возникали этнические контакты. Таковыми были в XII веке Испания, Иллирия, Великая Армения, простиравшаяся до берегов Средиземного моря, где располагалась Малая Армения, Киликия, ограниченная высокими горами и жаркими пустынями, Индия справедливо рассматривается как континент. Однако области Пенджаба и Синда уже в XII веке стали зонами контактов между индусами, арабами, афганцами и тюрками. Природные барьеры не спасли Индию от вторжения иноземцев. Субтропический, обильно увлажненный Китай отделил себя от сухой холодной Великой степи стеной, которая в XII веке лежала в развалинах, но считалась естественной границей между Китаем и Великой степью. И, наконец, внутренняя часть континента, Евразия, в узком смысле слова, простиралась от Китайской стены до Карпат, включая степную, лесостепную и лесную зоны. Здесь районами контактов были Венгерская степь на западе и Западная Маньчжурия на востоке. На юге к этому региону можно причислить Тибетское Нагорье и Семиречье, а Среднеазиатское Междуречье рассматривать как район контактов. Центральная часть великого евразийского континента только на первый взгляд кажется бесплодной и дикой страной, не приспособленной для развития самостоятельной культуры. Соседствуя на востоке с древней цивилизацией Китая, а на западе с не менее древней культурой западноевропейского полуконтинента, Великая степь ограничена с севера непроходимой тайгой, а с юга горными хребтами. Эта географическая целостность, населенная разнообразными народами с разными хозяйственными навыками, религиями, социальными учреждениями и нравами, тем не менее всеми соседями ощущалась как некий монолит, хотя содержание доминирующего начала ни этнографы, ни историки, ни социологи не могли определить. И это не случайно. Еще в первой половине XX века само существование этнографических целостностей подвергалось сомнению, так как наука еще не нашла аспекта, позволяющего их воспринимать как реалии. Но и не замечать их было нельзя. И тогда сложились такие абстракции, как Запад и Восток, бессмысленность которых показал академик Конрад, или лес и степь, или желтые и белые расы. Действительно, деление материала на два раздела всегда упрощает задачу, но далеко не всегда ведет к правильному решению. По сути дела, классификатор неосознанно применяет первобытный этнический принцип «мы» и «не мы», лишь абстрагируя его в соответствии с требованиями академической подачи. Но мы обязаны отрешиться от этого примитивного аспекта и исходить не из двоичной системы отсчета, а из реального наличия этногеографических регионов, которых на пространстве Евразии оказалось 6, и из смены суперэтносов, которых еще больше. Поэтому мы изменили ракурс и рассматриваем евразийский континент не из того или иного угла, а сверху. Это позволяет установить соразмерность этногеографических регионов. Люди, жившие на этих территориях, различались не только языками, обычаями, учреждениями, но отношением к природе и истории, к жизни и смерти, к добру и злу. Посмотрим, как. В многочисленных первоисточниках мы не найдем ответа на то, что интересует нас, ибо их авторы писали для других читателей. Однако наряду с разноречивыми и эмоционально насыщенными традициями мы имеем в поле зрения массу немых фактов, объяснение коих наша обязанность. Отчасти это затрудняет исследователя, отказавшегося от оценок, подсказываемых ему предшественниками. Но разве наука — это пересказ чужих знаний? Разве в естественных науках, где нет словесных сообщений, а только немые факты, невозможно обобщение? И разве только углубление в предмет дает познание,
а расширение диапазона ведет к поверхностности. Системный подход, давая возможность широких обобщений, отнюдь не мешает точности изучения деталей. Так, на пейзажах старинных мастеров второстепенные фигуры только кажутся цветными пятнами. Будучи увеличены путем фотографии, они представляются перед зрителем как законченные, вырисованные до мелочей. Все на них верно, но в композицию они входят лишь настолько, насколько они нужны. Этим подходом мы и собираемся воспользоваться. Описание хазарской страны. Ландшафты, как и этносы, имеют свою историю. Дельта Волги до III века не была похожа на ту, которая существует ныне. Тогда по сухой степи, среди высоких беровских бугров струились чистые воды Волги, впадавшие в Каспийское море много южнее, чем впоследствии. Волга тогда была еще мелководна, протекала не по современному руслу, а восточнее через Ахтубу и Бузан, и, возможно, впадала в Уральскую западину, соединенную с Каспием узким протоком. От этого периода остались памятники сармато-аланской культуры, то есть туранцев. Хазары тогда еще ютились в низовьях Терека. Во II-III веках атлантические циклоны сместили свой путь к северу. Дожди перестали орошать степную зону, где на время воцарилась пустыня, а стали изливаться в Волго-Окском междуречье и на широтах водосбора Камы. Особенно значительным было зимнее увлажнение, сугробы мокрого снега и, как следствие, огромные весенние половодья. Волга понесла все эти мутные воды, но русло ее в низовьях оказалось для таких потоков узким. Тогда образовалась дельта современного типа, простиравшаяся на юг почти до полуострова Бузачи, севернее Мангышлака. Опресненные мелководья стали кормить огромные косяки рыб. Берега протоков поросли густым лесом, а долины между буграми превратились в зеленые луга. Степные травы, оставшись лишь на вершинах бугров, вертикальная зональность, отступили на запад и восток, где ныне протоки Бахтемир и Кигач, а в ядре возникшего озонального ландшафта зацвел лотос, запели лягушки, стали гнездиться цапли и чайки. Страна изменила свое лицо. Тогда изменился и населявший ее этнос. Степняки-сарматы покинули берега протоков, где комары не давали покоя скоту, а влажные травы были для него непривычны и даже вредны. Зато хазары распространились по тогдашней береговой линии, ныне находящейся на 6 метров ниже уровня Каспия. Они обрели богатейшие рыбные угодья, места для охоты на водоплавающую птицу и выпасы для коней на склонах беровских бугров. Хазары принесли с собой черенки винограда и развели его на новой родине, доставшейся им без кровопролития по случайной милости природы. В очень суровые зимы виноград погибал, но пополнялся снова и снова дагестанскими сортами, ибо связь между Терской и Волжской Хазарией не прерывалась. Воинственные аланы и гуны, господствовавшие в степях Прикаспия, были не опасны для хазар. Жизнь в дельте сосредоточена около протоков, а они представляют собой лабиринт, в котором заблудится любой чужеземец. Течение в протоках быстрое, по берегам стоят густые заросли тростника, и выбраться на сушу можно не везде. Любая конница, попытавшаяся проникнуть в Хазарию, не смогла бы быстро форсировать протоки, окруженные зарослями. Тем самым конница лишалась своего главного преимущества — маневренности, тогда как местные жители, умевшие разбираться в лабиринте протоков, могли легко перехватить инициативу и наносить врагам неожиданные удары, будучи сами неуловимыми. Еще труднее было зимой. Лед на быстрых речках тонок, и редко в очень холодные зимы может выдержать коня и латника. А провалиться зимой под лед даже на мелком месте значило обмерзнуть на ветру. Если же отряд останавливается и зажигает костры, чтобы обсохнуть, то преследуемый противник за это время успевает скрыться и ударить по преследователю снова. Хазария была естественной крепостью, но, увы, окруженной врагами. Сильные у себя дома, хазары не рисковали выходить в степь, которая очень бы им пригодилась. Чем разнообразнее ландшафты территории, на которой создается хозяйственная система, тем больше перспектив для развития экономики. Дельта Волги отнюдь не однообразна, но непригодна для кочевого скотоводства, хотя последнее, как форма экстенсивного хозяйства, весьма выгодно людям, потому что нетрудоемко, и природе,
ибо количество скота лимитируется количеством травы. Для природы кочевой быт безвреден. Хазары в степях не жили и, следовательно, кочевниками не были. Но и они брали от природы только избыток, которым она могла смело поделиться: рыбу, виноград и плоды из садов. Короче говоря, этносы низовья Волги в то время находились в фазе гомеостаза, равновесия с природой и друг с другом. При этой системе жизни этносы редко активно общаются между собой, потому что воевать не из-за чего, а брать в жены чужих девушек невыгодно. Привыкшие к иному быту, они будут плохими хозяйками в доме мужа. Чем крупнее цель, тем легче в нее попасть. Поэтому заключим наш сюжет, трагедию хазарского этноса, в рамку истории сопредельных стран. Конечно, эта история будет изложена суммарно, ибо для нашей темы она имеет только вспомогательное значение, но зато можно будет проследить глобальные международные связи, пронизывавшие маленькую Хазарию насквозь, и уловить ритм природных явлений биосферы, вечно изменчивой праматери всего живого. Тогда и история культуры заиграет всеми красками. Этнос отраженного света. Может показаться, что, утверждая невозможность существования активного этноса без пассионарного толчка, мы погрешили против собственного тезиса. Например, хазары стали известны византийским и персидским авторам в IV веке, а армянским в III веке. Но ни меридиональный толчок II века, от Сканзы до Палестины, ни широтный толчок IV века, от Аравии до Северного Китая, не должны были их задеть. Каким же образом объяснить особенности их этногенеза в течение тысячи лет и образование многочисленных реликтов, гребенских и нижнедонских казаков, астраханских татар и караимов Крыма? Короче говоря, хазары вели себя как полноценный этнос, прошедший все фазы развития, но за счет чего? Русский летописец правильно сопоставляет хазар со скифами, под которыми его источник, Георгий Амартол, подразумевал древнее досарматское население южной части Восточной Европы. В то время, когда степные водораздельные пространства захватывались последовательно сарматами, III век до нашей эры, гунами, IV век нашей эры, болгарами, V век, аварами, VI век, мадьярами и печенегами, хазары спокойно жили в густых прибрежных зарослях, недоступных для кочевников, с коими они всегда были врагами. Благодаря столь благоприятным природным условиям, хазары, потомки древнего европеоидного населения Западной Евразии, жили как этнос-персистент до конца VI века, когда ситуация изменилась крайне резко и неожиданно. Самая важная роль в хазарском этногенезе выпала на долю новорожденного этноса древних тюрок — тюркютов, как принято их называть, чтобы избежать терминологической путаницы, смешения этого этноса с прочими тюркоязычными племенами. Возникли тюркюты так. В 439 году небольшой отряд князя Ашина бежал из северо-западного Китая от победоносных и безжалостных табгачей. Состав этого отряда был пестрым, но преобладавшим этносом были сяньбийцы, то есть древние монголы. Поселившись на склонах Алтая и Хангая и смешавшись с аборигенами, тюркюты сделали своей узкой специальностью плавку железа и выделывание оружия. В 552 году их первый хан Тумын одержал победу над джужанями, господствовавшими в степи в IV-V веках. Так был создан великий тюркютский каганат. Младший брат Тумына, хан Истеми, был поставлен во главе войска, имевшего задачей подчинения западных степей. Истеми дошел до Дона и берегов Черного моря. Некоторые племена бежали от него, другие подчинились силе оружия, а третьи сочли за благо помочь завоевателю, дабы разделить с ним плоды победы. В числе последних оказались хазары и болгарское племя утургуров, жившее между Кубанью и Доном. Когда же в начале VII века Великий Каганат распался, то хазары и утургуры оказались в составе Западного Каганата. Те и другие искренне помогали своим новым правителям в войнах против Византии и Ирана. Однако в Западно-Тюркютском Каганате два племенных союза образовали две партии, боровшиеся за власть над бессильным ханом. Утургуры примкнули к одной, а хазары, естественно, к другой партии, а после ее поражения приняли убежавшего царевича себе в ханы. 650 год.
Через 8 лет западно-тюркютский каганат был захвачен войсками империи Тан, что пошло на пользу хазарам, принявшим сторону ранее побежденного царевича, и во вред болгарам-утургурам, лишившимся поддержки верховного хана. 658 год. Вследствие этого хазары около 670 года разгромили болгар, и те разбежались кто на Каму, кто на Дунай, кто в Венгрию, а кто даже в Италию. Одновременно хазарам пришлось отражать вторжение арабов, победоносных от Индии до Аквитании. Но на Кавказе, неожиданно для завоевателей Ирана и Испании, война шла с переменным успехом, причем хазарские вторжения в Закавказье чередовались с арабскими походами до Дербента, 662-744 годы, севернее которого арабам так и не удалось закрепиться. Откуда взялась у маленького реликтового этноса такая грандиозная пассионарность, позволившая хазарам при неравенстве сил свести в ничью войну с самым сильным и агрессивным государством VIII века? Численный перевес был на стороне арабов, потому что хазарских ханов тюркской династии не поддерживали ни аланы, ни мадьяры, ни буртасы, ни мордва, ни славяне, а уж меньше всего болгары. Особую позицию занимали горцы Дагестана, царства Сирир, Туман, Зирих-Геран, Кайтак, Табасаран, Лакс и Филан, уже в 739 году подчинившиеся наместнику Азербайджана и Армении Мирвану, опиравшемуся на неприступный Дербент. Дербент был окончательно оккупирован арабами в 685-686 годах и отделился от халифата в X веке вместе с Ширваном. Но маленькая Хазария героически отстояла свою независимость. Почему? Вспомним, что целых 100 лет, 558-650 годы, тюркютские ханы использовали территорию Хазарии как базу для своих военных операций. В Хазарии тюркютские богатыри отдыхали после перехода через сухие степи, а по возвращении из Крыма или Закавказья прогуливали награбленную добычу. И тут наверняка не обходилось без женщин, которые, как известно, не бывают равнодушны к победителям. Дети, появившиеся после военных походов, искренне считали себя хазарами. Отцов своих они не знали. Воспитаны были в среде хазар и в ландшафте Волжской дельты. В наследство от тюркютов они получили только некоторые антропологические и физиологические черты, в том числе пассионарность. А поскольку такой симбиоз длился более 100 лет, то естественно, что привнесенной чужаками пассионарности стало достаточно, чтобы превратить реликт в активно действующий этнос. Но еще существеннее для хазарского этногенеза был следующий период, когда Хазарией управляли тюркские ханы династии Ашина, 650-810 годы, наследники правителей Великого Тюркского каганата, 552-745. Царевич-беглец и его соратники, принятые хазарами гостеприимно, не слились с массой народа и не противопоставили себя ей. Они продолжали жить кочевым бытом, только зиму проводя в домах в Итиле. Они возглавили борьбу с арабами и, будучи мастерами степной маневренной войны, научили хазар отбивать натиск регулярных войск. Оставаясь язычниками, почитавшими синее небо и черную землю, они были веротерпимы до полной неразборчивости. Это-то их и погубило. Но из-за чего и каким образом? Хазары и фазы этногенеза. Внесение признака пассионарности со стороны по последствиям не отличаются от возникновения ее путем мутации. Разница проявляется лишь в том, что при генетическом дрейфе признак распространяется более быстро, а, следовательно, процесс идет более интенсивно. Поэтому инкубационный период хазарского этногенеза уложился в 3 поколения, около 70 лет, после чего с 627 года становится уместным название тюрко-хазары, теряющее смысл после 650 года, когда хазарами называют именно метисов тюрко-хазарского происхождения. Почему-то Истахри и другие восточные географы делили хазар на 2 разряда – смуглых, черноволосых и белых, красивых, совершенных по внешнему виду. Также они относили хазар то к тюркам, то к нетюркам, возводя их то к грузинам, то к армянам. Хазарский язык, по замечанию Истахри, не походит ни на тюркский, ни на персидский, ни на какой другой известный язык, а схож с языком болгар. Это последнее вызвало множество недоумений, ибо языком болгар считается тюркский.
Однако так ли было в V-VI веках, когда тюрки впервые появились в Поволжье? Навряд ли. Тюркский язык распространился как международный и общеупотребительный лишь в XI веке, благодаря половцам, причем вытеснил из степи древнерусский, господствовавший в X-XI веках. До этого этносы говорили дома на своих языках, которые до нас не дошли, а кроме того знали древний тюркский язык воинского начальства. Таким образом, в VII веке в Нижнем Поволжье создались оптимальные условия для этногенеза. Разнохарактерные ландшафты, в тесном сочетании, соответствующие им хозяйственные уклады, сосуществование этнических субстратов, относящихся к единому евразийскому суперэтносу, и импорт пассионарности, позволивший оформить этническое разнообразие в социальную систему. Эта последняя была достаточно эластичной, чтобы вошедшие в нее этносы стали субэтносами хазарского этноса, унаследовавшего название от предков. Вот почему Артамонов сомневался в достоверности армянских хроник, упоминавших хазар в III веке нашей эры. Этноним был тот же, но этнос другой, а это бывает часто. Фаза этнического подъема заняла около 150 лет, с середины VII до конца VIII веков. За это время хазары шли от успеха к успеху и весьма удачно находили контакты с соседями. Однако характер этих контактов был различен, что и повело к смещению нормальной кривой этногенеза, вследствие чего акматическая фаза не наступила. Поэтому обратим внимание и на соседей хазар, но сначала напомним, что в III-V веках хазарский этнос находился в фазе гомеостаза. Производительные силы его были стабильны, а общество пребывало в первобытно-общинной формации с устоявшимися производственными отношениями. Зато соседи хазар развивались бурно. Византия и Древняя Русь росли мучительно, но неуклонно. Сасанидский Иран терял потенцию роста за счет упрощения системы, что вело к усилению государственной власти в ущерб общественным группировкам. Восточные народы, гунны, пришедшие в Европу, проиграли войну с аборигенами, германцами на западе и болгарами на востоке, после чего потеряли политическое и этническое значение. Судьба гуннов – яркий пример того, что любой этнический процесс может быть нарушен политическими коллизиями, которые невозможно предугадать. Гунны могли бы выиграть битву с гепидами при Нидау в 453 году и разгромить сарагуров, болгар, в 453 году. Тогда в Восточной Европе уже в V веке создалось бы сильное государство. Но так как этого не случилось, то многочисленные местные этносы вернули себе самостоятельность. Второй азиатский этнос, попавший в Европу, авары, обры, в 630 году утеряли свои позиции в Причерноморье вследствие конфликта с болгарами-кутургурами, населявшими степи от Дона до Карпат. Авары сосредоточили свои усилия на борьбе с греками и франками и угнетении славян-дулебов, населявших Волынь. В начале IX века авары потерпели поражение от франков, но сохранили самостоятельность и удержали территорию восточнее Дуная до прихода венгров, которых встретили как родных и вскоре объединились с ними в один этнос. Аварский каганат, последний осколок древнего Турана, перестал существовать в начале X века. Соседи хазар в VII-VIII веках. Гунская трагедия оставила след на этнической карте Восточной Европы. Болгар-сарагуров потеснил другой азиатский народ – сабиры или савиры, частью проникшие в Закавказье, а частью осевшие в Понтийской Скифии, до Рипейских гор, из которых вытекает Танаис. Савиры были выходцами из Западной Сибири и, видимо, принадлежали к угорской или южной ветви самодийской группы. Западные племена их ославянились, но сохранили древний этноним северяне. С хазарами они не граничили и, кажется, не общались, как это делали другие соседние этносы. Не только маленькая группа алтайских монголоидных тюркютов, но и вассалы, сопутствующие им в походах, вошли в состав хазарского этноса в течение VII-VIII веков. Одни из них ассимилировались, другие сохранили свой этнический облик. Так барсилов авторы X века перестали отличать от хазар, а печенеги до IX века, приходившие в Хазарию с востока как друзья и союзники, с хазарами не смешались. Очевидно, кочевой быт привлекал их больше, чем оседлая жизнь хазар, но дружбе это не мешало. Хазар, барсилов, тюркютов, телесцев и печенегов
связывала не общность быта, нравов, культуры и языка, а общность исторической судьбы, наличие общих врагов и единство политических задач, основной из коих было не погибнуть, а уцелеть. И до начала IX века хазары справлялись с этой задачей блестяще, именно потому, что они не были одиноки. Хазария возглавила силы сопротивления и благодаря этому расширила сферу своего влияния до Крыма и Аральского моря, до Кубани и Оки, до Десны и Сакмары. Но в такой этнической пестроте для государственной системы часто таится опасность. Гузы на востоке, мадьяры на севере, аланы и булгары, черные, на западе, не всегда были друзьями хазар. Но поскольку эти этносы входили в систему единого евразийского суперэтноса, межплеменные столкновения не переходили ни в истребительные, ни в завоевательные войны. Все эти этносы жили натуральным хозяйством, которое всегда тесно связано с природными особенностями вмещающих ландшафтов. Гузы привыкли к сухим степям и полупустыням, где снежный покров тонок и не препятствует круглогодовому кочеванию. Но эти степи были не нужны уграм, населявшим лесостепную полосу Западной Евразии, и аланам, обитавшим в роскошных злаковых степях между Кубанью и Доном. Там зимой выпадает много снега, следовательно, необходимы заготовки сена для скота, значит, кочевой быт невозможен. Скотоводство должно быть отгонным. Но никому из перечисленных этносов не были нужны поймы рек, заселенные хазарами. Равно как и хазарам, нечего было делать в степях и окаймляющих их лесах. Поэтому они спокойно смотрели на то, как в лесной полосе Западной Евразии распространялся новый этнос – славяне, вятичи и радимичи, а в Среднем Поднепровье другая группа славян постепенно ассимилировала рассамонов и савиров, преобразовав их в полян и северян. Каждый из этих этносов обрел свою экологическую нишу, а потому и конфликты между ними могли определяться только колебаниями пассионарности. К счастью для всех перечисленных этносов, в этом отношении в VIII веке было благополучно. Аланы, потомки страшных своей жестокостью сарматов, которые в III веке до нашей эры физически истребляли скифов, а парфянам подарили вождя с дружиной, 250 год до нашей эры, за 1000 лет превратились в культурный, трудолюбивый и спокойный этнос, лишенный наклонности к агрессии. Этому превращению способствовало и то, что наиболее активная и неукротимая часть алан ушла после 371 года в Испанию, чтобы избежать подчинения гуннам. А, как мы знаем, пассионарность – признак наследственный. Следовательно, потомков пассионарных аланов следует искать в Кастилии, а не на Северном Кавказе. Угры, в том числе мадьяры, этнос очень древний, получивший дополнительную инъекцию пассионарности во II-V веках от хуннов. Хуннами принято называть тюркоязычный этнос Центральной Азии, а гуннами – смесь группы хуннов, пришедших во II веке на берег Волги и Урала, и местных угров. Как название хазары унаследовали потомки хазар и тюркютов. Наименее пассионарны были гузы, сумевшие уберечь независимость и от гуннов, и от тюркютов. Византийский этнос не имел предков. Это, конечно, не означает, что люди, его составляющие, не произошли от пятикантропов, но этнос не поголовье людей, а динамическая система, возникающая в историческом времени при наличии пассионарного толчка, как необходимого компонента при пусковом моменте этногенеза, процесса, ломающего старую культуру. В Средиземноморье в древности существовала единая эллинистическая культура, включившая в себя в процессе развития Лациум и финикийские города. В этническом аспекте она напоминает западноевропейскую, потому что основное эллинское ядро не исчерпывает всех вариантов разносторонней эллинистической культуры. Конечно, Рим, Карфаген, Пела имели свои локальные особенности и представляли собой самостоятельные этносы, но в суперэтническом смысле входили в широкий круг эллинистической культуры. Впрочем, это не ново, но для нас важно, как отправная точка. Римское господство способствовало этнической нивеляции, а уравнение греческого языка с латинским привело к тому, что почти все население Средиземноморья слилось в один этнос. Но в I веке нашей эры в Римской империи появились новые люди, образовавшие в последующие 2 века новую целостность. Уже в начале своего появления они противопоставили себя языцам, то есть всем остальным, и действительно выделились из их числа, конечно, не по анатомическим или физиологическим признакам, но по характеру поведения. Они иначе развлекались,
иначе относились друг к другу, иначе думали и ставили себе в жизни цели, казавшиеся их современникам бессмысленными. Эллинистическому миру был чужд аскетизм. Новые люди создали Фиваиду. Греки и сирийцы проводили вечера в театрах и любовались пляской осы, древний стриптиз, а эти собирались для бесед и тихо расходились по домам. Своих богов эллины и римляне уже несколько веков считали литературными образами, сохранив культ как государственную традицию, а в быту ограничиваясь многочисленными приметами. Новые же проповедники и неофиты с полной убежденностью считали реальностью инобытие и готовились к загробной жизни. Относясь лояльно к римскому правительству, они отказывались признавать его божественную природу и поклоняться статуям императоров, хотя это стоило им жизни. Эти нюансы поведения структуру общества не ломали, но из этнической целостности новые люди выпадали и вызывали жгучую ненависть у городских низов, требовавших их уничтожения. Считать, что причиной возникшей неприязни была разница в убеждениях, неправильно, ибо у необразованных язычников в это время никаких стойких убеждений не было, а у людей нового склада они были многообразны. Но почему-то с Митрой, Исидой, Кибелой, Гелиосом эллины и римляне не ссорились, делая исключение только для Христа. Очевидно, что вынести за скобки следует не идеологический или политический признак, а этологический, то есть поведенческий, который для эллинистической культуры был действительно новым и непривычным. Впрочем, он был также чужд иудеям, которые, отнюдь не сливаясь с римлянами и греками, гонениям за веру не подвергались. Сквозь грани веков. В первом тысячелетии новой эры был еще один суперэтнос, без территории, без централизованной власти, без войска, но он был. Евреи, рассеянные от Германии до Ирана, жили, не теряя своего внутреннего единства, несмотря на внешнее разнообразие. Среди них были носители разных культурных традиций, разных идеалов, разных стереотипов поведения. Восточные евреи не были похожи на византийских или немецких, но мы ведь и называем их не этносом, а суперэтносом. И в IX веке настало время им сказать свое слово. А так как это слово было произнесено в Хазарии и весьма значительно отразилось на судьбе хазар, то придется проследить, как и почему это могло произойти. А для этого нам придется углубиться в древность и проследить судьбу восточной ветви иудейской общины и ее связи с Ираном. Этническая история евреев была извилиста и многообразна, но трансформации, возникавшие вследствие пассионарных толчков, видоизменяли их не менее, чем все прочие этносы. При этом менялись даже облик культуры и догмы религии, феномены куда более устойчивые, чем этнические стереотипы. Но сохранялся этноним, что и вводило в заблуждение и невежественных людей, и даже ученых. Легендарные сведения первых книг Библии туманно повествуют о неясных связях предков евреев с Шумером, а потом с Египтом, но к нашей теме это не имеет отношения. Исторически зафиксированные племена Хабиру в XIV веке до нашей эры начали завоевание крайне жестокое, беззащитного и миролюбивого Ханаана, но натолкнулись на сопротивление филистимлян, одного из народов моря, по-видимому, древних ахейцев или хеттов. Война с хананеями и филистимлянами затянулась до X века до нашей эры, акматическая фаза этногенеза. Лишь царь Давид, 1004-965, достиг решительных успехов и взял Иерусалим, где его сын Соломон соорудил храм. Но после смерти Соломона его царство распалось надво, надлом, а в 586 году до нашей эры Иерусалим был взят вавилонским царем Навуходоносором, который вывел пленных в Вавилон. Так началось знаменитое рассеяние, диаспора, и инерционная фаза этногенеза. В Вавилоне евреи прижились, и когда в 539 году до нашей эры Кир позволил им вернуться на родину, этим позволением воспользовались немногие. Вавилонская колония евреев оказалась богаче и многолюднее палестинской. Из Вавилона евреи распространились по всей Месопотамии и Сузиане, где вошли в тесный контакт с персами. Есть даже предположение, что знаменитая антидевовская надпись Ксеркса, запретившего почитание племенных богов, девов, нашла отражение в Библии, в книге Эсфирь, содержащей описание того, как мудрый Мардохей
благодаря очарованию своей племянницы Эсфири, пленившей царя, сумел организовать погром македонян и других соперников евреев, боровшихся за влияние на персидского царя-царей. Однако успех Мардохея оказался эфемерным. Персы охладели к евреям, и те радостно приветствовали Александра Македонского, пользуясь тем, что ни царь, ни его эллинские друзья никогда не сталкивались с евреями. Когда же греки и евреи оказались в пределах единой селевкидской державы, между ними возникла кровопролитная война, закончившаяся победой евреев, основавших в Палестине царство с династией Хасмонеев. Постепенно палестинские евреи и евреи диаспоры стали обособляться друг от друга, образуя как бы две нации, и судьбы их были различны. Судьба палестинских евреев была печальна. Они последовательно ссорились с персами, македонянами и римлянами. Последние так расправились с евреями в 70 и 132 годах нашей эры, что Палестина обезлюдила и была заселена арабами. Но в крупных городах Римской империи, в греческих колониях Пантикопее, Гаргиппии и Танаисе в Армении и в оазисах Аравии еврейское население сохранилось. Однако это были уже новые евреи, затронутые пассионарным толчком I века, и, следовательно, ровесники византийцев и славян. Они поддерживали активные связи со своими иранскими единоверцами, пользовавшимися покровительством врагов Рима, парфянских царей. Вследствие этого обе общины до конца V века непрестанно обменивались идеями и людьми. Ах, как это было им нужно! Персия была страна бедная, но благоволившая к евреям. Восточная Римская империя была богата, но греки успешно конкурировали с евреями. В те века центр тяжести межэтнических конфликтов был перенесен в область идеологии. Библия была уже переведена на греческий язык и перестала быть тайной, ее читали усердно, но реакция читателей была различной. Одни вступались за змея, побудившего Еву заполучить познание добра и зла, а того бога, который хотел оставить людей в невежестве, именовали злым демоном, Афиты. Другие объявили материю, а следовательно весь видимый мир, несуществующими, то есть просто помехами на пути к совершенствованию души, реальность коей утверждалась, гностики. Третьи отрицали преемственность Нового и Ветхого Заветов, считая древнюю еврейскую религию поклонением сатане, Маркион и его школа. Четвертые, манихеи, рассматривали мир как область борьбы света и тьмы, но если христиане признавали мир и жизнь творением Божиим, то манихеи держались обратной точки зрения. Мир — это тьма, пленившая частицы света, души. На Западе дуализм не удержался. Язычник Платин и христианин Ориген создали стройные монистические концепции, овладевшие умами мыслящих людей III века, а последователи гностиков замкнулись в своем пренебрежении к черни, и их идеи перестали влиять на широкие слои римского общества и этносов его составлявших. В Иране гностическое манихейство натолкнулось на стройную систему зороастризма, где жизнь благословлялась и утверждалась как творение Ормузда, а смерть и уничтожение, аннигиляция материи, считались делом Аримана. Мани заплатил жизнью за последовательность своего учения. Казалось бы, для жизни отрицающих гностических систем нет места в мире, но оно нашлось. На рубежах великих суперэтносов, эллинизма, и Ирана и Турана, Турана и Индии, где ютились небольшие, хотя и самостоятельные княжества арабов, кавказцев, эфталитов, последователи гностических идей находили приют и безопасность. И евреи, променявшие Палестину на Месопотамию, были в их числе. Стесненные жесткими установлениями официальной религии, они чутко реагировали на развитие мировой творческой мысли и выдавали свои соображения за древние предания, Каббалу, тем самым давая им место рядом с жесткой системой Талмуда. В Каббале были и монистические системы, близкие к неоплатонизму, и дуалистические, унаследованные от ессеев, и тяга к новым идеям, то и дело возникавшим в Иране и Византии. А так как пассионарных людей в вавилонской общине было много, то с III по VI век она бурлила идеями и принимала активное участие в событиях, имевших значение для нашей темы. У персов V-VII веков. Римляне даже в период наибольшей военной мощи не могли захватить двуречье. Местное население активно помогало парфянам, а потом персам. За проявленную лояльность шахи Ирана благоволили к евреям, позволив им создать колонии в Ктизифоне и Исфагане.
Аналогичными льготами пользовались несториане Месопотамии и монофизиты Армении за то, что они были противниками православного византийского царя. Зороастризм, подобно иудаизму, генотеистическая религия, то есть все персы должны были следовать учению магов и поклоняться огню, но ни один иноземец к культу не должен быть допущен. Переход персов в христианство карался смертью, что иногда вызывало осложнения, коих не возникало с евреями, которые, так же как и персы, не допускали в свою среду инородцев. Поскольку при таком последовательном подходе ассимиляция исключалась, то в Западном Иране и Месопотамии возникла иудео-сиро-армяно-персидская химера с добавкой из парфянской знати и арабов Бахрейна, почитавших звездных богов и служивших за деньги иранскому шаху. Внутри этой причудливой мозаики мира не было. Вельможи и маги старались очернить власть шаха, не покушаясь на престол, ибо центральная власть была нужна для защиты от внешних врагов. Шах норовил пресекать самовольство знати, но без кровопролития, так как знать составляла конное войско. Евреи были на стороне короны и со свойственной этому этносу горячностью превысили меру усердия, что им на пользу не пошло. В 491 году Иран постигла засуха, связанный с нею недород и налет саранчи. Шах Кавад открыл государственные амбары с зерном, но это не предотвратило народных волнений. И тогда один из вельмож, Маздак, предложил шаху свою концепцию спасения государства. Она была дуалистична, но в ней, в отличие от манихейства, царство света наделялось качествами воли и разума, а царство тьмы — качеством неразумной стихии. Отсюда вытекало, что существующая в мире несправедливость — следствие неразумности, и исправить ее можно средствами разума, введением равенства, уравнением благ, то есть конфискацией имущества богатых и разделом его между маздакитами, и казнями сторонников зла, то есть тех, кто был с Маздаком не согласен. Система подкупала безукоризненной логикой, и шах поддержал Маздака. Но как было отличить сторонников света от защитников мрака? Только по их личному заявлению. И тут пошла в ход ложь. Маздакиты, взяв власть в свои руки, развернули массовый террор, а шах стал в их руках марионеткой. В 496 году Кавад бежал от своих министров к Автолитам, вернулся с войском и занял престол, но маздакиты продолжали занимать должности вокруг престола и расправляться с неугодными людьми как с чужими, так и друг с другом. Только в 529 году царевич Хасрой собрал войско из людей, обиженных маздакитами, привлек на свою сторону саков и повесил Маздака, а его сторонников закапывал в землю живыми. Ожесточение партии было так велико, что уцелевшим маздакитам пришлось бежать на Кавказ, ибо ни эфталиты на востоке, ни византийцы на западе их не принимали. Могли ли многочисленные евреи Двуречья и Исфагана остаться равнодушными к событиям, происходившим вокруг них? Конечно, они приняли в них живое участие, но, как всегда, разделились. Ортодоксам-талмудистам маздакиты были омерзительны, вольнодумцам-каббалистам любезны. Внутри еврейской общины Ирана шла борьба столь же напряженная и даже кровавая, как и в самой великой державе. Торжество маздакитов грозило евреям-ортодоксам гибелью, и они эмигрировали в Византию. Там их приняли кисло, но это было лучше, чем смерть. Когда же в 529 году в Иране пошла расправа с маздакитами, то и примкнувшим к ним евреям пришлось плохо. Экзарх еврейской общины Ирана Марзутра, сотрудничавший с маздакитами, был повешен, так же, как и все, кто попал в руки Хосроя Нуширвана, принявшего власть еще при жизни своего отца Кавада. Уцелевшие маздакиты бежали на Кавказ, чтобы затеряться среди христианского населения Мидии, Антропатены, современный Азербайджан. Это им удалось, так как христиане относились к огнепоклонникам-персам крайне отрицательно и укрыли беглецов из Ирана. Связанные с маздакитским движением евреи тоже удрали на Кавказ, но подальше от разъяренных персов, и очутились они на широкой равнине между Тереком и Сулаком, стали пасти там скот, избегая конфликтов с соседями и не слишком строго соблюдая традиционные обряды. Однако они свято праздновали субботу и совершали обряд обрезания. Вернемся к судьбе евреев-ортодоксов, так как в последующей эпохе главную роль будут играть именно они. Православная церковь Византии в эпоху Великих Соборов, V век, относилась к иудаизму благожелательно. Когда же эмиграция евреев из Ирана усилилась,
и активизировала византийскую еврейскую общину, то начался период не то чтобы гонений, а государственных ограничений свободы еврейского культа. Эдиктом 546 года Юстиниан запретил евреям праздновать Пасху и есть в эти дни мацу, если еврейская Пасха приходилась на Страстную неделю. В 553 году евреям было запрещено употреблять устную традицию. Короче, евреев стремились превратить в граждан второго порядка, что повело к возрождению иранофильских настроений в еврействе Византии. Случай для отплаты за унижение представился им в начале VII века. В 602 году солдаты убили императора Маврикия и возвели на престол свирепого тирана Фоку. Шахеншах Хосрой Парвиз начал войну под предлогом мести за погибшего, который был его приемным отцом. Фактически же эта война ставила целью изгнание греков из Азии и Египта, то есть восстановление Ахеменидской империи. Евреи стали на сторону персов. Они вызывали беспорядки в тылу у греков, причем успевали заручиться покровительством греческого начальства и обратить его гнев против восточных христиан, монофизитов и несториан, что было на руку персам, так как симпатии местного населения после карательных экспедиций из Константинополя переходили на их сторону. Таким образом, персы продвинулись до берегов Средиземного моря. Самое страшное произошло в 615 году в Иерусалиме, где после капитуляции города персы взяли в плен от 62 до 67 тысяч человек, не имея возможности перегнать живой товар через сирийскую пустыню без больших потерь. Персидские воины охотно распродавали рабов и рабынь. Иудеи же из-за своей вражды покупали их по дешевой цене и убивали их. Пишет в 1234 году сирийский аноним, то есть человек, не имеющий личной заинтересованности, а следовательно и пристрастия. Там же он сообщает, что иудеи были уведены из Иерусалима, то есть просто вернулись на родину предков, в Месопотамию. Здесь они уже после заключения мира в 629 году убедили персидский гарнизон оборонять от греков Эдессу, которая должна была быть возвращена Византии по условиям мирного договора. При этом они обеспечили себе безнаказанность, послав к императору Ираклию парламентера, который вымолил своим соплеменникам прощение, а персидские воины погибли от рук византийцев. Византийское правительство то ли не видело, то ли не хотело видеть реального соотношения сил. Ираклий мечтал о воссоединении монофизитства с православием. Для этого он предложил компромисс — доктрину монофилитства, согласно которой у воплощенного слова два тела, божественное и человеческое, и одна воля, божественная. Эту доктрину не приняли ни греки, ни сирийцы с египтянами, ни персидские несториане, ни папа. Сторонников это учение обрело только в горах Ливана, но и там их было очень мало, так как горцы Ливана, равно недоброжелательно относившиеся и к грекам, и к сирийцам, были реликтовым этносом. На этом фоне общего отчуждения Ираклий сохранил свои симпатии к евреям и даже очень их выручил. Западные евреи, проникшие на берега Рейна в римскую эпоху, сильно пострадали от вторжения германцев в V веке. Но на берегах Роны и Гароны они жили спокойно и богато. Мировинги относились к евреям без симпатии, и в 629 году король Дагоберт решил изгнать их из своих владений. Но император Ираклий вмешался, и изгнание не состоялось. Чем руководствовался Ираклий, непонятно. Может быть, он обратил внимание на то, что в Аравии уже начались кровавые столкновения между еврейскими общинами и сторонниками нового пророка Мухаммеда, а может быть, были мотивы нам неизвестные. Однако в любом случае сделка проходила за счет христианских народов Ближнего Востока. Причем проиграть могли либо греки, либо персы, а евреи только выигрывали. Столь откровенная изменническая позиция вызвала озлобление против евреев сирийских и аравийских семитов. Почему это трудно назвать антисемитизмом? Результатом была договоренность, достигнутая в 637 году между епископом Сафронием и халифом Амаром. Епископ сдал халифу Иерусалим с тем, чтобы евреи не жили в Иерусалиме, после чего Амар велел построить на месте Соломонова храма мечеть. У арабов VII века. С мусульманами иудеи не ладили куда категоричнее, чем с христианами. Первые конфликты произошли еще в Медине с самим пророком. Побежденные в уличных схватках иудеи покинули Аравию и поселились в Палестине, у Генесарецкого озера, поскольку эта страна находилась тогда под властью персов. Потом некоторые из них ушли в Иран вместе с отступавшими персами, страшась возмездия сирийских христиан. Однако к 650 году
те и другие попали под арабское иго. Персы перенесли это довольно легко, так как приняли ислам, но евреям вероотступничество было противно. Они нашли другой выход — шиизм, как способ раздробления мусульманской общины. Некий Абдулла ибн Саба, иудей, перешедший в ислам, выдвинул в 653 году учение, на первый взгляд, правомерное, что перед концом света пророк Мухаммед вернется в мир, а пока его должен замещать тот, кто при жизни был его помощником, то есть Али и его потомки. Здесь таилось зерно не только тогдашнего раздора, претензии Али на престол, но и позднейшего шиизма, прививавшегося у персов лучше, чем у арабов. Так была создана идеологическая основа гражданских войн, вызвавших относительно быстрое распадение халифата. Нет, мы не будем здесь излагать историю многих восстаний, подавлений, убийств и предательств, игры ума и безумия страстей человеческих. Жертвами этой войны стали Али, зарезан в 661 году, и его сын Хусейн, пал в бою в 680 году, покинутые друзьями и сподвижниками. Однако те, раскаявшись, снова восстали и снова были разбиты в 690 году, вслед за чем последовали очередные экзекуции. Вот тогда и покинули злосчастную Персию евреи. Они прожили в этой стране 1200 лет, пользуясь покровительством законов и сочувственной поддержкой венценосцев. Но когда законы Ирана заменил шариат, а шахов, назначенные эмиры, уполномоченные, евреи вновь обратились к поискам земли обетованной. Сами они представляли себе эту миграцию так. И было в лето 4450, то есть в 690 году, и усилилась борьба между исмаильтянами и персами в ту пору, и были поражены персы ими, арабами, и пали они под их ноги, и спаслись бегством многочисленные евреи из страны Парас, как от меча, и двигались они от племени к племени, от государства к другому народу, и прибыли в страну Русию и землю Ашкеназ и Швецию, и нашли там много евреев. Этот текст показывает многое. Страна Руси уже была в VII веке. В Германии, Ашкеназ и Швеции, еще языческой, есть еврейские колонии, а вот Хазарии в списке нет. Хотя в 737 году арабский завоеватель будто бы принудил персов-огнепоклонников, хазар, поклонявшихся тельцу, и некоторых исполнявших закон Мусы, принять ислам. На самом деле это было только пожелание Мирвана II, оставшееся без последствий. А в 690 году хазары под предводительством тюркютов, по происхождению принцев царственного рода Ашина, ставших ханами Хазарии, громили Закавказье и удерживали до 693 года Дербент. Как же евреи могли не заметить такую сильную державу? Только не видя ее. Значит, путь еврейских эмигрантов из Ирана пролегал не через северокавказские степи, в те годы обогренные болгарской и аланской кровью, а только через Малую Азию и Черное море к устью Днепра и в Руссию, а оттуда в земли, где уже были колонии западной ветви евреев, оставшихся в Европе после распада Римской империи. Но если так, то кто в Хазарии исполнял закон Мусы? Очевидно, те евреи, которые бежали на Кавказ вместе с маздакитами. Они в 690 году очень хорошо помнили кровавые столкновения внутри еврейской общины Ирана, с полным на то основанием опасались своих соплеменников и отказали им в убежище. Зато их потомки в VIII веке поступили по-иному, так как маздакитская трагедия была забыта потомками ее участников. У хазар в VIII веке. Итак, сирийские омейяды оказались врагами обеих ветвей иудеев, маздакитской и ортодоксальной. Первые были союзниками хазар, вторые обрели убежище среди христиан. Такая расстановка сил дает право заключить, что во время сражения за Константинополь в 717-718 годах, когда Лев и Савр сжег арабскую эскадру греческим огнем и отбросил изнуренную голодом сухопутную армию от стен столицы, евреи сражались на стороне христиан. Силы арабов были скованы на всех фронтах. В Испании в 718 году непокорившиеся христиане образовали королевство Астурию. В Средней Азии тюргеши договорились с Китаем, заключили мир с Тибетом, союзником халифата, и поддержали восстание сагдийцев, только что завоеванных, но не смирившихся. Хазары же принудили арабскую армию к отступлению и перенесли военные действия сначала в Азербайджан, потом в Армению 721-722 годы,
Им помогли уцелевшие огнепоклонники персы и поклонники Мусы, евреи. Вождь евреев, носивший тюркское имя Булан, Лось, отличился в этом походе, вследствие чего повел себя самостоятельно. Он восстановил еврейские обряды для своего народа. Обращения хазар в иудаизм не было, да и быть не могло, так как в средние века прозелитические религии, христианство и ислам, резко противопоставлялись древним религиям, где к исполнению культа допускались только члены рода, даже в том случае, если род вырос в этнос. Персам-огнепоклонникам или индусам, членам высшей касты, надо было родиться, но нельзя было стать. Если же возникала необходимость принять в свою среду чужого или приобщить к себе иное племя, то выдумывались фальшивые генеалогии, чтобы оправдать нарушение принципа. Так шах Иездегерд, решив увеличить конное войско, предложил армянским нахрарам стать зороастрийцами на том основании, что эти знатные люди вели происхождение от парфян, аршакидов. Когда же те отказались отречься от христианства, дело заглохло. Иудаизм — это культ народа, избранного Яхве, и потому редкие новообращенные считались проказой Израиля. Евреи мирно соседствовали с хазарами, ходили вместе в походы, но молились отдельно, справедливо полагая, что для хороших отношений с соседями нет необходимости делать их похожими на себя или, наоборот, лицемерно подделываться под них. Даже забыв большую часть сложных предписаний Талмуда, что было неизбежно для пастушеского племени, где юношам негде и некогда учиться, даже просто грамоте, потомки евреев-маздакитов не растворялись в среде окружавших их племен Дагестана. Они к этому не стремились, да и те бы их в свою среду не приняли. Заслуга Булана была в другом. Он удалил из своей страны идолослужителей и убедил других князей и верховного князя евреев восстановить забытую веру. Он соорудил шатер, ковчег, светильник, стол-жертвенник и священные сосуды, то есть восстановил еврейские обряды для своего народа. В сочинении Иехуды Барзилая, еврейского автора XI века, это сообщение переведено так: «Хазары стали прозелитами и имели царей-прозелитов» иудаизма. Однако Шишман указывает, что слово «гер» в Библии означает «чужеземца», инкорпорированного другим народом и получившего права члена племени, которое его приютило. Значение прозелит это слово приобрело позже. Судя по общему ходу событий, древнее значение в данном случае предпочтительнее, ибо Булан принял не раввинизм, а караизм. И пусть не смущает читателя, что евреи, жившие в Хазарии, именуются хазарами, это обычное для этнонимов обобщение, когда субэтнос на чужбине принимает название этноса. Так бретонец в России назовет себя французом, а карел во Франции — русским. Для иноземцев хазары — это люди, живущие в Хазарии и подчиняющиеся власти хазарского каганата. Но для самих обитателей страны, а равно и для ее исторической судьбы, различия на субэтническом уровне заметны. Иногда они не имеют большого значения, но при некоторых обстоятельствах их роль возрастает. Так произошло в Хазарии во второй половине VIII века, когда туда стали приезжать евреи-раввинисты из Византии. У греков в VIII веке. В 723 году император Лев III Исавр издал указ о насильственном крещении всех евреев, находящихся в пределах Византийской империи. Этот указ был издан после победы над арабами и за год до начала борьбы против почитания икон. Зачем ему это понадобилось? Ответа на этот вопрос в источниках нет, значит, следует искать смысл указа, исходя из общей ситуации. Малоазийские христиане, а также монофизиты и несториане были противниками иконопочитания и врагами арабов. Не хотел ли Лев Исавр увеличить число своих сторонников, зачислив иудеев в число христиан, дабы дать им право участвовать в будущей реформе? Это, пожалуй, наиболее вероятное толкование, так как последующие гонения обрушились не на иудеев, оставшихся в своей вере, а на православных. И наоборот, один из чиновников халифа Иоанн Дамаскин Мансур писал обличение иконоборцев под покровительством Амияда Хишама. Считается, что этот указ вызвал эмиграцию евреев из Византии в Хазарию, но неизвестно, был ли он приведен в исполнение. Даже если так, то эмиграция шла в Хазарию, в то время союзницу Византии. И поскольку инициативу войны с арабами перехватил Булан, не исключено, что Лев Исавр создал условия для переброски боеспособного этноса на тот участок фронта, где он был необходим.
Примерно так поступило византийское правительство с горцами Ливана, мордаитами. Их вывели из Сирии и поместили в гарнизонах Малой Азии, чтобы использовать их опыт борьбы с мусульманами. Реформа Булана имела еще то значение, что она порвала связи с маздакитскими традициями. Идейные связи вольнодумных членов иудейской общины с группой вольнодумных персов оказались призрачными. Как только жизнь поставила иные проблемы, химера распалась. То, что для персов-маздакитов было органической частью сложившегося мироощущения, евреи сбросили, как отсохшую шелуху. Впоследствии маздакиты, точнее хурамиты, пытались блокироваться с христианами-иконоборцами, ибо в смертельной борьбе 815-837 годов с арабами и персами-мусульманами хазарские евреи не помогли своим бывшим соратникам и единомышленникам. Зато внутриэтнические связи от идейных разногласий не пострадали. Наоборот, эмиграция византийских евреев в Хазарию была облегчена тем, что беглецов встречали единоверцы и помогали им устроиться. А так как евреи-раввинисты VII-VIII веков были горожане, то они и селились в городах Итиле, Семендере, Самкерце, Беленджере и занимались в них торговлей, к чему сами хазары способности не проявляли. Разные межэтнические коллизии дают в этнической истории разные результаты. Тюркюты, объединившись с хазарами, повели их к победам и подарили им гегемонию над соседними этносами. Булан, около 718 года принявший имя Сабриэль, в 737 году был наголову разбит последним великим Амиядом Мирваном, который взял с хазар обещание принять веру ислама. Хазары, конечно, обещания не сдержали, тем более, что уже в 750 году Мирван был разбит аббасидами и погиб. В Хазарии все осталось по-прежнему, за исключением того, что столицу перенесли с Терека из Семендера подальше от арабов на Волгу в Итиль. Издавна хазары жили в низовьях Волги, в дельте и пойме ее. Они занимались не столько скотоводством, сколько виноградарством и рыбной ловлей. Прекрасные голубые протоки среди зеленых лугов и густых зарослей кормили многочисленное население и столицу Итиль, расположенную на острове, образуемом Волгой и ее восточным протоком Ахтубой. Имея роскошную экономическую базу, хазары господствовали над редким населением сухих степей, окружавших их оазис, простиравшийся в то время почти до полуострова Бузачи. Это были прикаспийские Нидерланды, причем сходство дополнялось тем, что Итиль стал перевалочным пунктом на двух караванных путях из Ирана в Биармию или Великую Пермь и из Китая в Прованс. В IX-X веках в Итиле жили и играли главную роль евреи, но когда они туда попали? Очевидно, надо проследить историю Византии дальше. Следующее свидетельство о разрыве между Византией и еврейской диаспорой недвусмысленно, а дата его примечательна, так как на фоне мировой истории оно наиболее весомо. Владетель Константинополя во время Харуна ар-Рашида 786-809 изгнал из своих владений всех живущих там евреев, которые вследствие сего отправились в страну Хазар, где они нашли людей разумных, но погруженных в заблуждение, язычников. Посему евреи предложили им свою религию, которую хазары нашли лучше, чем их прежние, и приняли ее. Этот текст, во-первых, подтверждает нашу догадку, что императоры-иконоборцы гонений на евреев не осуществляли, иначе было бы некого изгонять, а во-вторых, что эти гонения совпали с Седьмым Вселенским собором 787 и последующим преобладанием греков над малоазиатами и примыкавшими к последним евреями. Согласно логике событий, именно в последние годы VIII века у греков появился смысл в том, чтобы стремиться избавиться от евреев, так как антипатия последних к арабам сменилась симпатией, после того, как престол халифа перешел от амийядов к аббасидам, окруженным персидскими советниками, и возобновившим традиции политики сасанидского Ирана. В истории повторение политической ситуации чаще всего влечет за собой восстановление расстановки сил, хотя буквальных совпадений не бывает никогда. За 250 лет самостоятельного существования Хазария выросла настолько, что из крошечного удела западно-тюркютских царевичей превратилась в сильную державу, выигравшую войну у арабского халифата. И тут-то сплелись судьбы еврейского и хазарского этносов. Рахданиты. В середине VIII века на всем пространстве Евразийского континента произошедшие события изменили мир таким образом, который никто не мог бы предугадать. Деморализованная франкская держава была зажата в стальной обруч Карлом Мартеллом,
сын которого Пипин Короткий лишил престола ленивых королей династии Меровингов в 751 году. В этом же году арабы встретились с китайцами в долине реки Талас и разбили их на голову. Две другие китайские армии, одна в Маньчжурии, другая в Юньнане, были разбиты ополчениями местных племен, и мечта о гегемонии Китая над Азией, бывшая руководящей идеей политики империи Тан, испарилась. За 6 лет перед этим, в 745 году, пал второй тюркютский каганат, и его богатыри погибли в боях или были убиты во время бегства. На его месте возник уйгурский каганат, отнюдь не агрессивный и открытый культурным влиянием Ирана, но не Китая. Но самым большим сдвигом было воцарение аббасидов в Багдаде и начавшийся развал халифата, ибо это открыло дороги с запада на восток тем предприимчивым купцам, которые эти дороги изучали. Дорога по-персидски рах, корень глагола «знать» — дон, знающие дороги — рахданиты. Так называли еврейских купцов, захвативших в свои руки монополию караванной торговли между Китаем и Европой. Торговля была баснословно выгодна, потому что торговали не товарами широкого потребления, нужными для населения, а предметами роскоши. В переводе на понятие XX века эта торговля соответствовала валютным операциям и перепродаже наркотиков. Только подобные сверхприбыли покрывали расходы на перевозку и содержание в порядке трассы, на которой сооружались купола над источниками и прудами, ставились вешки, указывающие направление дороги, строились караван-сараи для ночевок или дневок в особо жаркие дни. От Красного моря до Китая было около 200 дневных переходов, а вокруг северного берега Каспия еще больше. Но и северным путем пользовались, так как в аббасидском халифате восстания были делом заурядным, а хазары строго следили за безопасностью на степных дорогах. Поэтому значение Итиля как перевалочного пункта на долгом пути росло. Отдыхать на Волге было не только удобно, но и приятно. То, что путешествующие евреи VIII века названы персидским словом рахданиты, показывает, что основу этой торговой компании составили выходцы из вавилонской, то есть иранской общины, бежавшие от халифа Абд-ал-Мелика в 690 году. В 723 году к ним добавились евреи из Византии, но до тех пор, пока на границах Согда и халифата, Китая и тюркютского каганата шли постоянные войны, торговля встречала препятствия. Когда же эти войны прекратились, а Китай после восстания Ань-Лушаня 756-763 лежал в развалинах и продавал шелк дешево, евреи-рахданиты развернулись. Они основали не только восточный путь, по которому шел шелк в обмен на золото, но и северный, из Ирана на Каму, по которому текли меха в обмен на серебро. Хазария лежала как раз на перекрестке этих путей. Сюда и устремились эмигранты из Ирана и Византии. Тюркютские ханы из династии Ашина, по свойственной степнякам религиозной терпимости и благодушию, считали, что их держава приобретает работящих и интеллигентных подданных, которых легко использовать для дипломатических и экономических поручений. Богатые евреи подносили хазарским ханам и бекам роскошные подарки, а красавицы-еврейки пополнили ханские гаремы. Так сложилась еврейско-хазарская химера. Для евреев-рахданитов было, вероятно, досадно лишь то, что попытка Булана добиться гегемонии в политической жизни Хазарии разбилась об арабское мужество, и военная власть осталась в руках тюрко-хазарской знати, ладить с которой было не всегда легко. Описанный процесс занял вторую половину VIII века. За это время хазары перенесли военные действия против арабов в Закавказье и в отмщение за разрушение Семендера и Беленджера опустошили Азербайджан. Об участии в этих операциях евреев, как старых соратников Булана, так и новых рахданитов, сведений нет. Не преуспев в военном деле, хазарские евреи наверстали потери любовью. В конце VIII века между Тереком и Волгой появилось множество детей от смешанных еврейско-хазарских браков. Однако судьба их была различна, в зависимости от того, кто был отцом ребенка, а кто матерью. И вот почему. Все евразийские племена считали ребенка членом рода отца. Законорожденный ребенок имел долю в родовом имуществе, право на защиту, взаимопомощь и участие в родовых культах. Род был элементом этноса и культуры. Следовательно, членство в роде определяло этническую принадлежность. Происхождение матери в расчет не принималось. У евреев этническая принадлежность совпадала с принадлежностью к общине. Право быть членом общины, а следовательно евреем, определялось происхождением от еврейки.
Во II веке до нашей эры это правило дало возможность включить в состав евреев родственные семитские племена, например, идумеев, амаликитян, моавитян, но в средние века оно вело к изоляции еврейских этносов, особенно в странах Европы и Евразии, где браки с еврейками возбранялись христианской и мусульманской религиями. В Хазарии таких ограничений не было. Получалось, что сын хазарина и еврейки имел все права отца и возможности матери. То есть его обучали еврейские раввины, община помогала ему делать карьеру или участвовать в торговле, род отца защищал его от врагов и страховал в случае несчастья от бедности. А сын еврея и хазарки был всем чужой. Он не имел прав на наследование доли отца в родовом имуществе, не мог обучаться Талмуду в духовной еврейской школе, не получал поддержки ни у кого, кроме своих родителей. Да и та была ограничена родовыми обычаями и религиозными еврейскими законами. Этим беднягам не было места в жизни. Поэтому они ютились на окраине Хазарии, в Крыму, и исповедовали караизм, не требовавший изучения Талмуда, а читать пятикнижие их могли научить любящие, но бессильные против велений закона отцы. Их потомки составили крошечный этнос крымских караимов, антропологические черты коих совмещают тюркские и ближневосточные типы. Симпатии их были обращены к аборигенам, хазарам, болгарам, готам, аланам, а не к их двоюродным братьям, делавшим в богатом Итиле карьеру и фортуну. Иудейская община в Итиле не только накопила огромные богатства, но и включила в свой состав ханов тюркской династии Ашина. Тюрки сохранили обычай многоженства, женились на прекрасных еврейках, а дети их, оставаясь царевичами, становились членами иудейской общины. Они изучали Тору и Талмуд, общались с родственниками своих матерей и женились по их совету на соплеменницах из числа богатых невест. Так постепенно произошло разделение хазарской знати и народа, тихо жившего в роскошном оазисе дельты Волги, не принимая участия в делах государства, которые перестали его касаться. Но оставалась старая племенная аристократия. С ней дело обстояло сложнее. Решение проблемы пришло только в IX веке. Можно было бы отметить, что для персистентного этноса хазар тюркские беги и тарханы были столь же чужды, как и иудейские купцы. Действительно, хазары получили от династии Ашина только одно благо — защиту от внешних врагов и безопасность. А это быстро забывается, так как становится привычным. Поэтому социальный момент, нелюбовь народа к аристократии, даже не своей, а пришлой, имела место в хазарском обществе. Евреи же были вне этого антагонизма, потому что они жили замкнутыми колониями и с местными жителями общались мало. Однако характер тюрко-хазарских и иудео-хазарских взаимоотношений был диаметрально противоположен. Тюрки награждали хазарок детьми, которые вырастали хазарами с повышенной пассионарностью. Евреи извлекали из хазарского этноса детей либо как полноценных евреев, мать еврейка, либо как бастардов, отец еврей, чем оскудняли этническую систему, а тем самым вели ее к упрощению. При непосредственном наблюдении казалось, что здесь просто цепь случайностей, но на самом деле это был направленный процесс, который за 80 лет, считая от Булана, дал весьма ощутимые результаты. В стране появилась популяция людей, говоривших по-хазарски, имевших родственников из числа хазар и тюрков, адаптированных в ландшафте, но не бывших хазарами по этносу и культуре. Для иностранцев, писавших о Хазарии по внешним беглым впечатлениям, казалось, что эти люди — хазары иудейского вероисповедания, но ни евреи, ни настоящие хазары не заблуждались ни на минуту. Если в отношении хазар доказательства не требуются, то средневековые евреи зафиксировали, что считают своих хазарских единоверцев потомками колена Симонова и полуколена Манасиева, обитающими в стране Казраим, вдалеке от Иерусалима. Они бесчисленны, и забирают они дань от 25 государств, и со стороны исмаильтян платят им дань по причине внушаемого ими страха и храбрости их. Приведенный текст характеризует ситуацию не VIII века, а IX-X веков, причем весьма точно. В первые десятилетия IX века произошли события, когда сочетание двух суперэтносов преобразило зону этнического контакта в социально-культурную, а не только этническую химеру. И грянул гром. В то десятилетие, когда Патриций Никифор взошел на престол в Константинополе, 31 октября 802,
а халиф Харун ар-Рашид казнил своих лучших помощников и верных друзей, бармекидов, 27 января 803-го, в хазарском каганате некий влиятельный иудей Абадия взял власть в свои руки, превратил хана из династии Ашина по отцу в марионетку и сделал раввинистский иудаизм государственной религией Хазарии. Обстоятельства, при которых произошел этот не столь религиозный, сколь государственный переворот, прикрыты множеством легенд, которые все без исключения представляются вымышленными, с одной целью — утаить от народа и истории истинное положение дел. Неизвестно даже, кем был Абадия. Видимо, он не принадлежал к числу местных евреев, потомков соратников Маздака, безграмотных и храбрых воинов-караимов, вроде Булана. Об Абадии сказано: он был человек праведный и справедливый. Он поправил, обновил царство и укрепил собрания, синагоги, и дома ученых, школы, и собрал множество мудрецов израильских, дав им много серебра и золота, и они объяснили ему 24 книги Священного Писания, Мишну, Талмуд и весь порядок молитв, принятых у хаззанов. Он боялся Бога и любил закон и заповеди. Уже из этого одного видно, что Абадия не был ни караимом, ни хазарином. Нет, эта характеристика показывает, что Абадия был человек интеллигентный и имевший связи в еврейской диаспоре. Для мудрецов израильских он не пожалел хазарского серебра и золота, чтобы только эти мудрецы согласились пожаловать в Итиль. А если сопоставить с этим фактом общеизвестные обстоятельства, что для политического переворота нужны деньги и организация, то видно, с какими кругами был связан Абадия. От смены власти выиграли не хазары и не хазарские евреи, а приезжие иудеи и еврейская община в целом. А коль скоро так, то, значит, они и организовали переворот, сохранив при этом легитимный принцип. Законный хан из рода Ашина стал иудеем, то есть принял веру своей матери, и был принят в общину. Все государственные должности были распределены между евреями, причем сам Абадия принял титул «пех», «бек», переведенный на арабский язык как «малик», то есть «царь». Это значит, что он возглавил правительство при номинальном хане, Кагане, находившемся с этого времени под стражей и выпускаемом на показ народу раз в год. А для народа хазарского значение переворота определил царь Иосиф, глава иудейской общины Итиля, написав: «И с того дня, как наши предки вступили под покров Шехины, присутствие божества, он подчинил нам всех наших врагов и ниспроверг все народы и племена, жившие вокруг нас, так что никто до настоящего дня, около 960 года, не устоял перед нами. Все они служат и платят нам дань, цари Эдома, язычники, и цари Исмаильтян, мусульмане». Да, дело было выгодное. А теперь отвлечемся на минуту от описания хода истории, чтобы попытаться понять ее смысл. Переворот Абадии — явление отнюдь не заурядное, более того, исключительное. Оно не укладывается в обычную закономерность этногенеза ни тюрко-хазарского, ни еврейского. Тюрко-хазары находились в конце инерционной фазы хуно-сяньбийского степного суперэтноса, вобравшего в себя угров, хионитов, динлинов, куманов и выработавшего определенный стереотип поведения и мировоззрения, то есть культуру. Евреи были моложе. Они только что миновали фазу надлома и раскола этнического поля. Будучи ровесниками византийцев и славяно-русов, евреи отличались от них тем, что освоили не природный, а антропогенный ландшафт. Города от Чаняни до Тулузы и караванные пути. Неизбежная взаимосвязь ландшафта с этносом чуть-чуть деформировалась, и этого оказалось достаточно, чтобы этническая система превратилась в жесткую, точнее полужесткую. Это означало, что этнос превратился в общественный слой, без чего были бы немыслимы и переворот Абадии, и последующее процветание Иудео-Хазарии. Однако жесткие системы автоматически исключаются из природного саморазвития. Их активность растет за счет постоянных встреч с окружением, и она даже больше, чем у природных этносов, но возраста такие системы не имеют. Поэтому появление их среди природных, натуральных этногенезов деформирует, или точнее искажает обычный ход этногенезов региона, то есть создает зигзаги, не предусмотренные ни природой, ни наукой. Но это делает проблему, заслуживающей особого внимания.
Не следует полагать, что созидание химер — явление исключительное, и что евреи здесь сыграли уникальную роль. Нет. Аналогичные последствия возникают всюду, где возникают неорганичные контакты на суперэтническом уровне. Так, в III веке до нашей эры потомки диадохов и эпигонов осели в городах Бактрии и Сирии, а наследники героев Турана, парфяне, стали господствующим классом в растерзанном Иране. И македонские династы, Птолемеи, Селевкиды, и парфянские шахи, Аршакиды в течение 3 веков оставались для своих подданных чужаками. Антипатия к македонинам затем распространилась на римлян. Поэтому до пассионарного взрыва I-II веков население Сирии и Египта было этнической химерой. Можно было бы привести еще несколько столь же ярких примеров, но некогда. Нам надо вернуться на Нижнюю Волгу. Расправа. Обращать в иудаизм население Хазарии никто и не собирался. Иудейские мудрецы хранили заветы Иеговы для избранного народа, которому теперь достались все накопленные блага, связанные с руководящими должностями. Переворот, жертвой которого стала родовая аристократия всех этносов, входивших в хазарский каганат и уживавшихся с тюркской династией, вызвал гражданскую войну, где на стороне повстанцев выступили мадьяры, а на стороне иудеев — нанятые за деньги печенеги. Сведения об этой войне между народом и правительством содержатся у Константина Багринародного. Когда у них произошло отделение от их власти и возгорелась междоусобная война, первая власть одержала верх, и одни из них, восставших, были перебиты, другие убежали и поселились с турками, здесь венграми. В нынешней печенежской земле, в низовьях Днепра, заключили взаимную дружбу и получили название кабаров. Эта война была беспощадной, так как, согласно Вавилонскому Талмуду, не иудей, делающий зло иудею, причиняет его самому Господу и, совершая таким образом оскорбление величества, заслуживает смерти. Из трактата «Санхедрин», без указания листа и колонки. Для раннего Средневековья тотальная война была непривычным новшеством. Полагалось, сломив сопротивление противника, обложить побежденных налогом и повинностями, часто военной службой во вспомогательных частях, но поголовное истребление всех людей, находившихся по ту сторону фронта, было отголоском глубокой древности. Например, при завоевании Ханаана Иисусом Навином запрещалось брать в плен женщин и детей и оставлять им тем самым жизнь. Даже предписывалось убивать домашних животных, принадлежавших противнику. Обадия возродил забытую древность. После этой войны, начало и конец которой не поддаются точной датировке, Хазария изменила свой облик. Из системной целостности она превратилась в противоестественное сочетание аморфной массы подданных с господствующим классом, чуждым народу по крови и религии. Называть сложившуюся ситуацию феодализмом нет оснований, да и может ли этносоциальная химера принадлежать какой-либо формации. А то, что Обадия выступал как представитель хазарского правительства, отнюдь не говорит о том, что его волновала судьба народа и государства. Просто он использовал право на дезинформацию, что, впрочем, предписывалось его религии, по отношению к которой он был честен. Иудеям, видимо, весьма помог принцип легитимизма. Их власть названа первой, а, следовательно, она считалась законной, как в случае с Маздаком. Так или иначе, в 20-х годах IX века новый порядок в Хазарии одержал полную победу с небольшими утратами территорий, подчинявшихся языческим каганам. Крымская Готия, православная страна, отпала от Хазарии и присоединилась к Византии. Сильно пострадали хазарские мусульмане, которым не мог подать помощи багдадский халиф, так как его силы были скованы восстанием Бабека, то есть хурамитов, последних маздакитов. Хазарские иудеи покинули своих былых союзников в беде, но благодаря этому установили дипломатический контакт с багдадским халифатом, чем обеспечили себе сверхвыгодную торговлю на берегах Каспийского моря. Решающее слово в этой беспощадной войне должно было сказать собственно хазарское население долин Терека, Дона и Волжской дельты, но оно промолчало. Инертность персистентного этноса обрекла на гибель его беков, тарханов и эльтеберов и на поражение его союзников мадьяр, бежавших за Днепр в страну Ливедию. Там, по соседству с другим каганатом, языческим и могучим, беглецы обрели некоторую безопасность. Зато иудеи построили в 834 году крепость Саркел для защиты от западных врагов, которыми были не только степные мадьяры, но и русский каганат в Киеве.
Гарнизон крепости состоял из печенегов или, может быть, гузов. Пассивность хазар спасла их от жестоких экзекуций, но больно отозвалась на судьбе их детей и внуков. В VIII веке ханы Ашина руководствовались в политике внешней и внутренней интересами своих подданных. Еврейские цари таких целей себе не ставили. Они подавляли внутренних врагов иудаизма, а не хазарии. Ликвидировав церковную организацию хазарских христиан, они запретили ее восстанавливать. В 854 году хазары-мусульмане были вынуждены эмигрировать в Закавказье. Увеличение числа подданных, плательщиков дани, было в интересах нового правительства. Поэтому во второй половине IX века западной границей Хазарии стал Днепр. Славянские племена, северяне, вятичи и радимичи, стали хазарскими данниками. Тиверцы и уличи, обитавшие в низовьях Буга и Днестра до устьев Дуная, видимо, были союзниками хазарского царя в непрекращавшейся войне с мадьярами. Это видно из того, что по летописи Олег без боя подчинил себе северян и радимичей в 884-885 годах, а с уличами и тиверцами воевал. А коль скоро так, то естественными союзниками уличей были хазары, как враги киевского князя. Но поляне, вопреки прямому показанию летописца, в IX веке дани хазарскому царю не платили. В Киеве сидели русские каганы Дир и Аскольд, прямые потомки Кия, а вовсе не сбежавшие от Рюрика конунги. В этом случае, как и в большинстве других случаев, данные исторического анализа предпочтительнее сведений из аутентичного источника. Химера на Волге. Если Хазарию VIII века можно было назвать этнической химерой, то в IX-X веках она превратилась в химеру социально-политическую. Христиане не принимали участия в гражданской войне, избегали расправы и продолжали пользоваться покровительством заморских единоверцев. Но язычникам-аборигенам не на кого было надеяться. Они, правда, умели ходить в походы под чужими знаменами, но новым правителям их помощь была не нужна. Боевую силу хазарские иудеи нанимали. Сначала они использовали печенегов против мадьяр, но во второй половине IX века поссорились с ними и заключили союз с гузами. Около 889 года гузы потеснили печенегов, и те передвинулись на берега Днепра, где продолжили войну с мадьярами, не забывая хазар. В 915 году печенеги впервые появились на границе Руси, но об этом речь впереди. Гузы тоже недолго оставались в дружбе с хазарскими иудеями, и тем пришлось искать очередной источник военной силы. Он нашелся на юго-восточном берегу Каспия. Тамошние мусульмане охотно нанимались на службу в Хазарию, оговорив только, что их не пошлют воевать против мусульман. Постоянный корпус наемной гвардии в Итиле в X веке состоял из 7000 воинов. Этого было довольно для удержания в покорности и окраин каганата, и собственного народа, и даже для внешних войн малого масштаба. Завоевательных войн в Закавказье иудейская Хазария в IX веке не вела, но, несмотря на это, описанная здесь система управления стоила дорого, куда дороже, чем тюркская, и за все приходилось платить самим хазарам, превратившимся в собственной стране в покоренных, бесправных подданных правительства, чуждого им этнически, чуждого по религии и задачам. Можно было бы возразить, что бюджет хазарского каганата неизвестен. Так-то оно так, но известен бюджет багдадского халифата, где в 869 году на годовое жалование и рационы 70 000 наемных тюрок и берберов шло 2 миллиона золотых динариев, что равнялось двухлетней сумме хараджа, государственного налога. Таковы были цены на воинов в IX веке, а Хазария была меньше и беднее халифата. Платя воинам большое жалование, хазарское правительство предъявляло им оригинальные требования: войскам запрещалось терпеть поражение. Невыполнение боевого задания, то есть бегство от противника, каралось смертью. Исключение делалось только для предводителя и его заместителя, которые были не наемники, а иудеи. Но зато подлежали конфискации их имущество, жены и дети, которых у них на глазах царь раздаривал своим приближенным. Если же у них не было смягчающих обстоятельств, то их тоже казнили. Очевидно, что воины, особенно рядовые, далеко не всегда могут быть виноваты в неудаче операции. Поэтому лишать их возможности доказать свою невиновность несправедливо. Но если подойти к делу по-иному, то появится жесткая логика. Воины не свои, им платят. И за эти деньги они предоставляют хозяевам свою жизнь,
Следовательно, хозяин может распорядиться за проданной жизнью, как купленной вещью. А поскольку предложение превышало спрос, то практичнее было использовать покупку до предела с максимальной выгодой для себя. Значит, мусульманские наемники рассматривались не как люди, точнее, не как личности, а только как капиталовложение, которое должно было принести прибыль. С точки зрения евразийских кочевников, славян, византийцев, арабов и даже германцев, такое отношение было недопустимо даже к боевым лошадям и охотничьим собакам. Тем не менее, охотники заработать находились, и иногда хазарская армия увеличивалась до 12 тысяч всадников. Ясно, что средства на оплату воинов правительство Хазарии получало не с рахданитов, ехавших из Китая в Испанию и из Ирана в Великую Пермь. При увеличении пошлин купцы сменили бы маршруты караванов. Следовательно, расходы покрывались данью с Эдома и исмаильтян, то есть хазары оплачивали свое закабаление сами. Именно потому, что транзитная торговля была смыслом жизни для еврейской общины в Хазарии, а в соответствии с этим принципом мусульманские купцы и сопровождавшие географы встречали в Итиле исключительно вежливое обращение, возникло одностороннее суждение, сформулированное в юношеской работе Григорьева. Необыкновенным явлением в средние века был народ хазарский. Окруженный племенами дикими и кочующими, он имел все преимущества стран образованных: устроенное правление, обширную цветущую торговлю и постоянное войско. Когда безначалие, фанатизм и глубокое невежество оспаривали друг у друга владычество над Западной Европой, держава хазарская славилась правосудием и веротерпимостью, и гонимые за веру стекались в нее отовсюду. Как яркий пример блистала она на мрачном горизонте Европы и погасла, не оставив никаких следов своего существования. В самом деле, город Итиль поражал путешественников своими размерами. Расположенный на обоих берегах Ахтубы, Итиль раскинулся на 8-10 километров вдоль левого берега и на прекрасном зеленом острове в пойме, где помещался дворец царя. Иудейское население города исчислялось в 4000 мужей, а кроме того там были хазары, исповедовавшие иудаизм, очевидно, дети от смешанных браков. Прочие хазары были христианами, мусульманами или исповедовали веру отцов. Синагоги, мечети, церкви, огромные базары, полные дешевой баранины, разнообразной рыбы, прекрасных арбузов, детей обоих полов, продаваемых в рабство, корабли, спускающиеся по Волге, и караваны, подходящие к городу с востока и запада. Все это производило сильное впечатление на очевидцев, а их описания умиляли историков XIX века. И тем не менее, Истахри и Ибн Хаукаль сообщают: хазары не производят ничего и не вывозят ничего, кроме рыбьего клея. Но для народа такая торговля приносила мало дохода из-за поразительной дешевизны рыбы. Тяжелый труд хазарских рыбаков оплачивался минимально. Веротерпимость хазарского каганата была вынужденной, ибо обеспечивала доходы от транзитной торговли. Но как только кто-либо задевал интересы зарубежных иудейских общин, хазарский царь, не Каган, отвечал репрессиями. В 922-923 годах мусульмане разрушили синагогу в городе Дар-аль-Бабунадж. За это хазарский царь разрушил минарет в Итиле и казнил ни в чем не повинных муэдзинов, заявив: «Если бы я не боялся, что в странах ислама не останется ни одной неразрушенной синагоги, я обязательно разрушил бы и мечеть». Но мусульманские купцы покупали у него рабов, печенежских и славянских юношей, платили ему пошлины, переплачивали за продукты на базаре и служили посредниками при найме свирепых и хорошо обученных всадников и стрелков. Мир с ними был доходнее войны, даже победоносный. Среди восторженных отзывов современников о хазарских порядках есть и охлаждающий пыл восторга. Хазары в апреле выезжали на свои поля и бахчи, а осенью привозили урожай в Итиль для уплаты налогов на содержание Кагана, а следовательно и его приближенных. Для них же ловили в Волге красную рыбу, вкуснее мяса жирного ягненка и мяса курицы. Перед начальниками хазары были обязаны падать ниц, а самое печальное, что дети хазар-идолопоклонников продавались на невольничьих базарах в странах ислама, причем ни иудеи, ни христиане не продавали в рабство своих единоверцев. Видимо, местное население Хазарии, лишенное даже той организации, которую дает конфессиональная община, было полностью беззащитно перед грозными сборщиками налогов, чужими по крови и религии. Вот откуда добывались средства
для оплаты хорезмийских и гурганских воинов, державших в подчинении тех, кто их кормил. А жили они в гостеприимном Итиле вместе с женами и детьми. Кроме мусульманской гвардии, номинально охранявшей Кагана, царь Иудеи имел 4000 мужей в своей свите. У тех были тоже жены и дети, которые рыбу не ловили и на полях, раскаленных летним солнцем, не работали. Захадер считает, что эксплуатируемое хазарское население находилось в значительно более тяжелом положении, чем крестьянство на мусульманском Востоке. К тому же мусульманские крестьяне частыми возмущениями умеряли произвол чиновников, а в Хазарии не было ни одного мятежа. И отнюдь не потому, что хазары были так счастливы. Хазар нельзя винить, так как их положение было не только тяжелым, но и безнадежным. Любое восстание их против правительства, располагавшего регулярной армией, было обречено. В протоках и зарослях дельты легко было прятаться от чужих, но не от своих, знающих расположение деревень и рыбных угодий. Потенциальные вожди хазар либо погибли в войне с Сабадией, либо бежали к венграм. Как памятник безжалостной расправы правительства с собственными подданными стоят развалины хазарского замка на правом берегу Дона у станицы Цемлянской. Этот замок, по мнению первооткрывателя, был уничтожен за то, что его владелец принял участие в борьбе против иудаизации Хазарии. Репрессии итильского правительства против мятежников были в первой половине IX века столь радикальны, что соотношение сил пришлого правительства и побежденного народа стало очевидным для тех и других. Эта ситуация укрылась от поверхностных взоров арабских путешественников тем более легко, что дети от смешанных еврейско-хазарских браков и даже сами евреи в X веке стали называть себя хазарами. Потому-то арабские географы различали черных и белых хазар, как два разных этноса, живущих совместно в одном государстве. Поэтому-то и нужно ввести два термина – иудео-хазары и тюрко-хазары. Забегая вперед, скажем, что в XI веке потомки тюрко-хазар, аборигенов, отказались от своего этнического имени и стали называть себя сначала по-славянски бродниками, а потом по-тюркски казаками. Тогда этноним хазар сохранился за потомками евреев, но лишь до конца XI века, когда этнос исчез с исторической сцены. Обычно памятники переживают людей. Однако от хазар-язычников остались лишь бедные погребения в дельте Волги, а от хазар-христиан и мусульман не осталось ничего. Это странно. А где же искусство? В самом деле, почему ничего не осталось от хазар, тогда как хунские курганы полны шедевров, тюркские и половецкие каменные бабы обнаружены в огромном числе, уйгурские фрески украшают галереи Эрмитажа и Берлинского музея, и даже от древних угров сохранились барельефы с изображениями воинов и пленников. Хазарские сосуды лишены орнамента. Обнаруженные крепости хазарского времени построены небрежно, а изображений людей вообще нет. Закономерно это? Или просто археологические поиски были неудачны? Нет, археологи работали добросовестно. Но предметов изобразительного искусства и стойких материалов в Хазарии IX-X веков не было, да и быть не могло, хотя хазары по способностям отнюдь не уступали своим степным и горным соседям. Ведь производить памятники культуры можно лишь тогда, когда есть заказчик, способный оплатить работу художника. В Хазарии могло платить правительство, а оно состояло из людей, принципиально отрицавших изобразительное искусство. Древние евреи, современники Моисея, ценили изобразительное искусство не менее своих соседей. Они отливали золотого тельца, Аписа или медного змея, как образ божества, которому они хотели молиться. Моисей их жестоко карал за это, ибо на горе Синай ему было сказано «Не делай богов литых». Исход. Его последователи поступали так же и, наконец, отучили иудеев изображать что-либо. Искусство у них сохранилось, ибо скинию, а потом храм надо было украшать, но оно стало беспредметным, перейдя к символам и геометрическим орнаментам. Короче говоря, древнее еврейское искусство стало прообразом абстракционизма. Абстрактное искусство даже у самих евреев прививалось туго. Они нет-нет да изображали Ваалов и Астарт и норовили поклоняться понятным и красивым образом божества. Но к началу новой эры вкус их установился. Любые картины и статуи их шокировали. Поэтому они своих художников не имели,
а если те появлялись, то занимались только каллиграфией. Хазары по простоте душевной абстрактного искусства не понимали, и интересоваться сложными проблемами абстракционизма в описанном выше положении у них не было ни возможности, ни желания. Собственное же искусство не могло найти покупателя, потому что хазары были бедны, а для украшательства требуется некоторое изобилие. Могильных памятников они не ставили, они просто клали покойников на вершины беровских бугров, где тех присыпала степная пыль. Культ они совершали в священных рощах, а не в храмах. А те хазары, которые приняли христианство или ислам, были вынуждены молиться в таких же халупах, в каких они жили. Правда, в Итиле была каменная мечеть, но она предназначалась для иностранцев. Когда же византийский инженер Петрона Коматир, строя в 834 году крепость Саркел, хотел возвести там каменную церковь для донских хазар, то это не было ему дозволено. Привезенные им каменные колонны и капители были брошены в степи, где их нашел Артамонов в 1935 году. Но ведь тогда должны были строиться синагоги, хотя бы в крупных поселениях. Да, конечно. Почему они не сохранились, читатель поймет, когда перевернет еще несколько страниц. Итак, примененная нами методика широкого территориального охвата оправдала себя. Пока исследовали только сам предмет хазарию, можно было строить любые гипотезы, чтобы объяснить отсутствие памятников. Но когда в синхроничном обозрении обозначились границы белого пятна, то резонно отпали предположения о дикости хазар и об их процветании, хотя последний вывод сделал на основании многих восточных источников блестящий востоковед Григорьев. Григорьев работал на уровне своего времени. Он изучал источники, то есть словеса, а не деяния, имеющие свою внутреннюю логику становления. Поэтому ему даже в голову не пришло, что у самих хазар могут быть суждения более обстоятельные, нежели те, которые могли сообщить арабы и персы при крайне поверхностном наблюдении Хазарии. Правда, хазарские мнения не сохранились в письменных источниках, потому что хазары не умели писать. Однако своим поведением они ясно показали свое отношение к пресловутому двоевластию. Но для того, чтобы это понять, надо исследовать не источники, а историю событий. В государстве, именовавшемся хазарским каганатом, в IX-X веках хазары составляли наиболее угнетенное меньшинство. Сравнительно с хазарами аланы, буртасы, савиры и гузы были почти свободными племенами. Хорезмийские наемники привилегированной прослойкой, а члены иудейской общины — господствующим классом, хотя среди последних было немало бедняков. И самое главное, для мусульман своими были арабы, для христиан — греки, для иудеев — евреи всех больших городов, от Кантона до Гренады и от Багдада до Леона и Майнца, а у хазар — никого. За них никто не считал нужным заступаться, и они чувствовали себя относительно спокойно только на буграх и в тростниковых зарослях дельты. Итиль был действительно роскошным городом. Хотя его дворцы были сделаны из дерева, войлока и глины, но наполнены шелком и соболями, вином, бараниной и осетриной, красивыми танцовщицами и услужливыми отроками. Но это все было не для хазар, а для торгующих рахданитов, отдыхавших на Волге после долгого пути по пустыне из Китая или через горы из Прованса. А то, что бессильный и безвластный Каган был дальним родственником хана Фашина, некогда женившихся на еврейских красавицах, это не имело никакого значения, ибо государством правил Пех, или точнее Малик. Он и его советники были родовитыми иудеями, хозяевами многоэтажного государства и сочленами самых выгодных торговых предприятий. Но он представлял не столько Хазарию, сколько свой рассеянный по миру и баснословно разбогатевший суперэтнос. Двоевластие в Хазарии было грандиозным обманом народа, которому раз в год показывали законного хана, уже ставшего иудеем, для того, чтобы остальное время глава иудейской общины выжимал из хазар и окрестных народов средства на наемников, которые должны были этих хазар подавлять. И хазары платили, а выхода не было. Хазарская трагедия описана нами, но не объяснена. Неясными остаются причины того, что немногочисленная еврейская община, лишенная искренних друзей, ненавидимая соседями, не поддержанная подданными, 150 лет господствовала в международной торговле и возглавляла добрую половину разрозненных иудейских общин. Без искренних попутчиков и союзников такое дело неосуществимо. Значит, у иудейской Хазарии такие союзники были.
Друзья обновленной Хазарии. Правительство Абадии и Ханукки вместе с престолом получило в наследство опасную традицию международных отношений и влияний. Тюркские ханы династии Ашина и их караимский союзник Булан в сложных экономических проблемах не разбирались. Они просто защищали свой народ от мусульман, наступавших с юга, и печенегов, нападавших с востока из-за Уралья. Естественным союзником Хазарии в VIII веке была Византия, также воевавшая с арабами и бежавшими от хазар болгарами Аспаруха. Поэтому распространение православия среди алан и хазар не встречало сопротивления. В середине VIII века существовала хазарско-хорезмийская доросская митрополия, которой были подчинены 7 епископских кафедр. Культурные контакты были следствием политического союза. С Дальним Востоком и Крайним Западом тюрко-хазары отношений не поддерживали. На границах Китая до 745 года шли упорные кровопролитные войны между тюркским каганатом и империей Тан. Затем восстание Ань-Лушаня в 756-763 годах обескровило Китай, а вслед за тем в войну вступили Тибет и Уйгурия. Ничего привлекательного на Дальнем Востоке в это время не было. Не лучше было и на Западе, где разлагались заживо франкская держава мировингов и Лангобардское королевство, а в Британии англы и саксы резали кельтов. Но там положение изменилось к 800 году, ибо Карл Великий, покорив саксов и лангобардов, возложил на себя императорскую корону. Последние годы его правления совпали с переворотом Аббадии, и тогда две возникшие империи вступили в дружественный контакт, выразившийся в том, что Карл особым указом позволил иудеям жить по их обычаям. И в дальнейшем иудеи поддерживали союз с каролингами вплоть до их падения в X веке. Наибольшую активность проявили в это время южные этносы. Рост пассионарности потомков арабских завоевателей взорвал аббасидский халифат изнутри, но осколки его оказались более страшными для соседей, чем громоздкая централизованная социально-политическая система. Для берберов и туарегов Африки, тюрков Средней Азии, горцев Памира и Гиндукуша ислам перестал быть символом угнетения и ограбления, потому что появилась возможность использовать разнообразные шиитские течения как знамена для борьбы против суннитского Багдада. Отложившиеся от халифата африканцы захватили Сицилию и вторглись в Италию, где потеснили лангобардов и разбили войско франков Людовика II. А в 840 году африканский флот вошел в устье Тибра и чуть было не овладел Римом. В том же году амусульманины и персы, саманиды, завоевали Исфиджаб, современный Сайрам около Чимкента, а багдадские халифы тратили силы и средства на подавление восстаний своих подданных, единоверцев и соплеменников и на бесконечную войну с Византией. Как из тектонических разломов земной коры через трещины вытекает подземная магма, так на рубеже двух суперэтносов и двух великих культур возникли движения, которые казались забытыми и похороненными: хуррамитов в Азербайджане и павликиан в Малой Азии. Между теми и другими не было ни организованной связи, ни общей политической направленности. Одни были просто стойкими маздакитами, другие пытались воскресить некоторые принципы маркионитов, гностиков. Но те и другие, по принципам идеологии и конечным целям, восходили к древнему учению манихеев, делению мира на черное и белое и стремлению путем кровавых экзекуций добиться победы светлого начала, которым они считали себя. Как следовало бы реагировать на это хазарскому правительству? Хуррамиты были потомками маздакитов, союзников хазарских евреев в 494-529 годах, а арабы — гонителями иудеев в 690 году. Греки принуждали евреев к отречению от веры еще в 723 году. Казалось бы, наступило время расплаты. Но правительство Абадии и Хануки предпочло торговлю с Багдадом и помощь византийских инженеров при постройке Саркела верности историческим традициям и былой дружбе, от которой никогда не отказались бы тюрко-хазары. Теперь же система ценностей изменилась. Выгода встала на место верности и доблести. А самой выгодной ситуацией для евреев была война греков против их врагов болгар и арабов. Феофилу удалось вернуть город Самосату в 837 году, но халиф Мутасим разбил византийскую армию у Дозимона, в 838 году взял крупнейший после Константинополя город империи Аморий в центре Анатолии. Война протекала с невероятным ожесточением.
Причем хурамиты были союзниками греков, а павликиане помогали арабам. Болгары хана Персиана ударили по тылам Византии, ворвавшись в Македонию, а хазары, некогда враги болгар и друзья греков, бездействовали. Ханы Ашина никогда не покинули бы своих друзей в беде. Перейдем к Византии. Там в 843 году кончился пассионарный надлом, приведший к трагедии иконоборчества. Она дорого стоила Византии. Болгарский хан Крум в 813 году дошел до стен Константинополя. Испанские арабо-берберские пираты в 826 году захватили Крит и сделали из этого острова базу набегов на острова и побережье Эгейского моря. В 827 году берберы Атласа вторглись в Сицилию, а потом перенесли свои завоевания на Южную Италию. Болгары опустошили Македонию, а в Константинополе император занимался уничтожением икон и преследованием монахов. Но все кончается, и к 843 году страсти стали угасать. Снижение пассионарного напряжения пошло Византии на пользу. Установление мира светской власти с церковью, достигнутое на Константинопольском соборе 843 года, дало возможность направить огромные силы системы по определенному руслу. В 860 году святой Кирилл обратил в православие группу хазар. В 864 году он и его брат Мефодий приобщили к православию Моравию. В 864-865 годах крестился болгарский царь Борис, и, наконец, длительная и жестокая война с павликианами в 872 году закончилась победой византийцев. Но за все надо платить, даже за спасение собственной страны, и плата была очень велика. До середины IX века Византия была общепризнанным центром христианской культуры. Это признание не означало политического господства над другими христианскими государствами Запада и Востока, но давало уверенность в том, что они свои и в случае опасности обязаны помогать против иноверцев-мусульман. Пусть эти обязанности не всегда выполнялись, но все же они имели значение, особенно для тех областей Южной Италии, куда вторглись африканские мусульмане, воинственные берберы, занимавшиеся работорговлей и грабежом. Даже в жестокие годы иконоборчества римские папы участвовали в церковных делах Византии, по мере сил поддерживая защитников икон. Фактически независимость от Константинополя, подаренная римскому престолу каролингами, не мешала существованию суперэтнического единства. Греки были дома в Риме и Париже, а франки — в Фессалониках и Эфесе. Теология там и тут была одна — полупелагианство, то есть православие. Но в 858 году константинопольским патриархом стал Фотий, которого не признал папа Николай I. За спором последовало отлучение Фотия в 863 году, непризнанный на Востоке. В 867 году Константинопольский собор предал папу анафеме, объявив его вмешательство в дела Восточной Церкви незаконными. Так возник раскол церквей. Не нужно полагать, что неуступчивость Фотия и Николая или спор о Филиоке или притязание пап на юрисдикцию в Иллирии и Сицилии были причиной раскола. Все эти мелочи были быстро улажены. Узурпатор Василий I, македонянин, низложил Фотия, а строптивый папа Николай I умер в том же 867 году. Богословский спор был отложен и на время забыт. Сицилию захватили берберы, Иллирию — венгры. Официальное примирение Византийской церкви с папским престолом около 900 года уже ничего не изменило. Церковный раскол был важен не только сам по себе. Он превратился в символ отделения Запада, где в IX веке произошел взрыв этногенеза, от ортодоксального Востока. Франки и латины стали чужими для греков. Они пошли по новому, оригинальному пути развития. Этносы, возникшие в это столетие на берегах Северного моря и Бискайского залива, открыли небывалые формы общежития и восприятия природы и истории, и предпочли их прежним не за то, что они были лучше, а потому что они были свои. Инерция общей христианской культуры еще долго обольщала души современников, упорно не хотевших замечать грустную действительность. Итак, Византия превратилась из империи с претензиями на ведущую роль в наследии Рима в небольшое малоазийское царство, где императором сделался армянин, привлекший на службу своих земляков. А поскольку армяне привыкли героически отстаивать свободу и веру против мусульман, то друзья последних, иудеи, стали недругами Византии. Теперь можно обобщить наблюдение
Иудео-Хазария была в дружбе со всеми имперскими режимами, поздней Тан, каролингами и их преемниками в Германии, саксонскими оттонами, аббасидами, и во вражде со всеми средневековыми народностями, армянами, грузинами, шиитами халифата, поскольку они представляли интересы завоеванных племен, печенегами, турфанскими уйгурами и славянами, то есть киевским каганатом. И это не случайно. Здесь имеет место социальная близость деспотических режимов, противопоставленных ходом истории природным процессам образования этнического многообразия. Борьба этих двух принципов была ведущим антагонистическим противоречием эпохи VIII-X веков. И тут иудео-хазарам опять повезло. В игру вступил новый партнер – варяги, навербованные из скандинавских викингов. 4 каганата. В начале IX века на берегах Северного моря появились страшные разбойники из Скандинавии – викинги. Внутри Западной Европы начали выделяться новые народы, а в Астурии произошла первая неудачная попытка реконкисты – обратного завоевания Пиренейского полуострова. Если соединить эти области с синхронным появлением возникшей активности воображаемой линией, или лучше полосой, то мы получим ось нового пассионарного толчка, полностью проявившегося в течение IX века. В этот век состояние Восточной Европы характеризовалось Людовиком Немецким в письме к Василию Македонянину как сосуществование 4 каганатов – аварского, нормандского, то есть русского, хазарского и болгарского на Дунае, ибо камского великого булгара Людовик не знал. Эти каганаты, как и 3 империи, включая халифат, были наследием минувших пассионарных толчков. Им предстояло выдержать удар от новой вспышки этногенеза. Поэтому, прежде чем перейти к рассказу о главной трагедии начавшейся эпохи, рассмотрим физиономии ее действующих лиц и взвесим их возможности и стремления. Значение аварского каганата, ограбленного франками и стесненного славянами, было минимально. Но все-таки это был барьер, сдерживавший агрессию немецких феодалов на рубеже Среднего Дуная. Неизмеримо лучше было положение болгарского каганата, потому что первые болгарские ханы Аспарух и Крум не обострили отношения со своими славянскими подданными, а наоборот, объединились с ними против греков. Постепенно болгары вовлеклись в европейскую политику, то поддерживая моравских славян против немцев, то посылая вспомогательные войска Людовику Немецкому против феодалов, 863, болгарскому князю Борису мешала лишь его языческая религия, и он сменил ее на православную, 864. Это сделало Болгарию противником папства и немецкого королевства, но и союз с Византийской империей был скоро нарушен. В 894 году наследник Бориса Симеон начал войну с греками, которая измотала обе стороны без ощутимых результатов для Болгарии. Большие неприятности причинили болгарам мадьяры, отступившие от хазар и нанятых теми печенегов в низовье Днепра в 822-826 годах. Однако печенеги оказались неудобными для хазар союзниками, и около 890 года хазарское правительство заключило мир с мадьярами и греками против печенегов и болгар. Последние одержали победу над хазарами, но потерпели большой урон от мадьяр, переправившихся в 893 году через Дунай и захвативших множество пленных. Симеон, царь болгарский, ответил на это таким ударом, что мадьяры покинули свою страну и ушли за Карпаты, в верховье Тисы, где вобрали в свою орду остаток аваров. Низовья Днепра достались печенегам, а низовья Днестра — славянским племенам тиверцам и уличам. При создавшейся расстановке политических сил выиграли хазары. Они помирились с мадьярами, направив их воинственную энергию против народов Западной Европы, где последние каролинги меньше всего беспокоились о безопасности своих крестьян и феодалов, как правило, недовольных имперским режимом. Хазарское правительство сумело сделать своими союзниками тиверцев и уличей, обеспечив тем самым важный для еврейских купцов торговый путь из Итиля в Тулузу. Наконец, в 913 году хазары при помощи гузов разгромили тех печенегов, которые жили на Яике и Эмбе, и контролировали отрезок караванного пути из Итиля в Китай. Последней нерешенной задачей для хазарского правительства оставался русский каганат с центром в Киеве. Война с русами была неизбежна, а полная победа сулила неисчислимые выгоды для итильского сеттельмента,
но, разумеется, не для порабощенных хазар. О происхождении и древнейшей истории этого четвертого русского каганата известно значительно меньше. Литература вопроса необъятна, но, к счастью, недавно была сделана критическая сводка фактов, наблюдений, текстов и мнений, покрывающая историю вопроса, отражающая современную научную точку зрения и исключая фантастическую концепцию норманизма Руси. Выводы этого исследования, в котором использованы 623 работы, сводятся к следующему. В начале нашей эры на берегах Среднего Днепра, в лесной и лесостепной зонах жили венеды, предки славян. К IV веку они разделились на склавинов и антов. Анты — греческое название союза племен на правобережье Днепра, но сами себя эти племена называли поляне, а потом их стали называть Русь. В IX веке власть в русском городе Киеве захватил пришелец, варяжский конунг Хельги, Олег, не имевший отношения к местным русам. Варяги — не этническое, а профессиональное название. Так в IX-X веках назывались банды пиратов разного этнического состава. Русы же, хотя и не славяне, но давние обитатели правобережья Днепра, распространившиеся в VI-VIII веках на левобережье, где ими были построены Чернигов и Переяславль, эта территория в удельный период называлась Русь или Русская земля, в узком смысле, в отличие от русского государства в широком смысле, включавшего Новгород, Суздаль, Рязань, Полоцк, Смоленск, Галичину, Волынь, Тьму-Таракань, низовья Днестра и Буга и некоторые неславянские земли с балтским и финским населением. Это обобщение антинорманистских концепций представляется наибольшим приближением к исторической действительности и принято нами за основу дальнейшего анализа. Возражения вызывают лишь некоторые частности, из коих следует отметить две. Первое. Сопоставление росомонов IV века, описанных Иорданом, с роксоланами, дань традиционному автохтонтизму. Этноним «рос» и префикс «рокс» не идентичны. «Рокс» — греческая передача персидского слова «равш», «рауш», «блеск». Жена Александра, Роксана, носила персидское имя Раушанак, блестящее. Никакого касательства к аланам росомоны, предки русов, не имели, равно как и к норманнам, викингам. И вот почему. Знаменитое место летописи «Ситце бося зваху, тии варязи Русь, як усе друзии зовутся свие», шведы, друзии же урмане, норманы, то есть норвежцы, англяне, ютландцы, друзья Гёте, готы, тако и си, прекрасно прокомментировано Лихачевым, но в подтверждение его вывода можно добавить, что под готами летописец XII века не мог подразумевать остров Готланд, населенный в его время шведами и покинутый готами в середине II века, то есть за 1000 лет до того, как он писал этот текст. Готы здесь — это крымские или причерноморские готы, тетракситы, хорошо известные русскому читателю XII-XIII веков, упомянутые в слове о полку Игореве. А раз так, то причисление Руси к данной этнической группе имеет лишь палеоэтнографический смысл. Росомоны, как и готы, осколки великого переселения народов, застрявшие в Восточной Европе, а наименование их варягами показывает профессию Рюрика, который происходил из племени русов приднепровских, уже отчасти смешавшихся со славянами, но еще хранивших в IX веке некоторые черты древней северной культуры. Около 800-809 годов произошло второе переселение славян с берегов Эльбы на восток. Шахматов предположил, что славяне бежали от франков Карла Великого. Эту версию трудно принять. Успехи Карла и его баронов крайне преувеличены хронистами и последующими историками. Франкам не удалось закрепиться ни на Эбро, ни на Тисе, ни на правом берегу Эльбы. Поэтому для переселения славян в страну с совсем иным климатом, туда, где господствует зимний мороз и летний зной, изотерма января ниже нуля, надо поискать иные мотивы. Пассионарный толчок, проявившийся в Скандинавии в начале IX века, а в Западной Европе около 841 года, имел инкубационный период. В ареале этого толчка была северная часть Германии и, значит, берега Эльбы. Если это так, то перед нами обычная пассионарная миграция, из-за которой вятичи и радимичи сменили место обитания. Обе ветви восточных славян в VIII веке были на подъеме пассионарного напряжения. Скудость источников заставляет прибегать к хронологической интерполяции, но этот метод дает результаты. Потомки антов IV века, победивших совместно с рассамонами и гуннами готов,
К началу IX века имеют свой каганат, то есть суверенное государство с центром в Киеве, и царя по имени Дир. Если мы учтем, что подъем этой ветви славян сопоставим с пассионарным толчком, вызвавшим великое переселение народов, и созданием из конфессиональных общин Малой Азии Византии, то на VIII век падает акматическая фаза, а на IX век — надлом, как оно и произошло. Высокий уровень пассионарности дал славянам преимущество над восточными балтами, ятвяги, голядь, и финно-уграми, мере, муромы, весь, и повлек слияние славянских племен в единый древнерусский этнос, осуществившееся в конце X века. Но славяне и хазары в VIII веке еще не сталкивались друг с другом и опасности друг для друга не представляли. Второе. Бесспорно, что взаимоотношения русского и хазарского каганатов не были идилличными, но гибель ряда полянских поселений в VIII веке не была делом рук хазар. В VIII веке хазары увязали в войне с арабами, а на рубеже Дона они закрепились только в 834 году, и тогда действительно война началась. Если датировки гибели Настырского поселения и других покинутых населением укреплений правильно, то противниками славян и русов могли быть только авары, контролировавшие земли кутургуров, западной ветви болгар от Карпат до Дона. В 631 году авары подавили восстание кутургуров, остатки коих объединились с утургурами в 633 году. Когда же последние в 656 году потерпели поражение от хазар, то болгары разбежались кто на Каму, кто на Дунай, кто в Италию, а бывшие земли кутургуров были заселены тиверцами и уличами. Все эти события никак не уменьшили мощи аваров, которые примучивали дулебов, то есть господствовали в степях восточнее Карпат. Упадок аварского каганата наступил в 800-809 годах, после того, как они проиграли войну с франками, а после этого рокового десятилетия началась хазарская агрессия на запад. Такова связь времен или логика событий. Андский или Полянский племенной союз, включивший в себя рассамонов, возник как восточнославянский этнос вследствие пассионарного толчка II века одновременно с Византией и вместе с ней вступил в акматическую фазу, закончившуюся победой над жестоким врагом аварами, после чего славяне распространились до берегов Черного моря. В отличие от Византии, полянский этнос пережил кризис перехода из фазы в фазу благополучно, так как он получил неожиданное, но весьма полезное подкрепление. Надо учитывать, что русский каганат был изолирован от стран, имевших письменную географию. Хазарский каганат отделял его от мусульманского Востока, болгарский — от Византии, аварский — от Германии. Вот почему сведения о русах IX века были столь неполны и отрывочны. И вот почему немецкие авторы IX века могли спутать забытых рассамонов со шведами, те и другие были скандинавы, хотя предки рассамонов еще в I-II веках покинули свою родину. Еще в X веке современники описывали русов и славян как два разных этноса, выступающих, как правило, совместно. Значит, здесь была ситуация, похожая на ту, которая сложилась у тюрок и хазар, за одним весьма важным различием. Тюркюты принесли пассионарность хазарам, а рассамоны и славяне были при встрече и контакте равно пассионарны, ибо сложились в ареале единого пассионарного толчка. Теперь несколько слов о викингах, о коих есть столько превратных суждений, что надо избежать недоразумений. В IX веке в Скандинавии перенаселения не было, так как свободных фьордов и теперь много, хотя людей стало больше. Формация там была общинно-первобытная, и конунги являлись выборными племенными вождями. До IX века скандинавы еле-еле отстояли свою землю от натиска лопарей, пока не загнали их на крайний север в тундру. Викингами называли тех людей, которые не желали жить в племени и подчиняться его законам. Слово «викинг» носило тогда оскорбительный оттенок, вроде современного «пират», «бандит». Когда юноша покидал семью и уходил в дружину викингов, его оплакивали как погибшего. И действительно, уцелеть в далеких походах и постоянных боях было нелегко. При этом викинги не обладали большей физической храбростью, чем остававшиеся дома. Физическая смелость южных народов часто превышает мужество народов северных, но это не пассионарность, а другой поведенческий признак. Не агрессивность, а способность к адекватной реакции, обычно проявляющейся при самозащите. Викинги боялись смерти, как все люди, но скрывали этот страх друг от друга,
наедаясь перед битвой опьяняющими мухоморами. Современные марабы бросались в атаку трезвыми, но неукротимые в опьянении викинги сминали и арабов, и франков, и кельтов. Особенно ценили они берсерков, подобных медведю, то есть людей, способных перед боем впадать в истерическое состояние и с огромной силой крушить врага. После припадков берсерки впадали в глубокую депрессию до следующего нервного срыва. В нормальных условиях берсерков не терпели. Их заставляли покидать села и удаляться в горные пещеры, куда остерегались ходить. Но в отрядах викингов берсерки находили себе применение. Иными словами, пассионарность делает яростными даже не очень храбрых людей. Значит, викинги были людьми несколько отличного от прочих скандинавов склада. Обладая высокой степенью пассионарности, они были нетерпимы для малопассионарных норвежцев, которые предпочитали сидеть дома и ловить селедку. Поэтому пассионарная часть популяции отпочковывалась от основной массы народа и погибала на чужбине. Зато норвежские, датские и шведские воины-пассионарии разнесли славу своей ярости по всей Европе и вынудили ее обладателей защищаться. Хазары и норманны. Хотя викинги по рождению были скандинавы или прибалты, но они не были представителями своих народов. Пассионарный толчок вызвал этническую дивергенцию. Юноши, покидавшие родную страну ради Гренландии или Нормандии, Зеленого острова Эрин или берегов Лазурного Средиземного моря, образовывали самостоятельные этнические консорции, иногда погибавшие, но иногда торжествовавшие победу. И поскольку они были рассеяны по всей Европе, встреча их с иудео-хазарами была предрешена, а характер ее был определен тем историческим фоном, на котором она произошла. Источников, освещающих эту страницу истории, нет, следовательно, опять нужно окинуть взглядом расстановку сил, чтобы уловить хотя бы общее направление развития событий. Как было показано уже в IX веке, после фактического раскола церкви, Византия стала восточным царством, изолированным от всех соседей, превратившихся сначала в соперников, а потом во врагов. Связанная постоянной войной с Болгарией и безуспешными попытками удержать Южную Италию от натисков арабов, Византия не могла активно противодействовать усилению хазарских царей, вследствие чего православие потеряло свои позиции в Дагестане и на Северном Кавказе, с трудом удержавшись на южном берегу Крыма. Попытка Карла Великого создать суперэтническую христианскую империю германцев на Западе, подобно тому, как на Востоке существовала аналогичная империя греков, была не бесперспективна, но растущая пассионарность в IX веке опрокинула это грандиозное сооружение, как если бы это был карточный домик. К 888 году осуществилась территориальная революция, то есть появились этносы, называемые тири-нациями: бретонский, аквитанский, провансальский, французский, бургундский, итальянский и немецкий, причем последний состоял из субэтнических племен саксов, франконцев, баварцев, швабов, алеманы и тюрингов. Все они тратили силы на борьбу друг с другом, и поэтому очень плохо сопротивлялись нападениям арабов и норманов. Для хазар они не были опасны. Зато хазарские иудеи были опасны для Франции, так как, приезжая с большими деньгами в Прованс, они покупали покровительство короля и вельмож и защиту от преследований со стороны духовенства и народа. Ожесточение с обеих сторон росло. Иудеи сохранили больше остатков древней образованности, нежели французы, и поэтому побеждали христиан в диспутах, возникавших по поводу Ветхого Завета. Пропаганда их имела успех. Молодой монах из Алемании принял в 847 году иудаизм, женился на еврейке, уехал в Испанию и там возбуждал арабов к преследованию христиан. Гальские епископы жаловались, что иудеи покупают рабов-христиан и заставляют их исполнять иудейские обряды, что они похищают христианских детей и продают их мусульманам, что иудеи по ненависти к своим соперникам помогают мусульманам и норманам, открывая им ворота осажденных городов, и что они называют свинину христианским мясом, на что христиане очень обижаются. Трудно сказать, что в этих обвинениях было справедливо, но для нас важно другое. Взаимное ожесточение и неприязнь между аборигенами и иудеями на Роне грозили французам теми же последствиями, которые имело еврейское проникновение на Волгу. Прованс легко мог превратиться в подобие Хазарии, тем более что воинская сила берберов, охотно нанимавшихся в войска соседних стран, была не меньше, чем у хорезмийцев.
Но для этого, кроме больших денег, нужно было время. А его-то и не хватило иудеям. Почему? Это мы увидим ниже. А пока обратим внимание на то, что договоренность между хазарскими иудеями и язычниками-норманнами имела место. Повесть временных лет сообщает, что в 859 году варяги из Заморья взимали дань с чуди, славян, мери и кривичей, а хазары — с полян, северян и вятичей. Если учесть общеевропейскую расстановку сил, то текст наводит на размышления. В 860 году киевские русы напали на Константинополь и чуть было не взяли его. Если бы они действительно были подданными хазар, то это не могло бы не вызвать хазаро-византийского конфликта. А вместо этого хазарский каган в этом самом году принял миссию святого Кирилла и позволил ему крестить язычников у себя в столице. Кирилл совершил путешествие в самой мирной обстановке, из чего следует, что Русь, воевавшая с греками, никак не была связана с хазарами и их правительством. В Швеции около 859 года было несколько королей: Бьорн Прихолмный, его соправитель Эмунд и Олаф. Сын Эмунда Эрик в 854 году совершил поход на восток и обложил данью куров, эстов и финнов. Но, как видно из перечня, он действовал только по берегам Балтийского моря, а кривичи, мере, черемисы и весь, вепсы, жили в лесных массивах Восточной Европы. Если бы кто-либо из шведских королей подчинил себе столь обширные земли, это было бы отмечено, хотя бы в сагах. Не упоминает об этом и католический миссионер святой Ансгар, проповедовавший в Швеции в 849-852 годах и поддерживавший отношения со шведами до своей кончины в 865 году. Значит, здесь кроется нечто иное. Сопоставим факты. В 848 году язычники-норманы разграбили и сожгли Бордо благодаря измене тамошних иудеев. Так как последние не пострадали от викингов, следует полагать, что между теми и другими была налажена связь. И текст повести временных лет поясняет, какова она была. Это договор о разделе сфер влияния не стран завоеванных, а тех, которые предстояло завоевать. Потому и опущены данные о существовании самостоятельного русского каганата, намеченного стать жертвой двух хищников. И действительно, последующее столетие было богато событиями как на Западе, так и на Востоке. История варяжского проникновения в славянские земли достаточно темна. Согласно летописной традиции, варяжский конунг Рюрик в 862 году стал правителем Новгорода. Этот вопрос мы обсуждать не будем, так как придерживаемся общепринятой точки зрения. Для нас достаточно того, что задолго до этого русы, жившие вокруг Киева, совершали походы, зафиксированные иноземными историками. До 842 года скифский народ росов разорил Амастраду в Пафлагонии на берегу Черного моря, а в 860 году флот росов чуть было не взял Константинополь. К Рюрику и его варягам эти росы отношения не имели. В 864 году русы воевали с болгарами, в 865 году с палачаками, в 867 году с печенегами, в 869 году с кривичами. Однако при столь активной внешней политике столкновений с хазарами не было. Миссия святого Кирилла в Хазарию в 860 году, повторяю, проходила в мирной обстановке. Это говорит не о миролюбии правительства Хазарии, а о могуществе Киева, союзе русов с мадьярами и сложности обстановки на Каспии, о чем ниже. Но все изменилось в 882 году, когда власть в Киеве захватил варяжский конунг, именуемый в летописи Олегом, Хельги. С этого времени до 944 года, то есть убийства конунга, именуемого Игорем, Ингвар, русская земля перенесла много страданий, вызываемых, по нашему глубокому убеждению, постоянными неудачами бездарных чужеземных правителей. Смена власти в Киеве повлекла за собой смену политики. Олег подчинил древлян в 883 году, северян в 884 году и радимичей в 885 году. Причем последние до этого платили дань хазарам. Это не могло не вызвать войны с Хазарией. И летопись замолкает на целые 80 лет. Это не может быть случайным. Лакуну отчасти восполняет краткая справка Масуди, что русы и славяне составляют прислугу хазарского царя. И, как вскоре мы увидим, так оно и было. Нет, полного завоевания Киева хазарскими евреями не произошло. В кембриджском анониме перечислены враги хазарской иудейской общины. Асия, асы-осетины,
Баб-ал-Абваб, Дербент, Зибух, зихи-черкесы, турки, венгры, Лузния, ладожане, то есть варяжские дружины Олега, которые быстро проиграли войну с хазарскими евреями, но удержались в Киеве, так как их прикрывали со стороны степи мадьяры. Однако вскоре мадьярам пришлось туго, потому что против них и варягов хазарские иудеи подняли славянские племена тиверцев и уличей. Когда же в 895 году на мадьяр напали болгары и печенеги, вырезавшие их жен и детей, мадьяры покинули Ливедию и ушли в Паннонию, а покинутые ими степи заняли победоносные печенеги. И Византия не могла вмешаться в эту войну, потому что ее силы были связаны болгарами царя Симеона, шедшими по Балканскому полуострову от победы к победе. Тогда изолированное княжество киевских варягов стало вассалом общины хазарских иудеев, которое использовало русов и славян в войнах с христианами и мусульманами-шиитами, подавляя возмущение язычников руками наемников-мусульман-суннитов. Гнев стихий. Жесткая система потому и бывает крепка, что она при создании своем приноровлена к локальным условиям наилучшим образом. Когда же окружение меняется, перестройка системы трудна. И наоборот, дискретная система эластична, но не позволяет полностью координировать силы для решения внешнеполитических задач. Поэтому жесткие системы побеждают в стабильных условиях, а дискретные выживают даже при постоянно меняющейся среде обитания и этнического окружения. Иудейская Хазария – образец жесткой системы. Окружающие Хазарию евразийские этносы – дискретные системы. В IX-X веках изменения географической среды вследствие переноса пути циклонов на север, в лесную зону Евразии, могли быть для этнохозяйственных систем либо полезны, либо вредны, но не нейтральны. А поскольку интересы евреев и хазар в химерной целостности каганата были противоположны, то климатические колебания отражались на истории Восточной Европы и Великой Степи. До тех пор, пока увлажнялись степи и высыхали в Волго-Окском междуречье болота, Каспийское море вело себя тихо. Оно стояло на абсолютной отметке 36 метров, благодаря чему обширные площади плодородной земли в низовьях Волги были заселены земледельцами. К началу X века, когда Волга превратилась из тихой реки в бурный поток, собравший влагу дождей, выпавших на огромной площади от Валдая до Урала, уровень Каспия поднялся до отметки 29 метров. Для обитателей южной окраины Каспийского моря это существенного значения не имело. Берега там крутые, кругом горы. Поднялось море, залило прибрежную крепость, ну и пусть. Но для пологого северного берега подъем уровня моря имел огромное значение. Поля, сады и виноградники оказались под водой Волги, стоявшей на подпоре. Использовать залитые земли было невозможно. Люди стали селиться на вершинах беровских бугров, ожидая времени, когда уйдет вода, а вода все поднималась. Приходилось подаваться в степь. Но и в прибрежных урочищах не было спасения хазарам. Лишенная дождей, степь превращалась в полупустыню, а это последнее в пустыню, в которой не могли жить даже кочевники. В X веке карлуки покинули берега Балхаша, чтобы поселиться в оазисах Средней Азии. Печенеги ушли с берегов Аральского моря на берега Черного, а гузы сдвинулись к Уралу и Эмбе. Только куманы, половцы, населявшие западные склоны Алтая и южную полосу Западной Сибири, где в то время стояли сосновые боры, не пострадали от засухи. Их спасли многоводные реки, окружавшие с востока и запада Барабинскую степь. Легче было на западной окраине Великой Степи, на берегах Днепра, Донца и Дона, так как меридиональные токи в атмосфере способствовали нормальному увлажнению этой области. Поэтому печенеги, прорвавшись в Поднепровье, восстановили там поголовье скота, в том числе лошадей, а тем самым и воинскую мощь, благодаря чему могли держать себя независимо. Поскольку восточные степи оказались весьма негостеприимными, хазары устремились на северо-запад и, начиная со второй половины IX века, заселили террасы Нижнего Дона, куда принесли с собой культуру терского винограда. 4 надпойменные террасы Дона плавно переходят в водораздельные степи. Но уже на второй террасе проявляются черты озональности, колки леса, заросли ивника и тому подобное, что обусловило образ жизни алан, хазар и казаков. Автору удалось в 1965 году найти на Среднем Дону небольшое поселение,
содержащая керамику всех эпох от X до XII веков, что указывает на культурную преемственность населения долины Дона, независимо от внедрения в нее инородных этнических элементов. Разумеется, этой ветви хазар сравнительно с другими повезло. В 860 году они приняли православие от святого Кирилла и благодаря этому вошли в состав христианской общины, вследствие чего установили дружбу с крымскими готтами, греками и аланами. А прочие продолжали нести тяготы налогов, снизить которые хазарское правительство не могло, даже если бы оно этого хотело. Но от засухи и наводнений совершенно не пострадали хазарские иудеи. Они жили в городах, в комфортабельных деревянных домах, теплых зимой, прохладных летом. Пищу они покупали на базаре. Караванщики, проходившие через Итиль, платили за все не торгуясь, так как перекладывали растущие расходы на покупателей в Китае и Провансе. Поэтому на социальные отношения внутри иудейской общины природные явления не оказывали никакого влияния. Их воздействие амортизировалось в хазарском этносе, вмещавшем общину. Ослабление кочевников, стада которых мерли от бескормицы, было иудеям только на руку. И мясо можно было купить дешево, и слабый враг не опасен. Поэтому в X веке активность хазарского правительства не снизилась, а возросла. Следовательно, должны были начаться жестокие войны, и они действительно вспыхнули на юге и западе. Но не на севере. Перенос пути атлантических циклонов в лесную зону был сопряжен с обильными снегопадами, затяжными летними и осенними дождями и, соответственно, заболачиванием лесных полян, то есть мест наиболее перспективных для примитивного земледелия. Хозяйство этносов Волго-Окского междуречья было подорвано, а значит и сила их сопротивления иноземным захватчикам ослабла. Если в середине IX века хазарские евреи договаривались с норманнами о разделе Восточной Европы, то к началу X века они захватили ее почти всю. В состав Хазарии вошли буртасы на Средней Волге, болгары на Нижней Каме, сувазы, чуваши на Верхней Волге, арису, мордва, эрзя, черемисы, мари в Заволжье, вятичи на Оке, северяне на Десне и славяне, под которыми подразумеваются другие славянские племена. Рубеж IX-X веков — это кульминация иудео-хазарского могущества и катастрофа для аборигенов Восточной Европы, перед которыми стояла альтернатива — рабство или гибель. Вокруг Каспийского моря. Торговые пути были нервами иудейской Хазарии, но Каспийское море слишком часто бывает неспокойно, протоки Волжской дельты в устьях мелеют и непроходимы для крупных морских кораблей, а восточные берега безводны и безлюдны. Поэтому правительство не завело собственного флота, предпочитая пользоваться караванными путями во вход Каспийского моря. Наиболее удобным был путь из Багдада через Кавказ, где, именовав Дербент, купцы сразу попадали в Хазарию, и оттуда в Булгар и Великую Пермь. Второй путь шел через Мерв, Бухару и Хорезм, по берегу Амударьи, через плоскогорье Устюрт, ворота в страну тюрков, затем пересекал реки Эмбу, Яик, Сакмару и дальше шел по левому берегу Волги в Булгар. Недостатком этого маршрута было то, что он пролегал через кочевья гузов, печенегов и башкир. Причем последние считались жуткими головорезами, а первые, при проходе Ибн Фадлана через их земли, решали, разрезать ли послов халифа пополам или, раздев догола, отпустить назад, или выдать послов хазарам в обмен на своих, находившихся в плену, но потом Ибн Фадлана пропустили дальше. Другая дорога из мусульманских стран Средней Азии шла через Нижнюю Эмбу и низовье Яика прямо на Волгу в Итиль. Этот путь был оборудован великолепными караван-сараями из тесаного камня и колодцами, облицованными камнем, на расстоянии друг от друга примерно в 25 километров. Нормальный переход каравана. Но, несмотря на все принятые меры, восточный путь был длиннее и труднее западного, кавказского. И использовался он только тогда, когда не было другого выхода. Но море тоже не оставалось пустым. По нему плавали корабли русов из Итиля в Гурган, где перегружали товары на верблюдах для отправки в Багдад. Разумеется, и этот путь был под контролем хазарского царя, который был кровно заинтересован в том, чтобы купцы по этим путям проходили беспрепятственно и чтобы доходы поступали в его казну регулярно. Торговым операциям не мешал даже развал халифата, когда эмиры переставали подчиняться халифу и оставляли собранные налоги себе.
В 866 году тюркские наемники взяли Багдад и сменили халифа на своего ставленника. Это был конец господства арабов в государстве, созданном их предками. Перемены коснулись Секавказа. В 859 году была восстановлена Ганжа, где укрепились арабские правители из племени Шайбан. В 869 году в Дербенте пришли к власти хашемиды, арабы из племени Сулайм, но те и другие, будучи правоверными с суннитами, не порывали отношений с Багдадом и наместниками Азербайджана, с аджидами. Поэтому у хазарского царя не было повода для беспокойства. Но совсем по-иному пришлось реагировать на шиитское движение иранских народов, живших на южном берегу Каспийского моря. В 867 году горцы Табаристана, поднявшие восстание под знаменем алидов, отделились от халифата. Области Южного Прикаспия, защищенные с севера морем, а с юга могучим хребтом Эльбурса, были надежным убежищем для древних этносов, сохранявших фактическую независимость и при селевкидах, и даже при сасанидах. Арабское завоевание тоже не нарушило течение жизни горцев Эльбурса, так же, как горцев Астурии, Басконии и Киликии, хотя и вызвало ненависть к арабам. Влияние ислама, принятого лишь в 842 году, было ничтожно, а потому шиитская пропаганда, по сути дела антиарабская, нашла в Дейлеме и Табаристане подходящую почву. Эти горцы охотно шли сражаться не за алидов, а против аббасидов. И чем более слабел багдадский халифат, тем грознее становилась сила дейлемитов, реликта, не растратившего своих сил, как арабы и персы, и достойного противника степных тюрков, единственной боеспособной армии суннитских владык. Областью, поставлявшей хазарским царям наемников, был Гурган, волчья страна, расположенная на юго-восточном берегу Каспия. Воинственные обитатели этой бедной земли охотно оправдывали свое прозвание «волки» и продавали свою доблесть тем, кто за нее платил. Официально Гурган подчинялся наместнику Хорасана, где правили потомки персидских аристократов тахириды, правоверные сунниты. В 872 году вождь восставших шиитов Табаристана Хасан вторгся в Гурган и завоевал его, а потом захватил богатые города Казвин и Рей, Тегеран. Хазарские иудеи сразу лишились и удобного караванного пути, и храбрых наемников, переставших поступать в Итиль. Эпоха миролюбия кончилась. Война с шиитами стала для хазарских евреев насущной необходимостью. Для войны с мусульманами нужны были воины-язычники, то есть скандинавские варяги. Хазарский царь пригласил дружину Хельги, Олега, посулив варягам раздел Восточной Европы и поддержку за уничтожение русского каганата и Аскольда. Конунг Олег в 882 году овладел Смоленском и Киевом, а к 885 году подчинил себе северян и радимичей, до того бывших данниками Хазарии. Молчание летописца Нестора показывает, что в последующие годы Олег не побеждал, а уже в начале X века русский флот оперирует на Каспии против врагов хазарского царя. Очевидно, киевские варяги стали поставлять хазарскому царю дань кровью. Они посылали подчиненных им славяно-русов умирать за торговые пути рахданитов. Благоприятно для хазарского царя сложились дела в Средней Азии, где власть попала в руки просвещенных саманидов, покровителей городов, а тем самым и международной торговли. В 900 году Исмаил Самани разгромил шиитское государство алидов в Южном Прикаспии. Но местное население Гиляна, Дейлема и Мазандерана, никогда не подчинявшееся чужеземцам, укрылось в горных замках, и власть саманидов в Табаристане была призрачной. До тех пор, пока дейлемитов с юга прикрывали горы Эльбурса, а с севера Каспийское море, они могли держаться, так как ни саманиды, ни хазары не имели флота. Но в 909 году на море появились ладьи русов, разгромивших остров Абаскун. На следующий год русы напали на Мазандеран, но потерпели поражение и ушли. В 913 году огромный флот, 500 кораблей, с разрешения хазарского царя Вениамина вошел в Каспийское море и подверг грабежу побережья Гиляна, Табаристана и Ширвана. Естественно предположить, что русов просто пригласил царь Вениамин для расправы с разбойниками-горцами. Русы сразились с гилянцами и дейлемцами, видимо, без больших успехов, а затем напали на Ширван и Баку, где сидели цаджиды, правители, поставленные халифом
сунниты и, следовательно, друзья хазар. И здесь развернулись со свирепостью, свойственной их скандинавским вождям. Набрав много добычи, русы вернулись в Итиль, послали хазарскому царю условленную долю и остановились на отдых. Тогда мусульманская гвардия хазарского царя потребовала от него разрешения отомстить русам за кровь мусульман и за полон женщин и детей. Царь разрешил, и в трехдневной битве, утомленные походом, русы потерпели поражение. Число погибших исчислено в 30 тысяч человек. В плен не брали. Остатки русов бежали по Волге на север, но были истреблены буртасами и булгарами. Очевидно, варяжская неуместная инициатива вызвала расправу со стороны хазарских мусульман, тем более что разгром врагов Дейлема настолько облегчил положение шиитов, что в 913 году они освободились от власти саманидов и вытеснили последних из Гиляна и Табаристана. Всю первую половину X века дейлемиты развивали успех. Часть их двинулась на юг, захватила Фарс, Кирман, Хузестан и, наконец, в 945 году Багдад, где их вожди в течение 110 лет держали под своей опекой халифов. Другая часть подчинила в 914 году Азербайджан и дошла до Дербента. Каспийская торговля оказалась под контролем недругов Хазарии, точнее врагов хазарской торговли. Ущерб был большой, но поправимый, потому что оставалась караванная дорога восточнее Каспия. В 913 году хазары в союзе с гузами разбили восточных печенегов, кочевавших между Волгой и Яиком. Это отчасти компенсировало им потерю союзников Закавказья, саджидов, но господство грубых и свирепых дейлемитов в Иране и Азербайджане отравляло жизнь хазарским евреям. И самое досадное, что против них нельзя было послать верных наемников-суннитов из Гургана, ибо повелитель правоверных, багдадский халиф, отдавал приказания через дейлемских эмиров, а те не допускали, чтобы он приказал убивать их братьев руками мусульман. Следовательно, надо было опять поднимать русов на войну за торговые интересы еврейской общины. А русы после предательства 913 года не стремились повторять походы на Каспий. Конечно, можно было бы мобилизовать самих хазар, хотя бы ту их часть, которая была обращена в православие еще в VIII веке, но на это правительство не решилось. Надо думать, не без оснований. Хазары никаких выгод от торговли не имели, и воевать им было не за что. Поэтому события потекли по иному руслу. Враги обновленной Хазарии. Всегда было известно, что война — дело тяжелое и неприятное, но есть вещи хуже войны. Обращение в рабство, оскорбление чтимых святынь, разграбление имущества и, наконец, оскорбительное пренебрежение. Все это выпало на долю народов Восточной Европы после того, как они оказались в сфере влияния иудейской Хазарии. Но этнические различия между ними не давали им возможности объединиться. Зато итильское правительство легко могло натравливать их друг на друга, используя старые, но не забытые межплеменные счеты. Еще в IX веке царь Вениамин вел войну против ассов, осетин, турок, мадьяр, пайнилов, печенегов и македона, византийцев. Вениамин победил коалицию противников при помощи алан. Затем царь Аарон победил алан при помощи торков, гузов, в начале X века. Артамонов датирует это событие 932 годом и связывает с ним гонение на христианство, от которого Аарон принудил отречься побежденных алан. В 922 году глава камских болгар Альмуш принял ислам и отделил свое государство от Хазарии, рассчитывая на помощь багдадского халифа, который должен был запретить мусульманским наемникам воевать против единоверцев. Кроме того, он просил у халифа денег для постройки крепости против иудеев, поработивших его. Халиф приказал продать конфискованное имение казненного визиря и вручить деньги послу Ибн Фадлану. Но покупатель не смог догнать караван посольства, и крепость в Булгарии построена не была, а хорезмийцы в X веке уже не обращали внимания на приказы ослабевших багдадских халифов, поскольку они касались не духовных, а мирских дел. Вероотступничество не укрепило, а ослабило великий Булгар. Одно из 3 болгарских племен, Сувас, предки Чувашей, отказалось принять ислам и укрепилось в лесах Заволжья. Расколотая болгарская держава не могла соперничать с иудейской Хазарией. Похожим было положение у гузов. В 921 году один из их вождей принял было ислам, но соплеменники предложили ему отречение либо от новой веры, либо от власти.
Гус вернулся к древним богам. Итак, попытки освободиться от иудеев при помощи мусульман оказались обреченными на неуспех. Это учли руссы и славяне, поляне, поставленные варяжскими захватчиками в положение отнюдь неблагоприятное, что старательно затушевывал летописец Нестор. К счастью, у нас есть возможность восполнить опущенные им сведения. Хазары собственной монеты не имели, используя арабские диргемы. Какая-то часть этих денег, естественно, оставалась у подданных хазарского царя, а реал диргемов с куфическими надписями в 883-900 годах доходил до восточной границы русской земли, то есть ими пользовались северяне, находившиеся в сфере влияния Хазарии. После 900 года диргемы появляются в кладах русской земли, что показывает на включение ее в экономическую систему Хазарии. Эти диргемы не военная добыча, потому что победы всегда бывают отражены в летописях. Это оплата за услуги на Каспийском море в 909-910 годах, то есть за кровь славяно-русских богатырей, пролитую ради чужих интересов, за подавление древлян в 914 году, за войну с печенегами в 920 году, за предательство, совершенное царем Вениамином в 913 году, которое осталось безнаказанным, и за многое такое, что современники постарались не заметить, а потомки забыть. Поводов для восхваления Олега Вещего нет. Само собой понятно, что варяжское правительство не могло быть популярным среди славянского населения Поднепровья. Это подметил Соловьев, хотя он и не располагал сведениями, ныне вошедшими в арсенал науки. Олег рассматривается им не как храбрый воитель, а как хитрый политик и сборщик дани с беззащитных славянских племен. Так оно и было. Если верить летописи, не отмечающей с 920 по 941 год ни одного события отечественной истории, то надо признать русичей трусами и обывателями, неспособными ни отомстить за преданных и убитых соотечественников, ни отстоять свое добро от сборщиков дани, переправлявших награбленное имущество в Итиль. Но верить надо не летописи, а совокупности сведений. Последние же показывают, что хазарским евреям приходилось все время подавлять народные движения, и русы доставляли им немало хлопот. Кроме того, менялось международное положение, и это весьма сказывалось на судьбе евреев, не только хазарских, но и соседних, а это, в свою очередь, оказывало воздействие на внешнюю политику Хазарии. Хазарские иудеи могли не опасаться раздробленных на партии и султанаты мусульман, но им приходилось считаться с растущей силой Византии, где пришла к власти Македонская династия. Все православные христиане были потенциальными союзниками Византии, а число их, благодаря деятельности Кирилла и Мефодия, росло. В 867 году произошло первое крещение Руси, и вряд ли будет ошибочным предположение, что варяжское завоевание остановило приобщение Руси к православию. А кому это было на руку? Только хазарским евреям. Разумеется, греки не могли ликовать по такому поводу, тем более что хазарская торговля питала Багдад, а хазарская дипломатия натравливала болгар на Константинополь. С другой стороны, византийские евреи не проявляли привязанности к странам, где их не любили и обижали. Поэтому ряд евреев примкнул к нему, хазарскому царю, из мусульманских стран и из Византийской империи. Согласно Масуде, причина в том, что император, правящий ныне, в 943 году, и носящий имя Арманус, Роман, обращал евреев своей страны в христианство силой и не любил их, и большое число евреев бежало из Рума в страну Хазар. Вполне понятно, что отношения между христианами и иудеями обострились, и потекла кровь. Подвиги полководца Писаха. Греко-хазарский конфликт, в котором отразилось армяно-еврейское соперничество, не мог пройти незамеченным на Руси. Василий Македонянин был армянин, переселившийся в Македонию. Эпоха Македонской династии была временем преобладания армян при дворе и в управлении. Русь в узком смысле включала 3 города – Киев, Чернигов и Переяславль. В Киеве должна была появиться надежда избавиться от обременительного союза с Хазарией путем союза с далекой Византией. Поэтому эмиссары Романа Ликопина смогли подстрекнуть киевского князя на участие в войне Византии против Хазарии, начавшейся в 939 году. Войну развязал хазарский царь Иосиф, который низвергг множество необрезанных, то есть убил много христиан. К
К сожалению, источник умалчивает, где производились экзекуции, но, по-видимому, пострадали христиане, жившие внутри Хазарии, так как нет упоминания о походе. Казни эти рассматривались как ответ на гонения на евреев в Византии, но нельзя не заметить, что хазарские христиане в действиях византийского императора повинны не были. Затем выступили русы. Вождь их в источнике назван Халгу, Хельгу, то есть Олег, хотя по повести временных лет в это время правил Игорь Старый. Если Хельгу имя собственное, то это был тезка вещего Олега, но скорее это титул скандинавского вождя, то есть имеется в виду сам Игорь, ибо Хельгу назван царем России. В 939 году, или в начале 940 года, Хельгу внезапным ночным нападением взял город Самкрай, Самкерц, на берегу Керченского пролива, потому что не было там начальника, раб Хашманая. Видимо, нападение русов было для хазарского царя неожиданностью. В то же время другая русская рать, предводительствуемая воеводой Свенельдом, покорила племя уличей, обитавших в низовьях Днестра и Буга. Уличи воевали против киевского князя еще в 885 году и, естественно, находились в союзе с хазарами. Тогда им удалось отстоять свою независимость от Киева. Наконец, войска русов после трехлетней осады, закончившейся в 940 году, взяли оплот уличей город Пересечен и обложили их данью в пользу воеводы Свенельда. Отсюда видно, что война велась на обширной территории, весьма продуманно и целеустремленно. Это отнюдь не похоже на случайный пограничный инцидент или на грабительский набег варяжских дружинников. Хазарский царь ответил на удар ударом. Полководец досточтимый Песах освободил Самкерц, отбросил русов от берегов Азовского моря, вторгся в Крым, взял там 3 греческих города, где избил мужчин и женщин, но был остановлен стенами Херсонеса, куда спаслось уцелевшее христианское население Крыма. Затем Песах пошел на Хельгу, то есть подступил к Киеву, опустошил страну и принудил Хельгу против его воли воевать с бывшими союзниками-византийцами за торжество купеческой иудейской общины Итиля. Все эти события в русской летописи опущены, за исключением последовавшего за ними похода на Византию. Это понятно, грустно писать о разгроме своей страны, но разгром этот подтверждается новыми косвенными данными. Около 940 года от Киевского княжества отпало Днепровское левобережье, северян и Радимичей впоследствии пришлось покорять заново. Русы выдали победителю свое лучшее оружие, мечи, и, видимо, обязались платить дань, собираемую с племен правобережья, то есть древлян. Завоеванные земли уличей и тиверцев в низовьях Днестра и Дуная попали в руки печенегов. Кривичи освободились и создали независимое Полоцкое княжество. Осколок Варяжской Руси из неравноправного союзника хазарского каганата превратился в вассала, вынужденного платить дань кровью своих богатырей. Русам абсолютно не из-за чего было воевать с греками. Нестор не мог придумать подходящий мотив для похода и ограничился голой констатацией фактов. Зато еврейский аноним раскрыл причины происшедшей трагедии. Не без гордости он приписал ее давление досточтимого Песаха на русского князя Хельгу, грекам имя Игоря тоже неизвестно, который воевал против Константина на море 4 месяца, и пали там богатыри его, потому что македоняне осилили его огнем, и бежал он, и постыдился вернуться в свою страну, и пошел морем в Персию, и пал там он и весь стан его. Тогда стали русы подчинены власти хазар. Эта война протекала в 941 году. Ужасные последствия ее для русских богатырей описаны в повести временных лет, несмотря на усилия летописца представить события более приглядно. 10 тысяч кораблей высадили десант на северном побережье Малой Азии, и начались такие зверства, которые были непривычны даже в те времена. Русы пленных распинали, расстреливали из луков, вбивали гвозди в черепа, жгли монастыри и церкви, несмотря на то, что многие русы приняли православие еще в 867 году. Все это указывает на войну совсем иного характера, нежели прочие войны X века. Видимо, русские воины имели опытных и влиятельных инструкторов, и не только скандинавов. Греки подтянули силы, сбросили десант в море и сожгли русские лодки греческим огнем. Кто из русов не сгорел, тот утонул. Хазарские евреи
избавились от обоих возможных противников. Согласно повести временных лет, поход на Византию был повторен в 944 году. Шахматов считает рассказ об этом походе выдумкой, но, по-видимому, он не прав. В 943-944 годах уцелевших русских воинов хазарские иудеи бросили в Арран, Азербайджан, где засели дейлемские шииты. Русы при высадке разбили войска правителя Арана Марзубана ибн Мухаммеда и взяли город Бердаа на берегу Куры. Марзубан блокировал крепость, и в постоянных стычках обе стороны несли большие потери. Однако страшнее дейлемских стрел и сабель оказалась дизентерия. Эпидемия вспыхнула в стане русов. После того, как в одной из стычек был убит предводитель русов, они пробились к берегу и уплыли обратно в Хазарию. Итак, за 3 года союза с царем Иосифом русы потерпели 2 тяжелых поражения и потеряли много храбрых воинов. Но даже если бы они победили, то победа ничего бы им не дала, потому что закрепиться в Малой Азии или в Закавказье было невозможно, да и не нужно. Обе войны были проведены исключительно в интересах купеческой общины Итиля. Казалось, что славяно-русы должны разделить горькую участь тюрко-хазар. Кто виноват? Может показаться, что агрессия в интересах купеческой верхушки иудейской общины, произведенная руками харизмийских наемников и воинственных русов, была плодом злой воли хазарских царей Вениамина, Аарона и Иосифа при попустительстве хазарских каганов, имена коих история не сохранила. Действительно, крови было пролито немало, погибли ни в чем не повинные обитатели побережья Черного и Каспийского морей, сложили голову за чужое дело русские богатыри, были обобраны и ежедневно оскорбляемы хазары, аланы потеряли свои христианские святыни, славяне платили дань по белке от дыма, лишь бы их не трогали печенеги, гузы не смыкали глаз, охраняя свои палатки от внезапного нападения. Это перманентное безобразие было тяжело для всех народов, кроме купеческой верхушки Итиля и обслуживавших ее наемников, но последние за приличное содержание платили своей кровью. Но если мы попытаемся осудить за создавшуюся ситуацию иудейскую общину Хазарии, то немедленно встанет вопрос, а чего было ждать? Евреи попали в Хазарию вследствие гонений, которым они подвергались в Иране за близость к маздакитам, а в Византии за сотрудничество с арабами, вызванное торговым соперничеством с греками и армянами. Те и другие в торговых операциях были не менее искусны, чем евреи, а к тому же пользовались поддержкой своего правительства. Евреи, чтобы обойти конкурентов, воспользовались поддержкой чужого правительства, арабского. Но халифы требовали от них помощи в военных операциях, например, сдачи христианских крепостей, что влекло продажу в рабство всех христиан, не убитых при захвате города, и осквернение христианских святынь. Естественно, что родственники и единоверцы погибших в восторге не были. Точно так же поступали языческие союзники хазар с мусульманскими городами, за тем лишь исключением, что в жертву войне хазарские иудеи приносили дейлемских шиитов, горцев, не умевших торговать. Но в 945 году вождь дейлемитов вступил в Багдад и стал править от имени халифа, имея титул Амир аль-Умара, эмир эмиров, главнокомандующий. Это означало, что хазарские иудеи войну за Каспий проиграли. Им оставалось ориентироваться на союзную Среднюю Азию и только что завоеванную Восточную Европу. Иудейская община получала необходимую ей военную силу из Средней Азии и оплачивала ее данью из Восточной Европы. Но могла ли она поступать иначе? Ведь, выпустив из рук власть, она теряла и накопленные богатства, и контроль над транзитной торговлей, а следовательно все средства к существованию. Горожане и купцы не могли вернуться к земледелию и скотоводству, потому что они не имели навыков, необходимых для этих занятий. Потеряв власть, они теряли богатство, а вслед за тем и жизнь, поэтому им надо было держаться и побеждать. Но победы и расширение державы не всегда ведут к процветанию и устойчивости. Покорение сильного этноса иной раз стоит дороже, чем доходы, которые можно получить. Это показали первыми камские болгары, освободившиеся от хазарской гегемонии. После болгар при неясных обстоятельствах добились независимости гузы и печенеги. Все они стали врагами иудео-хазар. Победы Песаха позволили хазарскому царю перенести налоговый гнет на русское население Поднепровья, ибо варяжские конунги готовы были оплачивать свой покой данью, собираемой со славян, менее организованных и потому менее опасных.
а из этого проистекли дальнейшие события. Итак, если уж применять к историческому процессу человеческие этические нормы, то винить в бедах русской земли можно варягов, конечно, не за то, что они путем обмана захватили Киев, ибо обман на войне — это не предательство доверившегося, и не за то, что они обирали покоренные славянские племена, поскольку те не отстаивали свободу, предпочитая платить дань, а за то, что, возглавив племя полян, называемых тогда Русью, эти конунги блестяще проиграли все войны с греками, печенегами, да и лимитами и хазарскими евреями. Омерзительно, что они, перехватив у русов инициативу, довели страну до полного развала и превратили ее в вассала хазарских царей. Но еще хуже, что, выдав хазарским евреям мечи как дань, то есть по существу обезоружив свое войско, эти узурпаторы бросили своих богатырей на противников, вооруженных греческим огнем или легкими кривыми саблями. Это такая безответственность, такое пренебрежение к обязанностям правителя, что любые оправдания неуместны. Однако малочисленные варяжские дружины не могли бы держаться в чужой стране без поддержки каких-то групп местного населения. Эти проваряжские гостомыслы, пожалуй, виноваты больше всех других, так как они жертвовали своей родиной и жизнью своих соплеменников ради своих корыстных интересов. В поздних летописях это слово «гостомысл» персонифицируется в имя собственное, старейшина гостомысл, значение термина, симпатизирующий иноземцам. А сопротивление варягам было даже в Новгороде, хотя сведения о нем сохранилось только в поздней Никоновской летописи. «Оскорбишася, новгородцы, глаголющие яко быти нам рабом и много зла всяческо пострадать и от Рюрика, и ради его. Того же лета уби, Рюрик, Вадима Храброго и иных многих изби новогородцев, советников его». Однако оно заслуживает доверия. Западнику Нестору было бы незачем сочинять нормандскую теорию происхождения Руси и замалчивать древний, свободный, славный период истории русского каганата, если бы не необходимость переубедить тех, кто скептически относился к рассказам о подвигах варяжских конунгов. А таких людей в Древней Руси было, видимо, немало. Но помимо эмоционального отношения к давно минувшим фактам, необходим их объективный анализ. Друзья варягов, хотели они того или нет, способствовали включению русской земли в мировой рынок, который в то время находился под контролем иудейской Хазарии. Русь поставляла на мировой рынок меха, олово и рабов, но не получала взамен ничего, так как поставляла эти товары как дань. Вот почему князь Игорь Старый, собирая дань в стране древлян, вынужден был отпустить часть своей дружины, после чего был убит древлянами. Дружину надо было оплачивать той же добытой данью, но из нее же надо было послать дань в Хазарию, чтобы полководец Песах не повторил поход. Игорь больше страшился хазар и решил собрать требуемую сумму с наименьшими затратами. Поэтому он стал экономить на технике безопасности и погубил не только себя, но и своих сторонников. Но жалеть его не стоит. Благодаря оплошности Игоря Русь вернула себе свободу и славу. Переворот в Киеве. До тех пор, пока хазарское правительство подчиняло себе народы многочисленные, как черные болгары, культурные, как аланы, храбрые, как печенеги, и вольнолюбивые, как гузы, оно умело управлять ими. Всегда можно было подкупить вождя или нанять на службу удальцов из народа, или обольстить влиятельных женщин, или завербовать предателей. Важно было то, что этнопсихологическую реакцию можно было рассчитать, так как творческие элементы в психологии были вытеснены традиционными, поддающимися изучению. Но древние славяно-русы в X веке, в отличие от перечисленных народностей, были пассионарным этносом. Надлом, то есть переход из акматической фазы в инерционную, связанный с варяжской узурпацией, унес много жертв и принес немало позора, но не полностью уничтожил пассионарный генофонд в стране. В благодатном ландшафте, в устойчивом быте, не нарушенным ни техническими усовершенствованиями, ни европейскими методами воспитания, росли сироты, дети богатырей, погибших на Черном море от греческого огня и на Каспийском от эпидемий. А они знали, кто послал их отцов на гибель, отобрав предварительно заветные мечи. Они видели, куда уходили шкуры белок и куниц, и от чего мерзли их матери и сестры.
Они слышали грозные окрики из Киева, где сидел князь, надежно защищенный от народа союзом с хазарским царем, войско которого было всегда наготове. В этой обстановке росли ровесники князя Святослава. По аутентичному источнику, летописанию, князь Святослав родился в 942 году. Его официальный отец Игорь в 879 году был детесквельми. Но даже в этом случае, в 942 году ему было более 66 лет, а его жене Ольге 49, 50. Святослав был их первенец, и он действительно был сын Ольги. А что касается Игоря Рюриковича, то это на совести автора аутентичного источника, так же, как и возраст Ольги, которая вплоть до кончины в 969 году вела себя куда более деятельно, чем это может старуха в 76 лет. Нестор погрешил против истины. В 946 году князь Мал сватается к Ольге, которой 54 года. Нелепость, но это не описание династического брака, а вставная дидактическая новелла. В 955 году на приеме у Константина Багряна-Родного она была, согласно Нестору, столь красива лицом, что Базилевс влюбился в старуху 62 лет. Одно из двух: неверен ли возраст Ольги, или все остальное. Интересно, что Ольга с сыном жили не в Киеве, а в Вышгороде, где кормильцем Святослава, то есть учителем, был некто Асмут, а воевода его отца Свенельд. Свенельд имел на прокорм своей дружины дань с древлян и уличей. Игорева дружина считала, что это для него слишком роскошно. Игорю приходилось платить дань хазарам и кормить свою дружину. В 941 и 943 годах киевский князь откупался от хазарского царя, участвуя в его походах. Но в 944 году Игорь, побуждаемый дружиной, идет походом на Деревскую землю, чтобы собрать себе дань, причитающуюся Свенельду и его дружине. Но Свенельд не отказывается от данных ему прав. Происходит столкновение Игоревой дружины со Свенельдовой и с древлянами, подданными Свенельда. В этом столкновении Игорь убит Мстиславом Лютом, сыном Свенельда. Версия Шахматова устраняет одну из нелепостей версии Нестора, согласно которой корыстолюбие Игоря было сопряжено с легкомыслием. В самом деле, как отпустить дружину, оставаясь в разграбленной стране? Другое дело, если Игорь и его советники были уверены в бессилии древлян и пали жертвой заговора, организованного в Вышгороде. Но и тогда остается неясным, почему киевская дружина не отомстила Мстиславу Лютому за измену и гибель пусть не князя, но своих соратников. И как на это решились в Вышгороде, когда силы Киева превосходили их силу вдвое, и, наконец, почему заговор удался, а месть Мстиславу Лютому совершилась лишь в 975 году, когда его убил Олег Святославович, точнее его свита. В обеих версиях чего-то не хватает. По нашему мнению, не учтено влияние хазарского царя Иосифа. После похода Писаха киевский князь стал вассалом хазарского царя, а следовательно был уверен в его поддержке. Поэтому он перестал считаться с договорами и условиями, которые он заключил со своими подданными, полагая, что они ценят свои жизни больше своего имущества. Это типично еврейская постановка вопроса, где не учитываются чужие эмоции. Свенельдичем и его дружиной овладела обида. Они восприняли лишение их доли дани, без которой вполне можно было обойтись, как оскорбительное пренебрежение, на которое ответили убийством князя. Но так как Игорь и окружавшие его варяги после 2 тяжелых поражений были на Руси непопулярны, то заговорщиков поддержали широкие массы древлян, благодаря чему переворот удался, ибо княжеская дружина оказалась в изоляции. Затем наступило короткое междукняжие, после которого князем стал малолетний Святослав, регеншей его мать, псковитянка Ольга, а главой правительства воевода Свенельд, отец Мстислава Лютого. Состав нового правительства говорит сам за себя. Отметим лишь, что старшее поколение носит скандинавские, а младшее — славянские имена. Короче говоря, вся фактическая власть сосредоточилась в руках либо славян, либо ославяненных россов. Неясен и, вероятно, неразрешим только один вопрос: был ли Святослав сыном Игоря Старого? Летопись в этом не сомневается, у нас нет уверенности в этом. Но в плане этнологическом это не так уж важно. Ольга и Свенельд восстановили славяно-русскую традицию и вернули Русь на тот путь, по которому она двигалась до варяжской узурпации.
и последствия оказались самыми благоприятными для русской земли и весьма тяжелыми для еврейской общины в Хазарии. Славянский элемент восторжествовал и над нормандским, и над рассамонским, сохранив от последнего только само название «Поляне, я же ныне рекомая Русь». Смена веры в 988 году позволила покончить с северными заморскими традициями, и Русь вступила в инерционный период этногенеза, при котором условия для накопления культурных ценностей оптимальны. Лицом к лицу. Русь, избавившись от варяжского руководства, восстанавливалась быстро, хотя и не без некоторых трудностей. В 946 году Свенельд усмирил древлян и возложил на них дань тяжку, 2/3 которой шли в Киев, а остальное в Выжгород, город, принадлежавший Ольге. В 947 году Ольга отправилась на север и обложила данью погосты по Мсте и Луге. Но левобережье Днепра осталось независимым от Киева и, по-видимому, в союзе с хазарским правительством. Вряд ли хазарский царь Иосиф был доволен переходом власти в Киеве из рук варяжского конунга к русскому князю, но похода Песаха он не повторил. За истекшие 5 лет внешнее положение еврейской общины Итиля осложнилось. Прекратилась не только торговля с Багдадом вследствие победы буидов, но и китайская торговля потерпела урон. В 946 году кидане взяли Кайфын, столицу Китая, и узел караванной торговли, потом отдали его тюркам Шато, а те оказались во вражде с киданями и с китайцами. Торговля от этих неурядиц пострадала сильно, а во Франции тоже шла ожесточенная война между последними каролингами и герцогами Иль-де-Франс. Как уже было сказано, каролинги за деньги давали защиту французским евреям, поэтому их поражение и неминуемость падения Западной империи не сулили евреям ничего доброго. Исходя из этих обстоятельств, хазарский царь Иосиф счел за благо воздержаться от похода на Русь, но отсрочка не пошла ему на пользу. Ольга отправилась в Константинополь и 9 сентября 957 года приняла там крещение, что означало заключение тесного союза с Византией, естественным врагом иудейской Хазарии. Попытка перетянуть Ольгу в католичество, то есть на сторону Германии, предпринятая епископом Адальбертом по заданию императора Оттона I, прибывшим в Киев в 961 году, успеха не имела. С этого момента царь Иосиф потерял надежду на мир с Русью, и это было естественно. Война началась, видимо, сразу после крещения Ольги. То, что война Хазарии с Русью шла в 50-х годах X века, определенно подтверждает письмо царя Иосифа Хаздаи ибн Шафруту, министру Абдарахмана III, омейядского халифа Испании, написанное до 960 года. «Я живу у входа в реку и не пускаю русов, пребывающих на кораблях, проникнуть к ним, мусульманам. Точно так же я не пускаю всех врагов их, приходящих сухим путем, проникать в их страну. Я веду с ними, врагами мусульман, упорную войну. Если бы я оставил их в покое, они уничтожили бы всю страну исмаильтян до Багдада». Это, конечно, преувеличение. Буиды в Иране, Багдаде и Азербайджане держались крепко. По-видимому, Иосиф хотел расположить к себе халифа Испании, чтобы попытаться создать антивизантийский блок на Средиземном море, где как раз в это время греки при поддержке русов отвоевывали Крит, базу арабо-испанских пиратов. В 960 году Никифор Фока одержал победу. Надежды царя Иосифа на помощь западных мусульман разбились вдребезги. Тем не менее, Византия не могла активно помочь обновленной Руси. Силы греков были скованы наступлением на Киликию и Сирию. В решающие 965-966 годы Никифор Фока взял Мапсуестию, Тарс, завоевал Кипр и дошел до стен великого града Божьего Антиохии. Эти победы стоили дорого. В Константинополе в 965-969 годах царил голод, так как цена хлеба поднялась в 8 раз. Популярность правительства падала. Однако дружба с Византией обеспечила Руси союз с печенегами, важный при войне с Хазарией. Печенеги, придя на западную окраину степи, оказались в очень сложном положении между греками, болгарами и русскими. Чтобы не быть раздавленными, печенеги заключили союзные договоры с русскими и греками, обеспечивали безопасность торговли между Киевом и Херсонесом, снабжали русов саблями взамен тяжелых мечей. Этот союз продолжался до 968 года.
то есть до очередного русско-византийского конфликта. Но в решающий момент войны с Хазарией печенеги были на стороне киевского князя. Сторонниками хазарского царя в это время были ясы, осетины, и косоги, черкесы, занимавшие в X веке степи Северного Кавказа. Однако преданность их иудейскому правительству была сомнительна, а усердие приближалось к нулю. Во время войны они вели себя очень вяло. Примерно так же держали себя вятичи, данники хазар. А болгары вообще отказали хазарам в помощи и дружили с гузами, врагами хазарского царя. Последний мог надеяться только на помощь среднеазиатских мусульман. Искренность и выгода. Казалось бы, естественно, что на Востоке союзником иудейской Хазарии было таджикское государство саманидов, известное благодаря активной внешней торговле и блестящей культуре. Однако положение в этой державе было сложным. За 150 лет господства аббасидов в Средней Азии и Иране потомки арабов, персов, сагдийцев и части парфян сумели приспособиться к новым условиям и к X веку слились в монолитный таджикский этнос. Именно таджиков возглавила местная династия саманидов, и созданная ими культура блистала, как алмаз, по сравнению с которой все прочие оправа. Здесь в кратком очерке нет возможности описать эту богатую эпоху, но кристаллы появляются при остывании магмы. За одно только столетие доблесть Дехкан, вознесших трон Исмаила Самани, растаяла в очаровании садов, веселом шуме базаров и благолепии суннитских мечетей. Потомки воинов стали веселыми и образованными обывателями. Вскоре саманиды, чтобы сохранить свою державу, стали покупать тюркских рабов, гулямов, и составлять из них войско. Те, оставаясь де-юре рабами, могли делать карьеру, порой головокружительную, вплоть до наместников провинций, поскольку фактически гулямы были куда сильнее свободных дехкан и купцов. Ведь в их руках были сабли, и все они были профессиональными вояками. Таким любое ополчение не страшно. И за границей были тюрки, ставшие мусульманами. В 960 году приняли ислам карлуки, вслед за ними воинственные чигили и храбрые ягма. Это снискало им симпатии могущественной суннитской церкви, опасавшейся вольномыслия саманидов. Шииты казались мусульманскому духовенству большими врагами, чем иноплеменники. К 999 году саманиды были преданы буквально всеми: тюркскими наемниками, духовенством, горожанами Бухары, но и до этого помочь хазарским евреям они не могли. В ином положении был одинокий оазис Хорезм, неподалеку от Аральского моря. Хорезм подобен зеленому острову среди желтой пустыни, и древнее население его, Харасми или Хвалиссы, избежало арабского погрома, преобразившего города Сагдианы. Хорезм-шах покорился арабам еще в 712 году, согласился на уплату дани и обязался оказывать военную помощь. Этим он спас свой народ, состарившийся и уставший. Харасмии — близкие родственники парфян, следовательно, начальная дата их этногенеза — IV-III века до нашей эры. Но ему еще предшествовал инкубационный период, длительность коего определить пока трудно. Значит, к X веку нашей эры Харасмии прошли все фазы этногенеза и находились в гомеостазе, что позволило им без сопротивления принять в свою среду пассионарных тюрок, стремившихся с ними ужиться. А это сделало возможной полную ассимиляцию на мирной основе. В X веке в Хорезмском оазисе было два государства. Старожилами в Кяте правил Хорезм-шах, осевшими в Ургенче тюрками эмир. Они объединились в 996 году, и тогда Хорезм стал тюркоязычным, оседлым, самостоятельным этническим образованием. Необходимую для этого традицию сберегли потомки харасмиев, а пассионарность привнесли тюрки, главным образом туркмены. За X век, благодаря исключительно благоприятным условиям, симбиоз превратился в системную целостность, этнос в мусульманском суперэтносе. Можно задуматься над тем, откуда взялась пассионарность у приоральских кочевников. Эти потомки сарматов должны были растратить ее одновременно с харасмиями, сагдийцами и парфянами. Да, так, но в VI-VII веках, в эпоху западно-тюркютского каганата, с берегов Архона шел генетический дрейф, разносящий признак на окраины ареала популяции. Попросту говоря, степные богатыри
во время походов на запад награждали местных красавиц своей благосклонностью, а появлявшиеся потомки наследовали пассионарность отцов. Современники характеризовали харизмийцев так: они храбро воюют с гузами и недоступны для них. Истахри. Они люди гостеприимные, любители поесть, храбрые и крепкие в бою. Магдиси. Люди его, города Кята, борцы за веру и воинственны. Население его, Ургенча, славится воинственностью и искусством метать стрелы. Худут Алалям. Каждой осенью с наступлением холодов царь Хорезма выступал в поход против гузов, Беруни. А так как гузы в X веке стали врагами Хазарского царства, то у царя Иосифа были все основания надеяться на помощь Хорезма. Ведь экономическое благополучие Ургенча и Кята в первой половине X века было основано на торговле с Хазарией, шедшей через Устюрт и Мангышлак в обход кочевий гузов. Будь царь Иосиф или другой еврей владыкой Ургенча, он поддержал бы хазарскую иудейскую общину, потому что это было выгодно. Не только ему, но и его стране. Но в Ургенче правил тюрк, который ради веры пошел на менее выгодный союз с освободившимся от Хазарии булгаром. Гузы, воюя с хорезмийцами, купцов через свои земли пропускали, взимая пошлину. Эта торговля была менее выгодна Хорезму, зато совесть тюрка была чиста. Понятие «выгода» у разных этносов и в разные эпохи различно. Для эмира Ургенча деньги значили много, но не все. Он не мог на них купить расположение мул и улемов, энтузиазм своих конных стрелков, симпатии соседних кочевников и даже любовь своих жен. В Азии не все продается, а многое дается даром ради искренней симпатии, которую эмир должен приобрести, если не хочет сменить трон на могилу. Поскольку общественное мнение хорезмийцев X века формировалось в постоянной войне за ислам, то и правитель их должен был поступать в согласии с установленным стереотипом поведения. Он так и делал. Магдиси сообщает: городами Хазарии иногда завладевает владетель Джурджании. И в другом месте: слышал я, что Ал-Мамун нашествовал на них, Хазар, из Джурджании, победил их и обратил к исламу. Затем слышал я, что племя из Рума, которое зовется Рус, нашествовало на них и овладело их страною. И Ибн Мисковейх, и Ибн Аласир сообщают о нападении в 965 году на Кагана Хазарии какого-то тюркского народа. Хорезм дал помощь при условии обращения Хазар в ислам, а потом обратился и сам Каган там же. Сопоставим эти сведения с тем, что мы уже знаем. В 943 году хазарские иудеи и хорезмийцы, по свидетельству Масуди, были в союзе. В 965 году хазарская держава пала. Следовательно, колебания политики Хорезма имели место в промежутке между этими датами. Логично думать, что шансы царя Иосифа упали после поездки Ольги в Константинополь в 957 году. Значит, в эти годы, 957-964, хорезмийцы под предлогом защиты хазар от гузов и русов обратили языческое население дельты Волги в ислам. Те пошли на это охотно, потому что не видели от своих правителей ничего доброго. Таким образом, Святославу была открыта дорога на Итиль, а подготовка к войне закончена. Пятый акт трагедии. 964 год застал Святослава на Оке в земле Вятичей. Война русов с хазарскими иудеями уже была в полном разгаре, но вести наступление через Донские степи, контролируемые хазарской конницей, киевский князь не решился. Сила русов X века была в ладьях, а Волга широка. Без излишних столкновений с вятичами русы срубили и наладили ладьи, а весной 965 года спустились по Оке и Волге к Итилю, в тыл хазарским регулярным войскам, ожидавшим врага между Доном и Днепром. Поход был продуман безукоризненно. Русы, выбирая удобный момент, выходили на берег, пополняли запасы пищи, не брезгуя грабежами, возвращались на свои ладьи и плыли по Волге, не опасаясь внезапного нападения болгар, буртасов и хазар. Как было дальше, можно только догадываться. При впадении реки Сарысу Волга образует два протока: западный, собственно, Волга, и восточный, Ахтуба. Между ними лежит зеленый остров, на котором стоял Итиль, сердце иудейской Хазарии.
Правый берег Волги — суглинистая равнина, возможно, туда подошли печенеги. Левый берег Ахтуба — песчаные барханы, где хозяевами были гузы. Если часть русских ладей спустилась по Волге и Ахтубе ниже Итиля, то столица Хазарии превратилась в ловушку для обороняющихся без надежды на спасение. Продвижение русов вниз по Волге шло самосплавом, и поэтому настолько медленно, что местные жители, хазары, имели время убежать в непроходимые заросли дельты, где русы не смогли бы их найти, даже если бы вздумали искать. Но потомки иудеев и тюрков проявили древнюю храбрость. Сопротивление русам возглавил не царь Иосиф, а безымянный Каган. Летописец лаконичен: «И бывши брани, Адол Святослав козаром и град их взя». Вряд ли кто из побежденных остался в живых, а куда убежали еврейский царь и его приближенные соплеменники, неизвестно. Эта победа решила судьбу войны и судьбу Хазарии. Центр сложной системы исчез, и система распалась. Многочисленные хазары не стали подставлять головы под русские мечи, это им было совсем не нужно. Они знали, что русам нечего делать в дельте Волги, а то, что русы избавили их от гнетущей власти, им было только приятно. Поэтому дальнейший поход Святослава по наезженной дороге ежегодных перекочевок тюрко-хазарского хана через черные земли к Среднему Тереку, то есть к Семендеру, затем через кубанские степи к Дону и после взятия Саркела в Киев прошел беспрепятственно. Русские ратники, изголодавшиеся за долгий переход по полупустыне, разграбили роскошные сады и виноградники вокруг Семендера, но обитатели этих незащищенных поселений могли легко укрыться в густом лесу на берегу Терека. Жители Саркела, вероятно, разбежались заблаговременно, ибо сражаться стало не за что и не для чего. Гибель иудейской общины Итиля дала свободу хазарам и всем окрестным народам. Зигзаг сгладился, и история потекла по нормальному руслу. Хазарские евреи, уцелевшие в 965 году, рассеялись по окраинам своей бывшей державы. Некоторые из них осели в Дагестане, горские евреи, другие в Крыму, караимы. Потеряв связь с ведущей общиной, эти маленькие этносы превратились в реликты, уживавшиеся с многочисленными соседями. Распад иудео-хазарской химеры принес им, как и хазарам, покой. Поклонники плененного света. Хазарская трагедия описана нами, но не объяснена. Неясными остаются причины того, почему многочисленная еврейская община, лишенная искренних друзей, ненавидимая соседями, не поддержанная подданными, 150 лет господствовала над международной торговлей и возглавляла добрую половину разрозненных иудейских общин. Без искренних попутчиков и союзников такое дело неосуществимо. Значит, у иудейской Хазарии такие союзники были. «Враги наших врагов — наши друзья», — гласит старинная пословица. Даже если они нас не любят и ничего от нас не получают, они, борясь со своими, а тем самым нашими врагами, помогают нам. В IX-XI веках непримиримыми по отношению к христианству, исламу и хинаяническому буддизму были сторонники учения пророка и философа Мани, казненного в Иране в 276 году. Учение его распространилось на восток до Желтого моря, а на запад до Бискайского залива, но нигде не могло укрепиться из-за своей непримиримости. К IX веку манихейская община как таковая исчезла, но она дала начало множеству учений и толкований, породивших несколько сильных движений, резко враждебных христианству и исламу. Повсюду, где только не появлялись манихейские проповедники, они находили искренних сторонников, и всюду текла кровь в таких масштабах, которые шокировали даже привыкших ко многому людей раннего Средневековья. А, собственно говоря, почему надо было из-за поэтических взглядов на мир жертвовать собой и убивать других, но ведь убивали же? Манихейские проповедники в Южной Франции и даже в Италии так наэлектризовывали массы, что подчас даже папа боялся покинуть укрепленный замок, чтобы на городских улицах не подвергнуться оскорблениям возбужденной толпы, среди которой были и рыцари, тем более что затронутые пропагандой феодалы отказывались их усмирять. Во второй половине XI века манихейское учение охватило Ломбардию, где пороки высшего духовенства вызывали законное возмущение мирян. В 1062 году священник Ариальд выступил в Милане против брака священников, но встретил сопротивление архиепископа Гвидо и был убит.
Борьба продолжалась, причем архиепископа и его наследника поддерживал император Генрих IV, тайный сатанист, а реформаторов, папы Александр II и Григорий VII, видимо, и папа, и император, не интересовались сущностью проблемы, а просто искали сторонников. За соперничество вождей заплатили жители Милана, который сгорел во время уличного боя в 1075 году. В XII веке манихеи, названные в Италии патаренами, распространились по всем городам вплоть до Рима, причем наименее склонными к ереси оказались крестьяне, а наиболее активными еретиками – дворяне и священники, то есть самая пассионарная часть населения. В Лангедоке, находившемся под призрачным покровительством королей Германии, центром манихейства стал город Альби, из-за чего французских манихеев стали называть альбигойцами, наряду с их греческим наименованием катары, что значит чистые. Их община делилась на совершенных, верных и мирян. Совершенные жили в безбрачии и посте, обучая верных и напутствуя умирающих, которые наотрез смерти принимали посвящение в совершенные, чтобы спастись от уз материального мира. Миряне, сочувствующие катарам, переводили на народные языки книги Ветхого Завета как героические сказания, чем понемногу изменяли идеалы рыцарства, а тем самым и стереотип поведения своих читателей. Остальное довершила антипатия провансальцев к французам, как к чуждому и агрессивному этносу. К 1176 году большая часть дворянства и духовенства Лангедока стали катарами, а меньшая часть и крестьяне предпочитали молчать и не протестовать. Религиозные воззрения и разногласия сами по себе не повод для раздоров и истребительных войн, но часто являются индикатором глубоких причин, порождающих грандиозные исторические явления. Распространенное мнение, что пламенное религиозное средневековье породило католический фанатизм, от которого запылали костры Первой инквизиции, вполне ошибочно. К концу XI века духовное и светское общество Европы находилось в полном нравственном упадке. Многие священники были безграмотны. Прилаты получали назначение благодаря родственным связям. Богословская мысль была задавлена буквальными толкованиями Библии, соответствовавшими уровню невежественных теологов, а духовная жизнь была скована уставами клюнийских монахов, настойчиво подменявших вольномыслие добронравием. В ту эпоху все энергичные натуры делались или мистиками, или развратниками. А энергичных и пассионарных людей в то время было много больше, чем требовалось для повседневной жизни. Поэтому-то их и старались сплавить в Палестину, освобождать гроб Господень от мусульман с надеждой, что они не вернутся. Но ехали на восток не все. Многие искали разгадок бытия, не покидая родных городов, потому что восточная мудрость сама текла на запад. Она несла ответ на самый больной вопрос теологии. Бог, создавший мир, благ. Откуда же появились зло и сатана? Принятая в католичестве легенда о восстании обуянного гордыни ангела не удовлетворяла пытливые умы. Бог всеведущ и всемогущ. Значит, он должен был предусмотреть это восстание и подавить его. А раз он этого не сделал, то он повинен во всех последствиях и, следовательно, является источником зла. Для подавляющего большинства людей, входивших в христианские этносы Средневековья, сложные теологические проблемы были непонятны и не нужны. Однако потребность в органичном, непротиворечивом мировоззрении была почти у всех христиан, даже у тех, кто практически не верил в догматы религии и уж во всяком случае не думал о них. Характер и система мировоззрения имели практический смысл, отделение добра от зла и объяснение того, что есть зло. Для средневекового обывателя эта проблема решалась просто – противопоставлением Бога дьяволу, то есть путем элементарного дуализма. Но против этого выступили ученые-теологи-монисты, утверждавшие, что Бог вездесущ. Но коль скоро так, то Бог присутствует в дьяволе и, значит, несет моральную ответственность за все проделки сатаны. На это мыслящие люди возражали, что если Бог – источник зла и греха, пусть даже через посредство черта, то нет смысла почитать его. И они приводили тексты из Нового Завета, где Христос отказался вступить в компромисс с искушавшим его дьяволом. На это сторонники монизма возражали теорией, согласно которой сатана был создан чистым ангелом,
но возмутился и стал творить зло по самоволию и гордости. Но эта концепция несовместима с принципом всеведения Бога, который должен был предусмотреть нюансы поведения своего творения и всемогущества, ибо, имея возможность прекратить безобразие сатаны, он этого не делает. Поэтому теологи выдвинули новую концепцию. Дьявол нужен и выполняет положенную ему задачу. А это, по сути дела, означало компромисс Бога и сатаны, что для людей, безразличных к вере, было удобно, а для искренне верующих неприемлемо. Тогда возникли поиски нового решения, а значит и ереси. В 847 году ученый-монах Готшальк, развивая концепцию блаженного Августина, выступил с учением о предопределении одних людей к спасению в раю, а других к осуждению в аду, вне зависимости от их поступков, а по предвидению Божию, в силу его всеведения. Это мнение было вполне логично, но абсурдно, ибо тогда отпадала необходимость что-либо делать ради своего спасения, и наоборот, можно было творить любые преступления, ссылаясь на то, что и они предвидены Богом при сотворении мира. Проповедь Готшалька вызвала резкое возмущение. В 849 году по поводу ее возникла полемика, в которой принял участие Иоанн Скотт Эригена, заявивший, что зла в мире вообще нет, что зло — это отсутствие бытия, следовательно, проблема добра и зла вообще устранялась из теологии, а тем самым упразднялась не только теоретическая, но и практическая мораль. Мнение Эригена было осуждено на поместном соборе в Валенсе в 855 году. Собор высказался в пользу учения Готшалька и с презрением отверг шотландскую кашу, то есть учение Эригена, которые квалифицировали как тезисы дьявола, а не истинной веры. Но ведь в обоих вариантах зло как метафизическое, сатана, так и практическое преступление реабилитировалось. Готшальк считал источником зла божественное предвидение, а Эригена предлагал принимать очевидное зло за добро, так как Бог зла не творит. Итак, теоретически проблема добра и зла зашла в тупик, а практически римская церковь вернулась к учению Пелагия о спасении путем совершения добрых дел. Такое решение было отнюдь не сознательным отходом от взглядов блаженного Августина, а скорее инстинктивным, воспринимаемым интуитивно и дававшим практические результаты, естественную мораль. Но если пелагианство удовлетворяло запросам массы, то не снимало вопроса о природе и происхождении зла и сатаны, упомянутого в Новом Завете неоднократно. Неопределенность тревожила пытливые умы молодых людей всех наций и сословий. Не то чтобы они искали в философии и теологии способ обогащения или социального переустройства, нет. Им требовалось непротиворечивое мировоззрение, которое объединило бы их жизненный опыт с традицией и уровнем знаний того времени. В самом деле, годилось ли для людей IX века, одаренных пылким воображением при привычке к конкретному мировосприятию, описание Бога как непостижимости, которая не знает, что она есть? По отношению к предметам мира Бог обозначается как небытие или как монада, не имеющая в себе ни различия, ни противоположения, в отношении к бытию идеальному, как причина всех вещей, обретающих форму, по отношению к своей непостижимости, как божественный мрак. А как могли монахи обители Мальмсбери, где Эригена был настоятелем, молиться мраку, который их и услышать-то не может? Они не могли не усмотреть в учении своего игумена кощунства, и в 890 году, по вполне недостоверной, но весьма показательной версии, убили его собственной чернильницей. Но и после этого больные вопросы не были сняты. Разочаровавшись в возможностях схоластики, которая в X веке переживала очередной упадок, средневековые богоискатели искали решение проблемы вне школ и получали ответы от приходивших с Востока, с Балканского полуострова, манихеев, или, как их называли, катаров, чистые. Зло вечно. Это материя, оживленная духом, но обволокшая его собой. Зло мира — это мучение духа в тенетах материи. Следовательно, все материальное — источник зла. А раз так, то зло — это любые вещи, в том числе храмы и иконы, кресты и тела людей, и все это подлежит уничтожению. Самым простым выходом для манихеев было бы самоубийство,
Но они ввели в свою доктрину учение о переселении душ. Это значит, что смерть ввергает самоубийцу в новое рождение со всеми вытекающими отсюда неприятностями. Поэтому ради спасения души предлагалось другое — изнурение плоти, либо аскезой, либо неистовым развратом, после чего ослабевшая материя должна выпустить душу из своих когтей. Только эта цель признавалась манихеями достойной, а что касается земных дел, то мораль, естественно, упразднялась. Ведь если материя зло, то любое истребление ее — благо, будь то убийство, ложь, предательство — все не имеет никакого значения. По отношению к предметам материального мира было все позволено. В учении о предопределении, то есть об ответственности за свои грехи, наиболее актуальном для того времени, катары совмещали августинизм Готшалька и космологию Оригены. Они отрицали свободу воли у человека и делили людей на сотворенных добрым и злым богами. Первые могут сделать зло лишь против воли, и, следовательно, грех не вменяется им в вину, а может только отсрочить их возвращение домой. При этом они постулировали присуществование душ и метампсихозис. Этим возвращением они смыкаются с космологией Оригены, с той лишь разницей, что последний отрицал злое начало. Зато он называл Бога божественный мрак, так что неясно, кому он поклонялся, Богу или сатане. С точки зрения его учеников-монахов логичнее было второе решение, так как божественный мрак, несотворенное и творящее, принимал в себя обратно не свою эманацию, то есть идеи, сотворенные и творящие, и невидимые вещи, наполняющие мир, сотворенные и нетворящие, а неупокоенные души мертвецов, несотворенные и нетворящие, то есть попросту нежить, вампиров, которых люди боятся и которые имеют псевдосуществование при злой для людей активности. Переводя эту дилемму на язык современных понятий, можно сказать, что в возникшей системе представлений роль дьявола играл вакуум, который, как известно, при столкновении с материей весьма активен, хотя без нее лишен существования. Но поскольку живое воображение людей того времени требовало персонификации и доброго, и злого начала, то катары объединили злого бога с богом Ветхого Завета Яхве, переменчивым, жестоким и лживым, создавшим материальный мир для издевательства над людьми. Но тут средневековый христианин сразу задавал вопрос: а как же Христос, который был и человеком? На это были приготовлены два ответа: явный для новообращенных и тайный для посвященных. Явно объяснялось, что Христос имел небесное, эфирное тело, когда вселился в Марию. Он вышел из нее столь же чуждым материи, каким был прежде. Он не имел надобности ни в чем земном, и если он, видимо, ел и пил, то делал это для людей, чтобы не заподозрить себя перед сатаной, который искал случая погубить Избавителя. Однако для верных, так назывались члены общины, предлагалось другое объяснение. Христос — творение демона. Он пришел в мир, чтобы обмануть людей и помешать их спасению. Настоящий же не приходил, а жил в особом мире, в небесном Иерусалиме. Довольно деталей нет, и не может быть сомнений в том, что манихейство в Провансе и Ломбардии не ересь, а просто антихристианство, и что оно дальше от христианства, нежели ислам и даже теистический буддизм. Однако, если перейти от теологии к истории культуры, то вывод будет иным. Бог и дьявол в манихейской концепции сохранились, но поменялись местами. И именно поэтому новое исповедание имело в XII веке такой грандиозный успех. Экзотической была сама концепция, а детали ее привычны. И замена плюса на минус для восприятия богоискателей оказалась легка. Следовательно, в смене знака мог найти выражение любой протест, любое неприятие действительности, в самом деле весьма непривлекательный. Кроме того, манихейское учение распадалось на множество направлений, мироощущений, мировоззрений и степеней концентрации, чему способствовали в разной мере пассионарность новообращенных, позволявшая им не бояться костра, и оправдание лжи, с помощью которой они не только иногда спасали себя, но наносили своим противникам неотразимые губительные удары. Ради успеха пропаганды своего учения катары часто меняли одежду, проникая в города и села то как пилигримы, то как купцы, но чаще всего как ремесленники-ткачи, потому что ткачу было легко попасть на работу,
и завязать нужные связи, самому оставаясь незамеченным. Отсюда видно, что здесь не классовое антифеодальное движение масс, а маскировка членов организации, объединенной властью манихейского папы, жившего, как говорили, в Болгарии. Но почему же манихейские ученые не смогли вытеснить христианство, особенно когда папы воевали с императорами, а схоласты тратили силы на бесплодные споры друг с другом? Пожалуй, потому что манихейству противостояло неосознанное мировоззрение, которое мы попробуем сформулировать здесь. Бог сотворил землю, но дьявол — князь мира сего. На земле дьявол сильнее Бога, но именно поэтому благородный рыцарь и монах-подвижник должны встать на защиту слабого и бороться с сильным врагом до последней капли крови. Ведь не в силе Бог, а в правде, и творение его, земля, прекрасно, а зло приходит извне, от врат ада, и самое простое и достойное — загнать его обратно. Эта концепция была непротиворечива, проста для восприятия и соответствовала, если не нравам того времени, то его идеалам. А поскольку идеал — это далекий прогноз, воспринимаемый интуитивно, то он и оправдался. Хотя трагедия, сопутствовавшая его осуществлению, постигла Европу и Азию лишь в XIII веке, то есть за хронологическими рамками нашего сюжета. Поэтому обратимся пока к Византии, которая пострадала от аналогичных учений не менее Франции. Наследники тайного знания. Как было уже кратко сказано, византийский суперэтнос вылупился из яйца христианской общины, социальным обрамлением которой была церковная организация. Но был в этом яйце и второй зародыш, так называемый гностицизм. Гностиками становились мечтатели, богоискатели, почти фантасты, стремившиеся, подобно античным философам, придумать связанную и непротиворечивую концепцию мироздания, включая в него добро и зло. Гностицизм — это не познание мира, а поэзия понятий, в которой главное место занимало неприятие действительности. Среди множества гностических школ и направлений общим было учение о демиурге, то есть ремесленнике, сотворившем мир, чтобы забавляться муками людей. Этим демиургом они считали еврейского ветхозаветного Яхве, которого они противопоставляли истинному Богу, творившему душу, но не материю. Вместе с тем они все признавали Христа, но считали его человеческий облик призрачным, то есть нематериальным. Наиболее распространено было учение афитов, то есть поклонников змея, научившего мудрости Адама и Еву. По этой логико-этической системе в основе мира находится божественный свет и его премудрость, а злой и бездарный демон Ялдаваоф, которого евреи называют Яхве, создал Адама и Еву. Но он хотел, чтобы они остались невежественными, не понимающими разницу между добром и злом. Лишь благодаря помощи великодушного змея, посланца божественной премудрости, люди сбросили иго незнания сущности божественного начала. Ялдаваоф мстит им за освобождение и борется со змеем, символом знания и свободы. Он посылает потоп. Под этим символом понимаются низменные эмоции. Но премудрость, оросив светом Ноя и его род, спасает их. После этого Ялдаваофу удается подчинить себе группу людей, заключив договор с Авраамом и дав его потомкам закон через Моисея. Себя он называет Богом единым, но он лжет. На самом деле он просто второстепенный огненный демон, через которого говорили некоторые еврейские пророки. Другие же говорили от лица других демонов, не столь злых. Христа Ялдаваоф хотел погубить, но смог устроить только казнь человека и Иисуса, который затем воскрес и соединился с Божественным Христом. С более изящными и крайне усложненными системами выступили во II веке антиохиец Сатарнил, александриец Василит и его соотечественник, переехавший в Рим, Валентин. Большинство гностиков не стремились распространять свое учение, ибо они считали его слишком сложным для восприятия невежественных людей, поэтому их концепции гасли вместе с ними. Но в середине II века христианский мыслитель Маркион, опираясь на речь апостола Павла в Афинах о неведомом Боге, развил гностическую концепцию до той степени, что она стала доступной широким массам христиан. И это учение не исчезло. Через сотни передач оно сохранилось на родине Маркиона в Малой Азии
и в IX веке преображенное, но еще узнаваемое, стало исповеданием павликиан от имени апостола Павла, выступивших на борьбу с византийским православием. Причем они даже заключили политический союз с мусульманами. Если говорить о религиозной доктрине павликиан, то бросается в глаза их различие с манихеями, сходство с древними гностиками и крайне отрицательное отношение к маздакизму и иудаизму. Но теологические тонкости, которые волновали умы богословов, были чужды и непонятны массам, задачей которых была война против Византии. Для противопоставления себя православию было достаточно общепонятного признания материи не творением Божиим, а извечным злым началом. Этот тезис роднит павликиан с манихеями и катарами. Однако происхождение доктрины от утраченного трактата Маркиона наложило на их идеологию неизгладимый отпечаток. Сочинение Маркиона о несоответствии Ветхого и Нового Заветов не сохранилось, потому что оно во II веке не было ни принято, ни опровергнуто. Оно подверглось осторожному замалчиванию, а потом забвению. Этот способ научной полемики во все века действует безотказно. Но противники Маркиона не могли предвидеть, что к концу XIX века удастся восстановить содержание его концепции путем применения неизвестной им методики широкого сопоставления фрагментов с общим направлением мысли, достаточно оригинальной, чтобы выделить ее из числа прочих. Эту работу проделал Дёлингер и получил результат, если не идентичный тексту Маркиона, то достаточно к нему близкий. Различие между Богом Ветхого Завета и Богом Евангелия формулировалось катарами, павликианами и христианскими гностиками так. Первый запрещает людям вкушать от древа жизни, а второй обещает дать побеждающему вкусить сокровенную манну. Первый увещевает к смешению полов и к размножению до пределов айкумены, а второй запрещает даже одно греховное взирание на женщину. Первый обещает в награду землю, второй — небо. Первый предписывает обрезание и убийство побежденных, а второй запрещает то и другое. Первый проклинает землю, а второй ее благословляет. Первый раскаивается в том, что создал человека, а второй не меняет своих симпатий. Первый предписывает месть, второй — прощение кающегося. Первый требует жертв животных, второй от них отвращается. Первый обещает иудеям господство над всем миром, а второй запрещает господство над другими. Первый позволяет евреям ростовщичество, то есть капитализм, а второй запрещает присваивать незаработанные деньги. Военная добыча в то время рассматривалась как оплата доблести и риска. В Ветхом Завете облако темное и огненный смерч, в Новом — неприступный свет. Ветхий Завет запрещает касаться ковчега Завета и даже приближаться к нему, то есть принципы религии тайна для массы верующих. В Новом Завете призыв к себе всех. В Ветхом Завете проклятие висящему на дереве, то есть казнимому. В Новом — крестная смерть Христа и воскресение. В Ветхом Завете невыносимое иго закона, а в Новом — благое и легкое бремя Христово. Павликиан, как и манихеев, нельзя считать христианами, несмотря на то, что они не отвергали Евангелие. Павликиане называли крест символом проклятия, ибо на нем был распят Христос, не принимали икон и обрядов, не признавали таинства крещения и причащения, и все активно боролись против церкви и власти, прихожан и подданных, сделав промыслом продажу плененных юношей и девушек арабам. Вместе с тем в числе павликиан встречалось множество попов и монахов-растриг, а также профессиональных военных, руководивших их сплоченными дисциплинированными отрядами. Удержать этих сектантов от зверств не могли даже их духовные руководители. Жизнь брала свое, даже если лозунгом борьбы было отрицание жизни. И не стоит в этих убийствах винить Маркиона, который в богословии был филологом, показавшим принципиальное различие между Ветхим и Новым Заветом. Взгляд Маркиона на космос разъяснил его ученик Апеллес. Единое начало, нерожденный Бог, сотворило двух главных ангелов. Один, знаменитый и славный, сотворил мир, другой, огненный, враждебен Богу и миру. Следовательно, мир, как творение доброго ангела, благостен, но подвержен ударам злого огненного, отождествленного с Яхве Ветхого Завета.
Различие древнего маркианизма с учениями от него отпочковавшимися очевидно. В идеологическую основу антисистемы византийского суперэтноса могла быть положена и другая концепция, как мы сейчас и покажем. Павликианство было разгромлено военной силой в 872 году, после чего пленных павликиан не казнили, а поместили на границе с Болгарией для несения пограничной службы. Так смешанная манихейско-маркианистская доктрина проникла к балканским славянам и породила богумильство, вариант дуализма, весьма отличающийся от манихейского прототипа, укрепившегося в те же годы в Македонии, община в Драговичах. Вместо известного противостояния света и мрака богумилы учили, что глава созданных Богом ангелов, Сатаниил, из гордости восстал и был низвергнут в воды, ибо суши еще не было. Сатаниил создал сушу и людей, но не мог их одушевить, для чего обратился к Богу, обещая стать послушным. Бог вдунул в людей душу, и тогда Сатаниил его надул и сделал Каина. Бог в ответ на это отрыгнул Иисуса, бесплотного духа, для руководства ангелами, тоже бесплотными. Иисус вошел в одно ухо Марии, вышел через другое и обрел образ человека, оставаясь призрачным. Ангелы скрутили Сатаниила, отняли у него суффикс «ил», единый, в котором таилась его сила, разумеется, мистическая, и загнали его в ад. Теперь он не Сатаниил, а сатана, а Иисус вернулся в чрево Отца, покинув материальный, созданный Сатаниилом мир. Вывод из концепции был неожидан, но прост. Бей византийцев. Теперь можно остановиться, чтобы сделать первое обобщение, предваряющее вывод. Катары, патарены, богумилы, павликиане, маздакиты, строгие, манихеи и их разновидности, несмотря на догматические различия и различный генезис философем, обладали одной общей чертой – антиматериализмом, выражавшимся в ненависти к материальному миру или, как сказали бы в наше время, к окружающей среде. Представители полярной им идеологии рассматривали окружающую среду с присущим ей стихийными процессами как творение Божие, то есть как благо. Они были стихийными материалистами, независимо от присутствия в мировоззрении принципа монотеизма. Таким образом, приняв нейтральную систему отсчета, мы можем ввести в исследование деление на два разряда мироощущений, отнюдь не философских или теологических доктрин, жизнеутверждающие, то есть сопричастные биосфере планеты, и жизнеотрицающие, ставящие целью и идеалом аннигиляцию материального мира. Соотношение между этими мировоззрениями отнюдь не зеркальное, вследствие чего присвоить социальным образованиям негативного типа название антисистем можно только условно. Решающей здесь является асимметрия, ибо негативное образование существует только за счет позитивных этнических систем, которые они разъедают изнутри, как раковые опухоли, организм, вмещающий их. Может возникнуть сомнение в том, что описанное явление было в средние века универсально, а не характерно только для христианской культуры. В этом случае можно было бы обойтись без поисков естественного объяснения феномена. Поэтому продолжим описание и рассмотрим, как обстояло дело на Ближнем Востоке, в мире иных культурных традиций и иных этнических соотношений, то есть в арабском халифате при династии аббасидов. Поборники антимира. Мусульманское право, шариат, позволяло христианам и евреям за дополнительный налог, хардж, спокойно исповедовать свои религии. Идолопоклонники подлежали обращению в ислам, что тоже было сносно, но зиндикам, представителям нигилистических учений, грозила мучительная смерть. Против них была учреждена целая инквизиция, глава которой носил титул палача зиндиков. Зиндик от персидского слова «зент» — смысл, что было эквивалентом греческого «гнозис» — знание. Следовательно, зиндики — это гностики, но в арабскую эпоху это название приобрело новый оттенок — колдуны. Естественно, что при таких условиях свободная мысль была погребена в подполье и вышла из него преображенной до неузнаваемости во второй половине IX века. И даже основатель новой концепции известен. Звали его Абдулла ибн Маймун, родом из Мидии, по профессии глазной врач. Умер в 874-875 годах. Догматику и принцип нового учения можно лишь описать,
но не сформулировать, так как основным его принципом была ложь. Сторонники новой доктрины даже называли себя в разных местах по-разному: исмаилиты, карматы, батиниты, равендиты, бурканты, джанибиты, саидиты, мухаммири, мубанзы и талими. Цель же их была одна: во что бы то ни стало разрушить ислам. Можно было бы усомниться в этой характеристике, исходящей из уст противника, если бы фактический ход исторических событий не подтверждал ее. Видимая сторона учения была проста: безобразие этого мира исправит Махди, то есть спаситель человечества и восстановитель справедливости. Эта проповедь почти всегда находит отклик в массах народа, особенно в тяжелые времена, а IX век был очень жестоким. Мятежи и отпадение эмиров, восстание племен на окраинах и рабов зинджей в сердце страны, бесчинство наемных войск и произвол администрации, поражение в войнах с Византией и растущий фанатизм мулл — все это ложилось на плечи крестьян и городской бедноты, в том числе и образованных, но нищих, персов и сирийцев. Горючего скопилось много, надо было уметь поднести к нему факел. Свободная пропаганда любых идей была в халифате неосуществима. Поэтому эмиссары доктрины, даи, глашатые, выдавали себя за набожных шиитов. Они толковали тексты Корана, попутно вызывая в собеседниках сомнения и намекая, что им что-то известно. Но вот где истинный закон забыт, отчего все бедствия и проистекают. А вот если его восстановить, то... Но тут он, как бы спохватившись, замолкал, чем, конечно, разжигал любопытство. Собеседник, крайне заинтересованный, просит продолжать, но проповедник, опять-таки ссылаясь на Коран, берет с него клятву соблюдения молчания, а затем, как испытание доброй воли прозелита, сумму денег на общее дело, сообразно средствам обращаемого. Затем идет обучение новообращенного учению об истинных имамах, потомках Али и 7 пророках, равных Мухаммеду. Усвоив это, прозелит перестает быть мусульманином, так как утверждение, что последним и наивысшим пророком является Махди, противоречит коренному догмату ислама. Затем идут 4 степени познания для массы и еще 5 для избранных. Коран, обрядность, философия ислама — все принимается, но в аллегорическом смысле, позволяющем перетолковывать их как угодно. Наконец, посвященному объясняется, что и пришествие Махди — только аллегория познания и распространения истины. Все же пророки всех религий были люди заблуждавшиеся, и их законы для посвященного не обязательны. Бога на небе нет, а есть только второй мир, где все обратно нашему миру. Свят лишь имам, как вместилище духа. Истинный владыка исмаилитов. Ему надо подчиниться и платить золотом, которое можно легко добыть у иноверцев путем грабежа и торговли захваченными в плен соседями, не вступившими в тайную общину. Все мусульмане — враги, против которых дозволены ложь, предательство, убийство, насилие, и вступившему на путь, даже в первую степень, возврата нет, кроме как в смерть. Община, исповедавшая и проповедовавшая это страшное учение, бывшая бесспорно мистическим и вместе с тем антирелигиозным, очень быстро завоевала твердые позиции в самых разных областях распадавшегося халифата. Наибольший успех имела карматская община Бахрейна, разорившая в 929 году Мекку. Карматы перебили паломников и похитили черный камень Каабы, который вернули лишь в 961 году. Губительными набегами карматы обескровили Сирию и Ирак. Им удалось даже овладеть Мультаном в Индии, где они варварски перебили население и разрушили дивное произведение искусства храм Адитьи. Не меньшее значение имело обращение в исмаилизм части берберов Атласа. Эти воинственные племена использовали проповедь псевдоислама для того, чтобы расправиться с завоевателями-арабами. Вождь восставших Убейдулла в 907 году короновался халифом, основав династию фатимидов, потомков сестры пророка Али. Это ему удалось, потому что официально он объявлял себя шиитом, используя тайное право на дезинформацию, даваемое высокой степенью посвящения. В 969 году его потомки овладели Египтом и ворвались в Сирию, но жестокость берберов вызвала возмущение среди местного населения, а попытки халифа Фатимида подчинить себе Карматскую республику Бахрейна вызвала сопротивление вольнолюбивых арабов. Жестокая война, возникшая между
арабами и берберами так ослабил обе стороны, что напор карматов и исмаилитов на суннитов ослабел. Однако фатимиды держались в Египте до 1171 года, опираясь уже не на берберов, которые отпали от халифа, а на наемные войска из негров и тюрков. Негры поддерживали исмаилитов, тюрки были сунниты, подобно большинству населения Египта. Резня этих войск так ослабила правительство, что в 1171 году был осуществлен суннитский переворот, упразднивший династию фатимидов. Власть в Египте, а потом и в Сирии перешла в руки знаменитого Салах ад-Дина ибн Аюба, основавшего династию аюбидов, распавшуюся на множество мелких владений. Исмаилиты пытались также утвердиться в Иране и Средней Азии, но натолкнулись на противодействие тюрков, сначала Махмуда Газневи, а потом сельджукских султанов. Несмотря на понесенные поражения, исмаилиты в конце XII века держались в Иране и Сирии. Честолюбивый Хасан Саббах, чиновник канцелярии сельджукского султана Мелик-Шаха, выгнанный за интриги, стал исмаилитским имамом. В 1090 году ему удалось овладеть горной крепостью Аламут в Дейлеме и еще многими замками в разных местах Ирана и Сирии, а в 1126 году сирийские исмаилиты приобрели крепость Баниас и 10 других в горах Ливана и Антиливана. Однако не крепости были главной опорой этих фанатиков. Большая часть подданных старца горы жила в городах и селах, выдавая себя за мусульман или христиан. Но по ночам они, послушные приказам своих даи, совершали тайные убийства или собирались в отряды, нападавшие даже на укрепленные замки. Мусульмане не считали их за единоверцев, и поэт XII века рассказывает, что во время приступа его замка мать увела свою дочь на балкон над пропастью, чтобы столкнуть девушку в бездну, лишь бы она не попала в плен к исмаилитам. Попытки уничтожить этот орден были неудачны, ибо каждого визира или эмира, неудобного для исмаилитов, подстерегал неотразимый кинжал явного убийцы, жертвовавшего жизнью по велению своего старца. А может быть, этого довольно? Провансальские катары, ломбардские патерены, болгарские бугумилы, малоазиатские павликиане, аравийские карматы, берберийские и иранские исмаилиты, имея множество этнографических и догматических различий, обладали одной общей чертой — неприятием действительности. Подобно тому, как тени разных людей не похожи друг на друга не по внутреннему наполнению, которого у теней вообще нет, а лишь по контурам, так различались эти исповедания. Сходство их было сильнее различий, несмотря на то, что основой его было отрицание. В отрицании была их сила, но также и слабость. Отрицание помогало им побеждать, но не давало победить. Эта их особенность так бросалась в глаза всем исследователям, что возник соблазн усмотреть в ней проявление классовой борьбы, которая в эпоху расцвета феодализма, безусловно, имела место. Однако это завлекательное упрощение при переходе на почву фактов наталкивается на непреодолимое затруднение. Классовая борьба против господствовавших феодалов не прекращалась ни на минуту, но она шла по двум линиям, не связанным друг с другом. Крепостные негодовали на произвол баронов, но их программа была сформулирована четко. Когда Адам пахал землю, а Ева прила, кто тогда был джентльменом? Вопрос резонный, но ведь он не имеет ничего общего с учением о том, что все материальное проявление мирового зла и как таковое должно быть уничтожено. Напротив, классовая природа крестьян толкала их на то, чтобы, добившись свободы и прав, возделывать земли, строить дома, воспитывать детей, накапливать состояние, а не бросать все это ради иллюзий, пусть даже вполне логичных. Вторая линия — это борьба городских общин, коммун, в союзе с королевской властью против герцогов и графов. Опять-таки, нарождавшаяся буржуазия стремилась к богатству, роскоши, власти, а не к аскетизму и нищете. На Западе города поддерживали то папу, то императора, на Востоке — суннитского халифа. В Византии они были оплотом православия, ибо благополучие горожан зависело от укрепления порядка в мире, а не от истребления мира ради потусторонних идеалов, чуждых и невнятных. И вряд ли проповедь спасительной бедности можно считать социальной программой. Ведь за бедность духовенства ратовали христианские монахи и мусульманские марабуты и суфии, роскошь епископов
Непотизм и симонию клеймили самвонов папы и соборы, но подозрений в ереси они на себя не навлекали. Иной раз бывало, что слишком неугомонных обличителей убивали из-за угла или казнили по вымышленным обвинениям, однако в те жестокие времена и без этого легко было угодить на плаху, особенно когда увлеченный идеей человек не замечал, что он стоит на пути венценосца. Казни совершались и без идеологических нареканий. Да и в самом деле, как может мистическое учение отражать классовые интересы? Ведь для этого оно должно сделаться общедоступным. Но тогда будет потерян руководящий принцип — тайное посвящение и слепое послушание. Ну а каково было поведение самих еретиков? Меньше всего они хотели мира. Феодалов они, конечно, убивали, но столь же беспощадно они расправлялись с крестьянами и горожанами, отнимая их достояние и продавая их жен и детей в рабство. Социальный состав манихейских и исмаилитских общин был крайне пестрым. В их числе были попы-растриги, нищие ремесленники и богатые купцы, крестьяне и бродяги, искатели приключений и, наконец, профессиональные воины, то есть феодалы, без которых длительная и удачная война была в те времена невозможна. В войске должны были быть люди, умеющие построить воинов в боевой порядок, укрепить замок, организовать осаду, а в X-XIII веках это умели только феодалы. Когда же исмаилитам удавалось одержать победу и захватить страну, например, Египет, то они отнюдь не меняли социального строя. Просто вожди исмаилитов становились на места суннитских эмиров, а также собирали подати с феллахов и пошлины с купцов. А превратившись в феодалов, они стали проводить религиозные преследования не хуже, чем сунниты. В 1210 году старцы горы в Аламуте жгли еретические, по их мнению, книги. Фатимидский халиф Хаким повелел христианам носить на одежде кресты, а евреям — бубенчики. Мусульманам было разрешено торговать на базаре только ночью, а собак, обнаруженных на улицах, было велено убивать. И даже карматы Бахрейна, учредившие республику, казалось бы, свободную от феодальных институтов, сочетали социальное равенство членов своей общины с государственным рабовладением. Как отметил Беляев, напряженная борьба, которую вели карматы против халифата и суннитского ислама, приняла с самого начала и форму сектантского движения. Поэтому карматы, будучи нетерпимыми фанатиками, направляли свое оружие не только против суннитского халифата и его правителей, но и против всех тех, кто не воспринимал их учения и не входил в их организацию. Нападения карматских вооруженных отрядов на мирных городских и сельских жителей сопровождались убийствами, грабежами и насилиями. Уцелевших карматы брали в плен, обращали в рабство и продавали на своих оживленных рынках наравне с другой добычей. Теоретическим основанием такой политики было внутреннее, батин, учение. Божественная субстанция, вышний свет, произвела эманацию, сверкающий свет, а тот, в свою очередь, произвел материю, темный свет, инертный, нереальный, обреченный на гибель. Эта материя — небытие, но в нее брошены искры сверкающего света. Это души пророков, имамов, посвященных, и только они, умирая, переселяются из тела в тело. Все прочие люди, не принадлежащие к избранным, призраки небытия, с которыми можно поступать как угодно, поскольку их бытие нереально. Естественно, что сложившийся на этой идеологической основе стереотип поведения оттолкнул от карматов широкие слои крестьян, горожан и даже бедуинов, которые всегда были готовы пограбить под любыми знаменами, но считали излишним убивать женщин и детей. Ну, какая тут классовая борьба? Но, может быть, это все клевета врагов свободной мысли на вольнодумцев, осуждавших правителей за произвол, а духовенство за невежество? Допустим. Но почему тогда эти клеветники не возражали на критику своих порядков? Негативная сторона еретических учений не оспаривалась, а позитивной французы и персы, греки и китайцы XI-XIII веков отзывались с единодушным омерзением, причем явно без сговора. Но выслушаем и другую сторону. Знаменитого Насир и Хосрова, прятавшегося от туркмен-суннитов в местности Йомган, территории Афганистана, и скончавшегося там около 1088 года. Мыслитель считал, что если убивать змей для нас обязательно по согласному мнению людей, то убивать неверных для нас обязательно по приказу Бога Всевышнего. И неверный более змея, чем змея.
Высшая цель его веры — постижение людьми сокровенного знания и достижение ангелоподобия. Средство достижения — установление власти фатимидов, которое он мыслит следующим образом. Узнавши, что заняли Мекку потомки Фатимы, жар в теле и радость на сердце почувствуем мы. Прибудут, одетые в белые Божьи войска, месть Богу над полчищем черных, надеюсь, близка. Пусть саблею солнце из рода пророков взмахнет, чтоб вымер потомков Аббаса безжалостный род, чтоб стала земля бело-красную, словно хулла, и истинной вере дошла до Багдада хвала. Обитель пророка, его золотые слова, а только наследник имеет на царство права. И если на западе солнце взошло, не страшись из тьмы подземелий поднять свою голову ввысь. Стихи недвусмысленны. Это призыв к религиозной войне, без какой бы то ни было социальной программы. Следовательно, движение исмаилитов не было классовым, равно как и движение катаров, богумилов и павликиан. Последние отличались от исмаилитцев лишь тем, что не достигли политических успехов, после которых их перерождение в феодальные государства было бы неизбежно. И если бы имели значение лишь социально-политические мотивы, то зачем бы фатимидский халиф Египта Хаким 996-1021, находясь в суннитской стране и опираясь на суннитское тюркское войско, стал утверждать, что он находится в постоянном общении с сатаной и молиться, обращаясь к планете Сатурну. Выгоды ему от этого не было никакой, напротив, он потерял трон и пропал без вести. Вряд ли это было в его практических интересах. Видимо, Хаким поступал в согласии с совестью. В свете этих соображений ведущие советские историки отказались от определения исмаилизма как социального протеста. Беляев указал, что исмаилиты не возглавляли антифеодальную борьбу крестьян, а использовали ее в своих целях. Якубовский и Петрушевский, отмечая сложность проблемы, считали ее решение преждевременным. Но, может быть, мы пытаемся найти решение не там, где его безуспешно искали? В самом деле, если бы манихеи достигли полной победы, то для удержания ее им пришлось бы отказаться от разрушения плоти и материи, то есть приступить тот самый принцип, ради которого они стремились к победе. Совершив эту измену самим себе, они должны были бы установить систему взаимоотношений с соседями и с ландшафтами, среди которых они жили, то есть принять тот самый феодальный порядок, который был естественным при тогдашнем уровне техники и культуры. Следовательно, они перестали бы быть самими собой, а превратились бы в собственную противоположность. Но это положение в данном случае было исключено необратимостью эволюции. Став на позицию проклятия жизни и приняв за канон ненависть к миру, нельзя исключить из этого свое собственное тело. Поэтому собственная гибель была неизбежным следствием отрицания материи. И все равно, происходила ли она в бою с христианами, или от аскетизма, или от распутства, конец был один. Странная эта концепция, но последовательная. Может возникнуть ложное мнение, что католики были лучше, честнее, добрее, благороднее катаров, альбегойцев. Оно столь же неверно, как и обратное. Люди остаются самими собой, какие бы этические доктрины им не проповедовались. Да и почему концепция, что можно купить отпущение грехов за деньги, пожертвованные на крестовый поход, лучше, чем призыв к борьбе с материальным миром? И если одно учение лучше другого, то для кого? Поэтому ставить вопрос о качественной оценке бессмысленно и столь же антинаучно, как, например, вопрос о том, что лучше, кислота или щелочь. Обе обжигают кожу. Но если так, то почему именно этой вражде уделено столько внимания, когда одновременно шли острые социальные конфликты между классом феодалов и закрепощенными крестьянами, развивалось соперничество растущих королевств за территории и торговых городов за рынки? Чем же отличалась от них та полускрытая война, которая нами принята за исходную точку отсчета? Губительный фантом. Поставим вопрос так. Что общего между исмаилитством, карматством, маркианитским павликианством, манихейским богумильством, альбегойством и некоторыми другими вывихами тамплиеров? По генезису верований, догматики, эсхатологии и экзотики ничего. Но есть одна черта, роднящая эти системы — жизнь и отрицание.
выражающаяся в том, что истина и ложь не противопоставляются, а приравниваются друг к другу. Из этого вырастает программа человека-убийства, ибо раз не существует реальной жизни, которая рассматривается либо как иллюзия, тантризм, либо как мираж в зеркальном отражении, исмаилизм, либо как творение сатаны, манихейство, то некого жалеть, ведь объекта жалости нет. И незачем жалеть. Бога не признают, значит, не перед кем держать ответа, и нельзя жалеть, потому что это значит продлевать мнимые, но болезненные страдания существа, которое на самом деле призрачно. А если так, то при отсутствии объекта ложь равна истине, и можно в своих целях использовать ту и другую. Надо отдать должное средневековым людям, они были последовательны, и потому их речи звучали очень убедительно. Действительность подчас была столь ужасна, что люди готовы были броситься в любую иллюзию, особенно в такую логичную, строгую и изящную. Ведь, войдя в мир фантасмагорий и заклинаний, они становились хозяевами этого мира, или, что точнее, были в этом искренне убеждены. А то, что им ради этого ощущения свободы и власти над окружающими надо было плюнуть на крест, как тамплиерам, или разбить на части метеорит Каабы, как карматам, их это совершенно не смущало. Правда, встав на этот путь, они отнюдь не обретали личной свободы. Наоборот, они теряли даже ту, которую они имели в весьма ограниченных пределах, находясь в той или иной позитивной системе. Там законы и обычаи гарантировали им некоторые права, соразмерные с несомыми обязанностями, а здесь у них никаких прав не было. Строгая дисциплина подчиняла их невидимому вождю, старцу, учителю, но зато он давал им возможность приносить максимальный вред ближним, а это было так приятно, так радостно, что можно было и жизнью пожертвовать. И ведь не только бедствия и обиды приводили неофитов в негативные системы. В средние века люди часто жили плохо, но не везде и не всегда. Бурные периоды сменялись спокойными, но обывательская затхлость мирной сельской жизни действовала диалектическим путем и создавала последствия, противоположные предпосылкам. Когда пассионарного юношу кормили досыта, но запрещали ему что-либо делать, он искал применение своим затаенным силам и находил их в проповеди отрицания, не обращая внимания на то, что поставленная перед ним цель — фантазия. Сказка и миф рождались повседневно. Против них были бессильны строгие выводы науки и практические прогнозы действительности. В первом тысячелетии они увлекали людей всех стран, кроме Руси и Сибири, где антисистемы не сложились. В отличие от борьбы за политическое преобладание внутри одной большой системы и даже столкновений между разными системными целостями, здесь имела место истребительная война. Французские манихеи были слишком похожи на французских католиков для того, чтобы они могли ужиться в одном ареале, ибо развивались те и другие в противоположных направлениях. Сталкиваясь, они вызывали аннигиляцию той самой материи, которую они считали не божьим творением, а мировым злом. И так они вели себя везде, в Византии, Иране, Центральной Азии и даже в веротерпимом Китае. Поэтому гонения на них были повсеместны, а их сопротивление, часто весьма активное, придало раннему Средневековью ту окраску, которая просвечивается через видимую историю столкновений государств и становления этносов. Наличие двух несовместимых психологических структур в то время было явлением глобальным. Оттого так мало памятников искусства осталось от этой эпохи. То, что манихеи к концу XIV века исчезли с лица земли, неудивительно, ибо они, собственно говоря, к этому и стремились. Ненавидя материальный мир и его радости, они должны были ненавидеть и саму жизнь. Следовательно, утверждать они должны были даже не смерть, ибо смерть — только момент смены состояний, а антижизнь и антимир. Туда они и перебрались, очистив землю для эпохи Возрождения. Неудача их была только в том, что они не смогли забрать с собой всех людей, проведя их через мученичество, далеко не всегда добровольное. Правда, они старались, и не их вина, что жизнеутверждающее начало человеческой психики устояло против их натиска, благодаря чему история народов не прекратила своего течения. Отсюда видно, что манихейские общины могли существовать лишь при наличии позитивной творческой культуры и за счет создаваемых ею ценностей. Эта антисистема как бы паразитировала в телах тех этносов, куда она проникала, разрушала их и гибла вместе с ними. В Хазарии антисистема продержалась 150 лет,
но гибель ее едва ли была случайной. Никто не живет одиноко, а развитие природных этносов, связанных с ландшафтами своей страны, никакая антисистема не остановит. То, перед чем любая антисистема пасует, это жизнь с выделением свободной энергии, способной производить работу. Иранская ветвь иудеев принесла хазарам принципы маздакизма, согласно которым злом была объявлена вся неразумная, то есть стихийная природа, включая эмоции самого человека. Добром был объявлен разум, хотя именно разуму свойственно заблуждение. Византийская ветвь привнесла навыки экстерриториальности, то есть отсутствие прямых контактов с природными ландшафтами, и обе они проявили нетерпимость к своему этническому окружению, с которым считались лишь постольку, поскольку это было практически необходимо. И тогда против них поднялись и люди, и природа. Судьбу господствовавшего класса Хазарии, совпадавшего с господствовавшим этносом, разделили аборигены страны, за исключением тех, которые успели выселиться на Дон или укрыться на гребне, горном хребте Дагестана за Тереком. Волжские хазары оказались в наихудшем положении, так как кормивший их ландшафт опустился под волны Каспийского моря. Если в III веке уровень Каспия стоял на абсолютной отметке минус 36 метров, то в конце XIII века он достиг абсолютной отметки минус 19 метров, то есть поднялся на 17 метров. Для крутых берегов Кавказа и Ирана это большого значения не имело, но для пологого северного берега, где помещалась Хазария, эта трансгрессия стала катастрофой. Нидерланды превратились в Атлантиду. Цветущие сады, пастбища, деревни — все было залито водой, из которой торчали только сухие вершины беровских бугров, где ранее находились хазарские кладбища. Хазарам пришлось покинуть затопленную страну, а без привычного родного ландшафта этнос рассыпается розно. Так и рассыпались хазары в великом городе Сарай, столице всей Западной Евразии. Но зато они там избавились от темного света антисистемы. Однако не только этническую целостность потеряли хазары. Темный свет унес у них в межгалактические бездны то, что кажется неотъемлемым — память, или, говоря строго научно, этническую традицию. Потомки хазар забыли о том, что они были хазарами, а потомки хазарских евреев забыли о той стране, где жили и действовали их предки. Последнее понятно, для иудеев низовья Волги были не родиной, а стадионом для пробы сил, поэтому вспоминать о трагической неудаче для них не имело практического смысла. Вот по этим-то причинам Хазария стала страной без исторических источников, письменных, вещественных и этнографических, то есть зафиксированных в обрядах и верованиях. А поскольку до XX века любая история основывалась на сборе и критике источников, то история Хазарии и не могла быть написана. Наше время ознаменовалось могучим сдвигом в области научной методики. Появился системный подход, при котором внимание исследователя перенесено с элементов исследования на связи между ними. Эта методика позволила привлечь данные, казалось бы, далекие от темы изучения, и тем самым заполнить пробелы истории Восточной Европы. Благодаря системному методу появилась возможность избавиться от мифотворчества, болезни науки, возникающей при недостаточности сведений о сюжете, когда неизученные разделы темы заполняются измышлениями историка. Хазарскую историю эта болезнь не раз постигала и продолжает постигать. Недавно вышла книга, в которой хазары названы 13-м коленом, племенем Израиля. Историю столь удивительного феномена автор преподносит так, что комментарии уместны по ходу изложения содержания книги, дадим их в сносках. Автор упоминаемой книги полагает, что примерно с VII по XII век от Черного моря до Урала и от Кавказа до сближения Дона с Волгой распространилась полукочевая империя, в которой обитали хазары, народ тюркского происхождения. Термин «тюрк» имеет три значения. Для VI-VIII веков это маленький этнос, тюркют, возглавивший огромное объединение в Великой степи, Эль, и погибший в середине VIII века. Эти тюрки были монголоиды. От них произошла хазарская ханская династия, но сами хазары были европеоиды дагестанского типа. Для IX-XII веков тюрк – общее название воинственных северных народов, в том числе мадьяров, русов и славян. Это культурно-историческое значение термина не имеет касательства к происхождению. Для современных востоковедов тюрк –
лингвистическая группа. На тюркских языках говорят этносы разного происхождения. Следовательно, дефиниция автора может относиться только к древним тюркам, что, как мы показали, неверно. К сведению автора, древние евреи, будучи монолитным этносом, представляли собой антропологическое разнообразие. Выходцы из Ура-Халдейского имели шумерийский тип, низкорослые, коренастые, с рыжеватыми волосами и тонкими губами. Негроидную примесь дало пребывание в Египте. Семиты, высокие, стройные, с прямым носом и узким лицом. Это примесь древних арабов, халдеев. Большинство же евреев – арминоидный тип, преобладавший в Ханаане, Сирии и Малой Азии, и именно тот, который ныне считают еврейским. Это расовое разнообразие указывает лишь на сложность процесса еврейского этногенеза, но не имеет отношения к этнической диагностике, ибо этнос и раса – понятия разных систем отсчета. Занимая жизненно важный стратегический проход между Черным и Каспийским морями, они играли важную роль в кровавых событиях Восточно-Римской империи. Хазария с VII века граничила на Кавказе с арабским халифатом, а не с Византией. Они были буфером между грабителями-степняками и Византией. Авары, болгары и мадьяры воевали с Византией на Дунае, куда хазары никогда не достигали. Они отбили арабов и тем предотвратили завоевание исламом Восточной Европы. Они пытались сдержать вторжение викингов в Южную Русь и к византийским границам. Викинги двигались на Русь по Днепру, который был вне контроля Хазарии. Где-то около 740 года царский двор и правящий военный класс обратились в иудаизм. Дата взята из апокрифа и ошибочна. Компетентный автор X века Масуди указывает, что это произошло в царствовании Гаруна ар-Рашида, а точнее в IX веке. Иудаизм – не прозелитическая религия. Если бы действительно военный класс Хазарии просто сменил религию, не понадобилось бы заменять своих воинов наемными мусульманами, дорогостоящими и не очень надежными. О мотивах этого необычного события ничего не известно. Кёстлер в числе использованной литературы помечает книгу Артамонова, но из текста видно, что он ее не читал. Однако он сам приводит свидетельство караимского автора XI века Яфета ибн Али, который называет хазар иудейской веры бастардами, мамцер, показывая тем самым, каким путем эта вера распространилась в Хазарии. При наличии естественного хода метисации нет нужды искать мотивы политического характера. Бастарды возникают не по инструкциям правительства. Вероятно, это давало преимущество для маневрирования между соперничавшим христианским и мусульманским мирами, то есть культурно-политическими целостностями или суперэтносами. Какие преимущества может дать исповедание религии, одиозной для обоих соперников? И странно, что автор традицию и природное мировоззрение ставит в связь с требованиями политической конъюнктуры. Почему надо предполагать в хазарах такую беспринципность? К X веку появился новый враг – викинги, скоро ставшие известными как русы. Нормандская теория происхождения Руси устарела полвека тому назад. Хазарский бастион Саркел был разрушен в 965 году, но центральная Хазария осталась нетронутой, однако государство Хазар пришло в упадок. Центральная, а точнее Волжская Хазария была оккупирована сначала Хорезмом, а потом гузами. Да, если бы оно продолжало существовать, то сохранились бы договоры и сведения о его политике, а ведь ничего нет. Насчитав 12 принципиальных и недиспутабельных ошибок, скорее сознательных заблуждений, можно прекратить дальнейшее изложение и содержание книги. Да ведь не тайны историографии темных и давних времен интересовали автора. Главное – это связь истории Хазар с последующей судьбой иудаизма.